Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 1000 интересных фактов в одном видео. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Дельфины умеют спать, поочередно отключая одно из полушарий. Второе в этот момент бодрствует. Соответственно, один глаз открыт, дабы отслеживать изменения окружающей обстановки. 2. Вы замечали, что иллюминаторы во всех самолетах овальные? Это делается не для красоты, овальная форма не позволяет разорвать самолет на куски. Давление распределяется по всей кривой вместо того, чтобы идти трещинами по углам. 3. В 1875 году король Фиджи во время официального визита в Австралию заболел корью, привез ее на остров и тем самым погубил четверть своих подданных. 4. Синотык-Киль в переводе с языка майя – это место, где рождается ветер. На полуострове Юкатан таких синотов очень много. Это один из красивейших. Вода прохладная, и это приятно в жаркую погоду. Сверху спускаются красивые лианы, а рядом плавают рыбки. 5. На этом фото редкий вид на статую Свободы с балкончика на ее факеле. Выход туда был закрыт с 1916 года. 6. Это необычное свечение называется эффектом Копа-Этчелса. Его можно наблюдать, когда при посадке или взлете вертолета возникает сильное трение между лопастями и частичками песка и пыли. 7. Кристофер Хевинс, осужденный за убийство, сидя в тюрьме, изучил высшую математику и решил извечную математическую головоломку, над которой ломал голову еще сам Евклид. В процессе решения Хевинс впервые обнаружил некоторые закономерности в приближении большого класса чисел. Результаты своих вычислений он опубликовал в научном журнале в январе 2020 года. 8. Если снег скрипит под ногами, значит температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия. Снег перестает скрипеть уже при -4 градусов Цельсия. 9. Синий чай – напиток из высушенных особым способом синих бутонов травянистой лианы клитории тройчатой. 10. Давление на поверхности Венеры в 92,1 раза выше, чем на поверхности Земли, и равно давлению в земном океане на глубине 910 метров. 11. НАСА запретила всем, кто когда-либо будет посещать Луну, прикасаться к американским аппаратам, находящимся там, а также к другим вещам, оставленным после миссии Аполлон, поскольку они имеют историческую ценность. 12. Существует 4-й вид шоколада, рубиновый, который был изобретен швейцарскими кондитерами. 13. С 1925 по 1934 годы реклама Citroën украшала собой Эйфелеву башню в Париже. Такой билборд стоил неимоверных денег. Но такая реклама отлично себя окупала. И по сей день считается, что это был один из крупнейших рекламных носителей в мире. 14. Море Уэддала многие считают самым чистым морем в мире. Оно находится у берегов Западной Антарктиды. Однако купаться в нем вряд ли удастся, ведь оно очень холодное. Почти на протяжении всего года море Уэддала покрыто льдом. 15. После линьки речные раки поедают свой экзоскелет, чтобы снова восстановить баланс кальция в организме. 16. Индейцы с племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто не называет его по имени. 17. В человеческих слезах содержатся белки лизоцимы, способные разрушать клеточные стенки болезнетворных бактерий. 18. Долгое время считалось, что жирафы не издают звуков, но оказалось, что эти удивительные животные вовсе не немые.
Они общаются между собой, но мы не способны их слышать. Звуки жирафьей, так сказать, болтовни, имеют частоту 20 Гц, слишком низкую для восприятия нашим слухом. 19. Почтовому голубю номер 888, доставлявшему военную почту во время Первой мировой войны, за большие заслуги было присвоено звание полковника английской армии. После смерти голубь был похоронен с воинскими почестями. 20. Изначально гейшами были мужчины. Они служили своеобразными шутами, развлекавшими феодалов до 17 века. Их называли гейшами, людьми искусства, хоконами, шутами и тайкома-ти, носителями барабана. 21. Подобно годовым кольцам деревьев, по концентрическим кольцам на щитах панциря черепахи можно определить ее возраст. 22. До 1987 года в Исландии не было телевещания по четвергам. Идея была в том, что четверг оставался днем для общения. 23. Первая реклама на газетной полосе появилась в 1657 году в одном из английских изданий. А первое частное объявление было посвящено розыску пропавшей собаки короля Карла II. 24. Зимой ежи впадают в спячку, при этом их температура понижается с 34 до 2 градусов Цельсия. Дыхание зверька падает с 40 до 8 вдохов-выдохов. А в первые дни весны ежи едят все подряд. 25. История про Аладдина и волшебную лампу входит в цикл сказки Шахерезады. В первом переводе цикла, сделанном для Европы в начале XVIII века, Аладдин живет в одном из городов Китая. Эта же версия упоминается в разных источниках до конца XIX века, и только в начале XX действия смещается на Ближний Восток. 26. Если вы решили что-то сделать, но не начали это делать в течение 72 часов, в 85% случаев вы не сделаете этого никогда. 27. Возраст вулкана Ключевская сопка составляет около 7000 лет. Цивилизации расцветали и рушились. Искатели открывали новые материки. Рождались и умирали гении, смельчаки и первопроходцы. А он продолжал жить своей жизнью в холоде вечности. 28. На фото медицинский центр лечения головного мозга Лурува, который был спроектирован всемирно известным архитектором Фрэнком Гэри и открыт 13 июля 2009 года в Лас-Вегасе, штат Невада. 29. В мире существуют разные виды и сорта грибов. Все они интересны и удивительны. Однако среди грибного многообразия есть такой, который умеет свистеть. Нет, не просто издавать звуки, улавливаемые приборами, а слышимые человеческим ухом. Этот чудо-гриб называют хориоактис. 30. В театрах Древней Греции был работник, который бил палкой особо шумных зрителей. 31. На фото микроскопические парафиновые капли, выделяемые восковой свечой при сжигании, в видимом спектре света преломляются подобно призме, поэтому в дыме от свечи иногда можно заметить радугу. 32. В Финляндии каждый год проходит чемпионат мира по игре на воздушной гитаре. Это значит, что участники не играют на настоящем инструменте, а лишь изображают такую игру, подражая рок-звездам. 33. В 1456 году Тевтонский орден успешно защитил крепость Мариенбург, выдержав осаду поляков. Однако у ордена кончились деньги и стало нечем расплачиваться с богемскими солдатами-наемниками. В качестве зарплаты наемникам передали эту крепость, а те продали Мариенбург тем самым полякам. 34. По оценкам вирусологов, в организмах птиц и млекопитающих циркулируют 1 670 000 еще не открытых вирусов. Из них могут быть опасными для человека 827 000, а сейчас известно 263 вируса.
вызывающих болезни у людей. 35. На протяжении 27 лет в Великобритании существовал налог на шляпы. 36. Бумеранги вернутся к вам даже в космосе. Японский астронавт Такао Дой узнал это, когда запустил его внутри Международной космической станции. Это вызвано тем, что бумеранги не требуют, чтобы сила тяжести функционировала, им нужен воздух и только. 37. В день человеку приходит от 12 тысяч до 60 тысяч мыслей. Причем 80% из них негативные. Что ж, это является нормой для взрослого человека. На негативных моментах мозг приобретает полезный опыт. 38. В английском сленге есть понятие «канадский смокинг», так называют сочетание в одном образе джинсовой рубашки или куртки с джинсами. 39. Дарвин перед свадьбой составил списки «за» и «против» женитьбы. В списке «за» было постоянный компаньон и лучше, чем собака. Список «против» включал «придется навещать родственников» и меньше денег на покупку книг. 40. У кошек уникальный позвоночник, который позволяет им одновременно поворачивать верхнюю и нижнюю часть тела в разные стороны. Эта способность помогает им всегда приземляться на лапы и в целом способствует гибкости и подвижности тела. 41. Красная панда очаровательна и выглядит безобидной, но если загнать ее в угол, она встанет на задние лапы и устрашающе поднимет передние, чтобы выглядеть крупнее и нагнать на врага страху. 42. Драконово дерево – реликтовое вечнозеленое тропическое растение. По свидетельствам некоторых ученых, оно способно жить до 6000 лет и более. Самому старшему из обнаруженных экземпляров около 3000 лет. 43. Черный чай и зеленый чай собираются с одних и тех же растений. Вся разница между ними в обработке, которая происходит после сбора. Черный чай подвергается ферментации, а зеленый – нет. 44. В 1999 бегун Серхио Моцаненг стал одним из победителей супермарафона, поменявшись местами со своим братом-близнецом на середине пути. Это удалось понять лишь благодаря тому, что они носили часы на разных руках. 45. Острая еда охлаждает в знойный день. В острой пище содержится капсаицин, который раздражает слизистую, из-за чего тело отправляет мозгу сигналы о перегреве. В итоге мозг заставляет железы вырабатывать больше пота, и температура тела снижается. Неплохой способ охладиться летом – чашка горячего острого супа. 46. Количество точек на спинке божьей коровки зависит вовсе не от возраста, а от вида. Среди них есть двухточечные, семиточечные, 14-точечные и даже 22-точечные насекомые. 47. В Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. Это старинная традиция. Счастливые владельцы дома хотят, чтобы все соседи знали, что принадлежит лично им, и поэтому красят дверь в красный цвет. 48. На фото турецкое такси для пьяных. В середине 20 века в барах Турции работали специальные носильщики, которые забирали перебравших клиентов домой. 49. Шоколад ядовит для собак и кошек из-за содержания в нем теобрамина. Для небольшой собачки плитка горького шоколада будет смертельной дозой. Человеку для того, чтобы отравиться шоколадом, необходимо было бы съесть около 40 килограммов за раз. 50. Все бабочки пьют кровь. Бабочка не может ранить человека или животное, но если она вдруг окажется рядом с кровью, то с удовольствием ее выпьет. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных моментов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления.
Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. А теперь продолжаем. 51. Десятилетнее исследование, проведенное среди 19 тысяч семей, показало, что видеоигры не оказывают никакого негативного влияния на ребенка. 52. Аргентавис – вид вымерших птиц из семейства Тераторнитид, обитавших во времена Верхнего Миоцена в Южной Америке. 53. Человек, обожающий дождь во всех его проявлениях, шорох капель, звук грома, запах влажного воздуха и тому подобное, называется плювиофил. 54. Исследования показали, что туго завязанные галстуки снижают кровоток в голову на 7,5%, что фактически означает легкое кислородное голодание головного мозга. 55. Дерево гинго уникально и не имеет явных связей ни с одним живым растением. Это живое ископаемое, представитель рода, все остальные виды которого вымерли 200 миллионов лет назад. 56. Пшеничная гора – один из крупнейших буддийских пещерных монастырей Китая в форме муравейника 142-метровой высоты. 57. Росомаха – самый свирепый хищник на Земле, не имеющий себе равных. Росомаха не знает страха и может напасть на животных, которые гораздо крупнее и сильнее ее. 58. Древесные африканские гадюки выглядят очень эффектно. Они хоть и ядовиты, но для человека не представляют серьезной опасности. К тому же ведут себя вполне спокойно и просто так атаковать не станут. 59. Думающее дерево – древнее оливковое дерево, растущее в Апулии, Италия, которому более 1500 лет. 60. Чем чаще вы путешествуете и смотрите кино, тем чаще испытываете дежавю. Известно, что дежавю обычно появляется в нестандартных ситуациях или во время стресса. Исследования также показывают, что ощущение дежавю с возрастом пропадает. 61. Некоторые люди, утверждающие, что никогда не были влюблены, страдают гипопитуитаризмом, редкой болезнью, не позволяющей человеку почувствовать любовь. 62. В Таиланде все кошки сиамские. Впрочем, так же, как и собаки, слоны, змеи и прочая живность. До 1939 года Таиланд назывался Сиамом. 63. Волки – хорошие приемные родители, они нередко принимают в свои семьи оставшихся без родителей детенышей животных других видов, например, лисят. 64. Это выглядит обыденно только для жителей Сан-Паулу. Эта постройка привлекает попугаев, потому что в некоторых видах кирпичей есть нужные для их рациона частицы. 65. Самый красивый паук в мире Меретес воланс обитает на Зеленом континенте, в Австралии. 66. Если вы решили поехать в Исландию, знайте, чаевые в этой стране являются оскорблением. 67. В течение 60 лет в Исландии было запрещено гладить собак. В 1984 году эта норма была упразднена, но и сегодня в Исландии больше любят кошек, чем собак. 68. У страусов глаза больше, чем мозг. Действительно, у страуса глаза размером с бильярдный шар.
Пространство, занимаемое глазными яблоками, настолько велико, что мозг не может быть больше грецкого ореха. Даже его масса в 2 раза меньше, чем масса глаз. 69. Жители Микронезии каждый год меняют имя, чтобы отпугивать злых духов. 70. Болезнь Урбаха-Витте – редкое генетическое заболевание, которое приводит к полному отсутствию страха. Известно всего 300 подобных случаев, четверть из них в Южной Африке. 71. На фотографии Пабло Эскобар на фоне Белого дома в то время, как он является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. 72. Единственный японец, выживший после крушения «Титаника», на родине был назван трусом за то, что не умер вместе с другими пассажирами и стал изгоем общества. 73. Этого пса зовут Плуто. Он много работает и играет роль собак для видеоигр. 74. У каждой зебры индивидуальный рисунок полос. Ни одна не похожа на другую, таким образом зебры отличают друг друга. 75. Это Марк Корт и его единственная работа – рисовать культовую полоску на Роллс-Ройс. Никто кроме него не имеет права это делать. 76. Гипертимезия – нарушение памяти, из-за которого человек помнит все события своей жизни до мельчайших подробностей. Всего в мире примерно 60 человек с таким диагнозом. 77. Дрожь от холода – это защитный механизм, с помощью которого тело человека пытается согреться. Дрожь представляет собой слабые сокращения скелетной мускулатуры с высокой частотой, которые позволяет выделить тепло. 78. В Австралии есть мост для миграции крабов, так как ежегодно тысячи крабов погибали под колесами машин, а этот мост решает эту проблему. 79. Американский математик Джордж Данцик, будучи аспирантом университета, однажды опоздал на урок и принял написанные на доске уравнения за домашнее задание. Оно показалось ему сложнее обычного, но через несколько дней он смог его выполнить. Оказалось, что он решил 2 нерешаемые проблемы в статистике, над которыми бились многие ученые. 80. В Сингапуре незаконное подключение к чужому Wi-Fi наказывается лишением свободы до 3 лет. 81. Момент – это средневековая английская мера времени, равная 1,5 минутам. 1 час 40 моментов. 82. Это вовсе не микросхема смартфона, как можно было бы подумать, а вид со спутника на Солончак Solar de Atacama в Чили. 83. Японская компания Ma Corporation разработала сумку-аквариум, чтобы владельцы домашних рыб могли выгуливать своих питомцев. 84. Предельная температура вдыхаемого человеком воздуха равна 116 градусам по Цельсию. 85. Кусок чистого золота размером в спичечный коробок может быть раскатан до размера теннисного корта. 86. В мире есть 2 страны, где развод запрещен законом – Ватикан и Филиппины. 87. Во время чумы в средние века некоторые врачи носили примитивную форму костюма биологической опасности, который назывался чумным костюмом. В маске этого костюма были красные стеклянные окуляры, чтобы сделать носящего невосприимчивым к злу, а также клюв, который часто заполняли ароматными травами и специями, чтобы перебить миазмы, которые, как считалось, также разносят чуму. 88. Утконос – единственное существо, у которого имеются гены птицы и рептилии и млекопитающего. 89. Римский час длился 44 минуты зимой и 75 летом. 90. Человек, который весит на Земле 45 килограммов, на Плутоне будет весить примерно 3. 91.
Традиционная вьетнамская остроконечная шляпа появилась на свет в качестве защиты от падающих с деревьев кокосов. Упав на такую шляпу, кокос, конечно, ударит человека, но не смертельно, после чего отскочит в сторону. Без шляпы же падение кокосового ореха на голову чаще всего заканчивается смертельным исходом. 92. Trainer Planet Solaire – первое в мире судно, которое обогнуло Землю, используя в качестве топлива исключительно энергию Солнца. 93. Озеро Блед справедливо считается одним из чудес Словении. Лежит на границе долины и Альпийского горного края в Люблянской котловине на высоте 475 метров. 94. На фото ледник Тасмана, Новая Зеландия, Австралия. В результате землетрясения, которое произошло в Новой Зеландии 22 февраля 2011 года, с гор сошел ледник массой в 30 миллионов тонн льда Тасмана, крупнейший в стране. Он рухнул в одноименное озеро, спровоцировав волны высотой до 3,5 метров. Таким образом, в момент национальный парк Маунт-Кук лишился одной из главных достопримечательностей. 95. Столовая гора в Южной Америке. Вершина Рораймы – плато площадью около 34 квадратных километров, окруженная со всех сторон 400-метровыми отвесными скалами. 96. Оранжевая наружная часть кожуры апельсина называется флаведа. 97. У дельфинов, косаток и кашалотов нет обоняния. 98. Игру в резиночки придумали в Китае в VII веке. 99. Перья птицы весят больше, чем ее скелет. 100. Цунами появляются в результате сейсмической активности и могут перемещаться через океан со скоростью 800 км в час, когда глубина океана составляет 6 километров. Эти волны обычно остаются незамеченными, так как они выступают всего на несколько сантиметров над поверхностью. 101. Организм опоссума представляет собой противоядие от любого яда. Он справляется даже с теми ядами, носители которого никогда не встречаются в его естественной среде обитания. Например, маленький опоссум с одинаковой легкостью обезвреживает опасный змеиный яд и легко избавляется от белковых токсинов растительного происхождения. При этом зверьку даже не требуется время на реабилитацию, его тело перерабатывает яды в штатном режиме. 102. Как мы знаем с детства, появление радуги вызвано преломлением света в капельках воды в атмосфере. Как правило, она появляется во время дождя в сочетании с ярко сияющим солнцем. Но солнце не обязательный элемент радуги, если луна достаточно полная, ее свет тоже может создавать радугу, и это удивительное зрелище. Лунная радуга бледнее солнечной и появляется в местах, где есть водопады или часто случаются туманные ночи во время яркой полной луны. 103. По традиции, донской казак носил серьгу в ухе в знак того, что он – кормилец семьи. В левом ухе – единственный сын у матери, в правом – последний мужчина в роду. Таких казаков атаман посылал на опасные военные миссии в последнюю очередь. 104. Дежавю – это чувство того, что происходящие события вам знакомы, поскольку вы видели их во сне. Как дежавю значит «уже видел», так дежавю можно перевести как «уже сновидел». Однако дежавю ни в коей мере не помогает предсказывать предшествующие события, а является реакцией на уже происходящее. 105. Дейзи Эшфорд написала роман «Юные посетители» о высшем обществе Англии конца XIX века, когда ей было всего 9 лет, а в 13 лет Дейзи бросила писательское ремесло и никогда к нему не возвращалась. Через 28 лет после написания «Юных посетителей» Эшфорд со своими сестрами наткнулась на рукопись своего романа, разбирая вещи умершей матери. Они решили опубликовать его, сохранив юношескую орфографию и пунктуацию, исправив только одну ошибку в названии книги.
Когда роман вышел, он сразу же стал бестселлером. На доходы от продаж Эшфорд купила себе ферму. Эшфорд никогда больше не писала, но в старости начала автобиографию, которую позже уничтожила. 106. Правило о том, что при крушении корабля следует в первую очередь спасать женщин и детей, не существует. Решение о надлежащих действиях в аварийной ситуации принимает капитан корабля. Чаще всего спасающиеся действуют по принципу «каждый за себя». 107. Томас Эдисон с детства страдал глухотой, которая постепенно усиливалась на протяжении жизни. Чтобы слышать звуки рояля, он кусал инструмент и чувствовал вибрацию музыки через зубы. На одном из его роялей сохранились следы этих укусов. 108. Библис гигантский, самое крупное плотоядное растение, достигающее полуметра в высоту, его листья и стебли покрыты волосками, выделяющими клейкий секрет, в который может попасться даже мелкая позвоночная, ящерица или птица. В прошлом о нем ходили слухи как о растении-людоеде. 109. В 1915 году английский адвокат Сесил Чап купил на аукционе Стоунхендж в подарок своей жене. Однако та не особенно обрадовалась подарку. Во-первых, Стоунхендж обошелся довольно дорого, около 700 тысяч фунтов стерлингов в сегодняшних деньгах, а во-вторых, Мэри Чап рассчитывала, что ее супруг приобретет на аукционе что-нибудь полезное для дома, например, занавески, а не самый значительный памятник Англии. 3 года спустя Чап передал Стоунхендж в государственную собственность. 110. В 1970-х годах Бутан выпустил говорящие почтовые марки, которые можно прослушивать на проигрывателе виниловых пластинок. На марках представлены аудиозаписи народных песен, гимн Бутана, а также история Бутана на бутанском и английском языках. 111. Двое братьев из Жироны, Испания, продали поддельную картину Франциско де Гоя арабскому шейху. Об этой афере стало известно, когда мошенников поймали на таможне Франции с 1,7 миллиона швейцарских франков, вырученных за картину. Деньги оказались фальшивыми. 112. Рыбы тоже могут впадать в депрессию. Ученые проводят исследования на депрессивных рыбках Данио, чтобы найти способы лечения людей, страдающих этим заболеванием. Нейрохимия человека и рыб настолько похожа, что это пугает, говорит профессор биологии Джулиан Питтман. 113. Американский нефтяной магнат и миллиардер Жан-Пол Гетти установил таксофон у себя в особняке, чтобы не оплачивать звонки своих гостей. Домашние телефоны находились под замком, ключ от которого был только у обслуги и жителей особняка. Гетти объяснял это тем, что многие деловые люди, приезжая к нему навстречу, совершали междугородные и даже международные звонки, злоупотребляя его гостеприимством. 114. В Библии есть упоминание о Симоне Волхве, который пытался за деньги купить у апостолов Петра и Иоанна способность исцелять людей возложением рук, а позже основал секту и стал лжемессией. По мнению некоторых древних христианских авторов, Симон Волхв был отцом всех ересей в христианстве. 115. В оригинальной версии сказки про Питера Пэна не было волшебной пыли, необходимой для полета. Автору Джеймсу Барри пришлось добавить ее позже, поскольку огромное количество детей, прочитав книжку, пытались летать, подражая ее героям, что приводило к травмам и несчастным случаям. 116. Отец атомной бомбы, Роберт Оппенгеймер, обладал неуравновешенным характером и довольно дерзким поведением. Во время учебы в Геттингене на курсе Макса Борна 22-летний Оппенгеймер вел себя так, что остальные студенты его возненавидели. Молодой человек перебивал любого докладчика, игнорируя его возраст и заслуги, и постоянно выбегал к доске, демонстрируя, как тот или иной вывод можно получить быстрее и проще. В конце концов, слушатели курса Борна составили документ с угрозой бойкотировать семинары.
если постоянные перебивания докладчиков не прекратятся. Макс Борн был интеллигентным человеком, и ему было неловко напрямую критиковать поведение своего американского студента. В конце концов он решил вопрос так, оставил бумагу с угрозами на видном месте, а сам вышел из аудитории. Когда он вернулся, Оппенгеймер, за это время успевший снова выбежать к доске, где ему не мог не попасться на глаза документ, сидел бледный и молчаливый на своем месте. С тех пор будущий отец атомной бомбы ни разу никого не перебивал, а на Макса Борна не обиделся. После успешной защиты диплома преподнес ему ценный подарок – оригинальное издание аналитической механики Лагранжа. 117. Австралийская птица-лерохвост может издавать звуки свистков, бензопилы, двигателей автомобилей, сигнализации, выстрелов винтовки, щелчков камеры, лая собак, плача младенцев, музыки, мелодий мобильных телефонов, звуки человеческого голоса и любые другие звуки. 118. Рыбка-чистильщик вида Lebroids dimidiatus удаляет паразитов и омертвевшие клетки с тел других рыб, специально приплывающих к ней для этого. Димедиатус питается не паразитами, а кожной слизью рыб. Однако рыбка знает, что если будет просто съедать слизь, другие рыбы к ней не приплывут. Поэтому маленький, так сказать, косметолог сначала проводит сеанс чистки и только потом, когда клиент возвращается на повторный осмотр, объедает слизь. За день рыбка успевает провести до 3000 таких процедур. 119. Козлы-провокаторы или козы-иуды – дрессированные козы, обученные завоевывать доверие у стада коз или овец и вести его за собой в определенное место, например, на бойню. При этом самих козлов не забивают, отсюда и название. В наше время козлы-провокаторы вышли из повсеместного применения, но их все еще используют на небольших скотобойнях. 120. Гераклион был древним городом, который, по преданию, рухнул в море и большую часть истории считался мифическим, как Атлантида. Однако в 1933 году британский летчик, пролетая над заливом Абу-Кир, заметил под водой руины, а в 1999 году, после 5-летних поисков, руины Гераклиона разыскал и исследовал французский подводный археолог Франк Годио. 121. В 1761 году французский астроном Гийом Лежантиль отправился в Индию, чтобы наблюдать транзит, то есть прохождение Венеры по солнечному диску, но из-за войны с Англией не смог вовремя высадиться на берег. В течение 8 лет Лежантиль ждал повторения этого события, попутно изучая муссоны, приливы и отливы, флору и фауну Индии и ближайших островов. В конце концов Лежантиль дождался повторного транзита Венеры, произвел свои наблюдения и отправился домой. По пути его корабль потерпел кораблекрушение, а его самого захватили в плен пираты. В конце концов, после долгих злоключений астроному удалось вернуться домой через 11 лет после того, как он его покинул. Чтобы узнать, что на родине его давно считают погибшим, жена повторно вышла замуж, а место во Французской академии наук занял другой ученый. 122. Парадокс береговой линии заключается в том, что невозможно точно определить длину линии побережья из-за ее фракталоподобных свойств. Поскольку береговая линия очень сильно изломана, полна изгибов и закоулков, ее длина зависит от способа измерения. Чем меньше длина отрезка измерений, тем больше становится конечная измеряемая длина. Например, с участком 100 км длина побережья Великобритании составляет 2800 км, но если уменьшить участок до 50 км, она вырастет до 3400 км и так далее. Поскольку для участка суши возможно выделить изгибы любого размера, от сотен километров до долей миллиметра и меньше, нельзя очевидным образом подобрать размер наименьшего элемента, который должен быть взят для измерения. Следовательно, нельзя однозначно определить и периметр данного участка. Это странно, но ученые так и не смогли найти решение этого парадокса. 123.
22 ноября 1968 года самолет японской авиакомпании при заходе на посадку ударился о водную поверхность залива Сан-Франциско, но остался цел, никто из пассажиров не погиб. Во время расследования в качестве главного свидетеля был вызван капитан Кохэй Асо. Его спросили, как вы умудрились посадить самолет на воду в 2,5 милях от аэропорта, прямо по курсу посадочной полосы? Комиссия ожидала, что пилот будет ссылаться на обстоятельства, помешавшие разобраться в обстановке. Но в ответ услышали, как говорят у вас в Америке, я просто облажался. Заявление обезоружило комиссию. Впоследствии способ обезоруживания оппонента прямотой ответа получил название «защита АСО». Этот термин до сих пор используется, например, в книгах по теории управления. 124. Ортодоксальным иудеям в шаббат запрещено переносить любые вещи, кроме одежды, за пределами своего жилища, так написано в Торе. Но есть лазейка, частные владения евреев можно объединить в одно общее, при условии, что территория будет иметь явно обозначенные границы. Такая территория называется эрув и чаще всего огорожена натянутой веревкой или проволокой. В пределах эрува в субботу можно свободно переносить предметы, как если бы человек находился в своем доме. В некоторых городах мира эрувы простираются на целые улицы и даже районы. 125. В 1948 году на пляже Клируотера, США, появились огромные следы трехпалых лап. Ученые, осмотрев отпечатки, предположили, что их оставил гигантский пингвин ростом не менее 4,5 метров. Правда, поймать его или хотя бы увидеть им не удавалось. Следы продолжали появляться еще в течение 10 лет, а затем исчезли. Спустя еще 30 лет, в 1988 году, местный шутник Тони Синьорини признался, что следы оставлял он. Просто ради шутки. Он и его приятель, Эл Уильямс, изготовили чугунные ботинки в виде лап, и по ночам Синьорини бродил по пляжу, оставляя отпечатки, перепугавшие весь город и поставившие биологов в тупик. 126. Постройка «Титаника» осуществлялась силами около 1500 рабочих, в том числе детей возрастом 12-13 лет. Во время работ 8 рабочих погибло, большинство от падения с высоты, 246 человек получили травмы, из них 28 тяжелые. За 3 изнурительных года было использовано 3 миллиона заклепок и потрачено $200 миллионов. Когда корабль был готов, представитель компании White Star Line с трепетом сказал, даже сам Бог не сможет потопить этот корабль. 127. В 1960-е годы правительства многих штатов Америки проводили тесты на грамотность среди потенциальных избирателей. Эти тесты, якобы для проверки грамотности при голосовании, на практике были предназначены для лишения расовых меньшинств избирательных прав. Тесты были очень запутанными, а времени на их прохождение давалось очень мало. Всего одна ошибка позволяла не допустить человека к голосованию. Среди белых людей тестирование не проводили, считалось, что они и так грамотные. 128. Детская повесть Нила Геймана «Каролина» показалась агенту писателя Мэрили Хейфиц слишком страшной для публикации. Гейман возражал. В конце концов они договорились, что если дочь Хейфиц Морган сможет прочитать повесть до конца, не испугавшись, рукопись отправят в издательство. Морган прочла повесть и нашла ее очень интересной. Книгу издали, по ней сняли анимационный фильм «Каролина в стране кошмаров», завоевавший широкую популярность, затем поставили мюзикл. Перед премьерой Нил Гейман сказал Морган: «Это тебя мы должны благодарить за все это. Если бы ты испугалась, Каролина отправилась бы в мусорное ведро». «Я испугалась», — ответила та, — «и еще как. Я была в ужасе. Но я знала, что если признаюсь в этом, мне не дадут дочитать книгу до конца, а мне так хотелось узнать, чем все закончится». 129.
Двое детей, предположительно 7 и 12 лет, прижались руками и ногами к мягкому известняку на Тибетском Нагорье. Со временем известняк затвердел, сохранив отпечатки ладоней и стоп. Перед глазами встает образ детей, наслаждающихся игрой. Но как давно появились эти отпечатки? Археологи предполагают, что это старейший пример париетального, пещерного искусства из когда-либо найденных. Следы датируют периодом от 169 тысяч лет до 226 тысяч лет до нашей эры, возможно также, что дети были людьми другого, вымершего вида Homo, денисовцами. 130. 28 августа 1969 года Джудит Лав Коэн, аэрокосмический инженер НАСА, решала важнейшую математическую задачу, когда у нее начались схватки. Не желая отрываться от работы, Джудит распечатала свои расчеты и поехала в больницу, где незадолго до рождения ребенка решила задачу. Через несколько месяцев, благодаря этой работе Коэн, посвященной резервной системе навигации, во время аварии удалось спасти астронавтов миссии Аполлон-13. С ребенком тоже все оказалось в порядке, он вырос и стал актером Джеком Блэком. 131. 29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари стал первым человеком, поднявшимся на вершину Эвереста, но он был не один. Через мгновение после того, как новозеландский альпинист ступил на вершину, к нему присоединился его партнер Шерп Тенсинг Норгей. На тот момент Норгей уже совершил больше экспедиций на гору, чем кто-либо другой. Хиллари рассказывал, что незадолго до этого Шерп спас его, когда он поскользнулся, закрепив веревку Хиллари ледорубом, и если бы не Норгей, он никогда бы не смог покорить Эверест. 132. Русская меценатка Надежда фон Мек была страстной любительницей искусств, и узнав о существовании Чайковского от его бывшего ученика Николая Рубинштейна, была потрясена его прекрасной музыкой. Она написала Чайковскому, и между ними завязалась переписка. Несмотря на то, что Надежда Филаретовна никогда не видела своего кумира вживую, она воображала его себе идеальным человеком, наподобие ницшеанского сверхчеловека. Она решила финансово поддержать великого композитора, и Чайковский не стал отказываться от этой поддержки. Фон Мек платила на содержание Чайковского 6 тысяч рублей в год, это был солидный доход, позволивший тому не работать. Профессора консерваторий, его коллеги, зарабатывали всего 300-400 рублей в год. Хоть Петр Ильич и принимал с благодарностью помощь своей покровительницы, он всегда испытывал из-за этого неловкость, да и она тоже. Поэтому, обменявшись за жизнь более чем 1200 письмами, они никогда не встречались лично, по крайней мере преднамеренно. Однажды Чайковский и фон Мек столкнулись на прогулке лицом к лицу, он приподнял шляпу, она неловко промолчала, и эта встреча так и осталась единственной за 13 лет их дружбы. 133. У человека и остальных млекопитающих есть возвратный гортанный нерв в виде длинной петли, соединяющей мозг и гортань. По идее, этот нерв мог бы пролегать напрямую и быть гораздо короче, ведь между гортанью и мозгом всего несколько сантиметров расстояния, но он был унаследован нами от рыб, у которых нет шеи, и возвратный гортанный нерв идет по оптимальной траектории. 134. Вам никогда не хотелось исчезнуть из собственной жизни? Нет, не умереть, а испариться, оставить в прошлом все, что волновало, уволиться с работы, разорвать все отношения и навсегда исчезнуть, чтобы начать новую жизнь где-то в совсем другом месте. В Японии некоторые люди так и делают. Их называют дзюхацу, этих дезертиров из своей жизни, и это слово переводится как «испарение». Оно описывает людей, которые сознательно приняли решение пропасть без вести и пожизненно скрывать свое местонахождение от всех, кто их знал. Эта тенденция постепенно распространяется по Европе и США, и открываются даже агентства, помогающие людям испариться. Их услуги называются «ночной переезд».
135. Традиционно, в военной форме пальто моряков по покрою отличались от тех моделей пальто, что носили сухопутные войска. Их пальто обыкновенно бывали однобортными, в то время как модель для военных моряков имела дополнительный ряд пуговиц и петель и могла застегиваться на обе стороны. Причина такого покроя чисто практическая, когда моряк по долгу службы вынужден находиться на палубе на открытом воздухе. Целыми часами, неся вахту, ветер может дуть с любой стороны. Поэтому закройщики разработали пальто, которое можно было по необходимости перезастегнуть. Простое, но гениальное решение, не правда ли? 136. В 1836 году руководство Банка Англии получило анонимное письмо, в котором неизвестный утверждал, что имеет доступ к золотохранилищу банка и предлагал встретиться там в назначенный ими час. В условленное время, находясь в хранилище, сотрудники банка услышали грохот и звук ломающихся досок, и вдруг из-под пола выпрыгнул смеющийся мужчина. Оказалось, что этот мужчина – канализационный мастер. Работая в шахтах, он обнаружил старую канализацию, проходящую прямо под хранилищем. Ревизия показала, что мужчина ничего не украл, и банк, в качестве благодарности, наградил его 800 фунтами стерлингов, что на сегодняшний день эквивалентно 10 миллионам рублей. 137. Демон Дарвина – гипотетический организм, который мог бы максимально использовать все аспекты приспособленности и существовал бы, если бы эволюцию на нашей планете ничто не ограничивало. Демоны Дарвина могли бы сразу после рождения в любом месте найти партнера для спаривания и произвести на свет бесконечное по численности потомство. Хотя такие организмы не могут существовать по определению, ученые используют демонов Дарвина для мысленных экспериментов и для иллюстрации ситуаций, в которых организмам приходится идти на компромиссы в процессе адаптации к окружающей среде. 138. В 1970-х годах президент США Ричард Никсон велел разработать специальную форму для охраны Белого дома. Его впечатлили дворцовые стражи в европейских странах, и он решил, что охранникам Белого дома тоже нужна особая одежда. Однако новая форма никому не понравилась. В газетах писали, что откровенное заимствование у европейских монархий напрямую противоречит демократическим традициям США. Люди смеялись, называя охрану игрушечными солдатиками, нацистами и школьным оркестром. Охранники жаловались, что чувствовали себя слишком театрально и что в этих шляпах им неудобно. Шляпы исчезли уже через месяц, белые куртки прослужили немногим дольше. 139. В 1990-х годах компания Marvel подала в суд, добиваясь, чтобы фигурки героев комиксов «Люди Икс», от продажи которых она получала доход, признали не куклами, а игрушками. Налог на кукол в то время был вдвое выше, чем налог на игрушки. Согласно закону, куклами назывались только те игрушки, что изображали людей. Юридическая битва продлилась целое десятилетие. Судьи внимательно рассматривали фигурки Росомахи, Крейвена Охотника и других персонажей комиксов, а юристы в философском духе рассуждали, в чем суть понятия «человек». В конце концов, вопрошали они, как вы можете называть людьми нечто, обладающее когтями, щупальцами, крыльями или роботизированными конечностями. Marvel выиграла суд, и Люди Икс были признаны не людьми, а значит не куклами. Несмотря на то, что одна из главных тем комиксов про них заключается в том, что даже будучи мутантами, Люди Икс остаются людьми. 140. Агата Кристи была серфингисткой, она научилась серфингу во время поездки с мужем по Южной Африке. В те времена вставать на доску было не принято, и серфингисты ловили волну лежа. Иногда бывает больно, когда случайно ныряешь носом в песок, но в остальном катание на доске – простой вид спорта, и он приносит большое удовольствие, писала Кристи в письме матери, описывая свои впечатления. А когда писательнице удалось сделать поп-ап, то есть встать на доску вертикально и удержаться на ней, она пришла в полный восторг.
Это мой триумф. Я балансировала на доске и добралась до берега. 141. Изначально всемирно известный бренд жевательной резинки Wrigley выпускал мыло, но оно продавалось не очень хорошо, поэтому основатель компании Уильям Wrigley-младший придумал акцию. За покупку нескольких кусков мыла клиент получал в подарок банку разрыхлителя. Спустя какое-то время, обнаружив, что его разрыхлитель стал популярнее, чем мыло, Wrigley переключился на продажу именно его, а в качестве презента стал выдавать покупателям по 2 пачки жевательной резинки за каждую купленную банку разрыхлителя. И снова обнаружилось, что товар в подарок популярнее базового продукта. Тогда Wrigley переориентировал компанию на производство жевательной резинки и на ней сделал себе имя и состояние. 142. В 2020 году жительница английского города Бристоля выставила на продажу свой дом. Она уже нашла покупателя, готового приобрести его за $350 тысяч, но произошло одно совершенно непредвиденное событие. В одной из ночей на стене дома появилось граффити работы Бэнкси, самого знаменитого в мире стрит-арт-художника. Картину назвали «Апчхи», так как на ней изображена чихающая старушка. Работы Бэнкси стоят миллионы $. Женщина остановила продажу и правильно сделала. В итоге дом оценили в $5,5 миллионов, в 17 раз выше изначальной цены. 143. Первый в истории фэшн-блогер, немецкий бухгалтер Маттеус Шварц, живший в XVI веке. Шварц выпустил собственный альбом с рисунками своих нарядов, костюмную книжечку, где было представлено 138 образов бухгалтера, влюбленного в моду. Шварц сотрудничал с молодым художником Нарциссом Реннером. Маттеус описывал или показывал свой наряд, а Нарцисс делал зарисовки. 144. Рейлплан Бенни – разновидность железнодорожного транспорта, изобретенного Джорджем Бенни. Рейлплан располагался на подвесном рельсе, приводился в движение с помощью пропеллеров и мог развивать скорость до 193 км в час. На пробном участке был построен прототип протяженностью 130 метров. Несмотря на интерес со всего мира, проект так и не смог получить финансирование. К 1937 году Бенни был банкротом, так как большая часть проекта финансировалась из его собственного кармана. В 1956 году прототип был продан на металлолом. 145. Кофеин не вызывает бодрость, а препятствует появлению усталости. После долгого периода бодрствования в организме начинает вырабатываться нейромедиатор аденозин, который проникает в клетки при помощи особого набора рецепторов. Когда в клетках накапливается много аденозина, мы начинаем ощущать усталость и сонливость. Молекула кофеина очень похожа на молекулу аденозина, она может прикрепляться к клеточной оболочке таким же образом, но внутрь клетки проникнуть не может, нет необходимых рецепторов. Таким образом, кофеин на некоторое время блокирует вход в клетку, как пробка, и аденозин тоже не может в нее попасть. Чувство бодрости сохраняется, пока кофеин не будет выведен из клеток в ходе метаболизма. 146. Уильям Бакленд был геологом, палеонтологом, деканом Вестминстерского аббатства и видным ученым своего времени. Однажды вечером, во время званого ужина в резиденции лорда Харкорта, Бакленду показали серебряный медальон с небольшим предметом, похожим на пемзу. Ученый сунул предмет в рот, вероятно, пытаясь определить на зубок, что это за минерал, и случайно проглотил его. Оказалось, что это был кусочек мумифицированного сердца французского короля Людовика XIV, извлеченный из королевской гробницы одним из членов семьи Харкорт. 147. В XII-XIII веках в Китае жил очень странный монах-буддист. В отличие от остальных буддистов, строгих веганов, он открыто ел мясо и пил, а также ходил в грязном и рваном одеянии, поскольку в пьяном виде нередко спотыкался и падал в грязь, так что в конце концов монахи прогнали его из монастыря.
Несмотря на свои недостатки, Цзыгун был очень добрым и сострадательным человеком, благодаря чему полюбился людям. Монах провел свою жизнь, бродя по деревенским дорогам и помогая всем, кому мог. К моменту своей смерти Цзыгун стал легендой китайской культуры и божеством китайской народной религии. Упоминания о нем можно встретить в сказках и легендах. На картинах и иллюстрациях его изображают веселым и улыбающимся, с бутылкой в руке и в шляпе с иероглифом «Будда». 148. В 1990 году на первой полосе газеты «Комсомольская правда» было опубликовано фото молодой женщины, позирующей с пистолетом, под заголовком «Мисс КГБ». Правда, когда и где проходил конкурс на это звание, а также кто еще кроме Кати Майоровой в нем участвовал, осталось неизвестным. В интервью корреспонденту газеты «Вашингтон-Пост» Дэвиду Ремнику Майорова намекнула, что ее появление в газете – пиар-ход советских спецслужб. «Мы не хотим, чтобы люди думали, что мы здесь какие-то монстры», – объяснила она. Не факт, что Майорова вообще когда-либо работала в КГБ, но она играла роль королевы красоты самоотверженно, улыбалась и кокетничала, отвечая на вопросы, и позировала с бюстом Дзержинского, написал Ремник в своей статье. 149. В 2006 году экспедиция по изучению небольшой цепи подводных вулканов в Марианской дуге между Гуамом и Японией сделала несколько удивительных открытий. Одной из наиболее интересных находок стал бассейн расплавленной серы, рассеянный по всей области. В этом негостеприимном месте температура достигает 180 градусов Цельсия, извергается сера и токсичные тяжелые металлы. Но именно это место любит вид рыб под названием морской язык. Оказалось, что эти плоские, как камбала рыбы, процветают в этой среде. Плотность населения рыб здесь в 100 раз больше, чем обычно на континентальном шельфе. Так что же стало причиной такого процветания этих странных рыб? Ученые пока не знают. И никто не знает, как рыбы могут жить прямо у бассейна кипящей ядовитой серы. Более того, некоторых рыб видели лежащими прямо в этом бассейне, просто плавающими по поверхности котла кипящей серы, как ни в чем не бывало. Вот так то, что вы назвали бы адом, морские языки называют своим домом. 150. Крошечные рачки-амфиподы – ребята наблюдательные. В какой-то момент своей эволюции они заметили, что хищники избегают стеклянных улиток вида антарктические птероподы, так как те ужасно ядовитые. Тогда рачки стали похищать улиток и таскать их с собой на манер рюкзака. Постепенно амфиподы сообразили, что если полностью покрыть себя птероподами, то к ним вообще никто не подберется. Рачки научились строить из улиток настоящую броню. Жаль только, что для похищенных птероподов такое сотрудничество совершенно невыгодно. Не имея возможности добывать себе пищу, они погибают, при этом рачки продолжают таскать на себе их тела. 151. Наполеон обожал парфюм и в течение дня постоянно смачивал платок одеколоном, прижимая его затем к губам, лбу и вискам. Что интересно, этот одеколон производится в городе Кёльне до сих пор, поэтому каждый может, понюхав его, узнать, как пах Наполеон. 152. Китайские рынки называются мокрыми, потому что полы в них мокрые от таяния льда и использования пульверизаторов, помогающих сохранять продукцию, в основном рыбу и морепродукты, свежей. На сухих рынках продаются товары другого типа, консервы, сладости, приправы. В последнее время сухие рынки обычно представляют собой отдельную секцию в мокрых. 153. 21 июня 1985 года на борту рейса Brussels Safe Flight 139, направляющегося в Осло, пьяный мужчина по имени Стейн Арвид Хусаби, вооруженный пневматическим пистолетом, стал угрожать бортпроводникам и пилотам, заявив, что в салоне якобы заложена бомба. В Осло он хотел поговорить с премьер-министром Каре Виллахом и министром юстиции Моной Рёкке и сделать политическое заявление. Таковы были его требования.
Когда самолет приземлился, Стейн освободил 70 заложников в обмен на то, что самолет переместили ближе к зданию аэропорта. Через 30 минут он освободил оставшихся заложников. Все это время горе-террорист пил, а после того, как алкоголь в самолете закончился, обменял свой пистолет на пиво. Самолет был немедленно взят штурмом, а Хасаби отправился за решетку на 3 года. Это был первый случай угона самолета в Норвегии. 154. Английские аристократы XVII века ввели в моду лужайки, когда стали засеивать травой обширные и наиболее заметные участки своих владений, те, что находятся прямо перед домом. Этим они хотели показать, что настолько богаты, что могут позволить себе держать землю пустой, не используя ее для посева. 155. В 1990-х годах инженеры компании Mazda разработали и построили автомобиль-чемодан. Они приобрели самый большой чемодан бренда Samsonite, который смогли найти, и мотоцикл Pocket Bike. Затем они поместили в чемодан двухтактный двигатель 33,6 кубического сантиметра и мощностью 1,7 лошадиных сил, а также руль и шины от Pocket Bike. На сборку автомобиля-чемодана уходила всего 1 минута, а его максимальная скорость составляла 30 км в час. Один из таких автомобилей все еще существует и прекрасно функционирует, утверждает Mazda. 156. Язык жирафа загорает на солнце, приобретая синий цвет. Это происходит потому, что жирафы питаются с его помощью, весь день обрывая листву с верхушек деревьев под палящим солнцем. Язык содержит меланин, пигмент, отвечающий за загар и защищающий от солнечных ожогов. 157. Поскольку птицы – это динозавры, а точнее специализированные динозавры-тероподы из группы манирапторов, на Земле в данный момент обитает больше видов динозавров, чем млекопитающих. По оценкам биологов, ныне живущих млекопитающих насчитывается около 6500 видов, в то время как птиц – 5000 видов только воробьинообразных, а в целом на начало 20-х годов 21 века было известно около 11 тысяч видов. 158. Король Эдуард IV в 1461 году занял у Оксфордского университета сумму, эквивалентную $384. Король вернул $160, а оставшийся долг в $224 так и не был погашен. О нем забыли до 1996 года, а когда вспомнили и пересчитали на современные деньги, долг составил $290 миллиардов. Обнаруживший долг администратор Оксфорда предъявил королеве Елизавете II счет, но, поскольку сумма превышала все разумные пределы, согласился уступить и сократить долг до примерно 9 миллионов, которые государству пришлось выплатить. 159. Укротители обычно припугивают разбушевавшихся львов стульями, ножки которых направлены на зверя. Львы умеют фокусироваться на одной цели, на которую и нападают. 4 ножки, воспринимаемые как 4 объекта, вводят животных в ступор, и они отступают. 160. Музыкальные инструменты, вырезанные из природного льда, могут производить музыкально точные звуки, а инструменты из искусственного льда не обладают акустическими свойствами. Это выяснилось в процессе подготовки к норвежскому фестивалю ледяной музыки, проходившему в 2018 году, на котором все музыканты играли на ледяных инструментах. 161. В Великобритании есть разговорное слово «джобсворд», так называют человека, который использует свой рабочий авторитет, чтобы усложнить окружающим жизнь, дотошно выполняя рабочую инструкцию. Слово образовано от фразы «я не могу этого сделать, это больше, чем то, за что мне платят». Джобсворты, как правило, крайне недружелюбны. 162. Большинство бесшерстных кошек в мире относятся к породе канадский сфинкс, выведенный в 1966 году.
Но в России есть свои собственные сфинксы, донские. С виду они мало чем отличаются от канадских собратьев, но эта порода моложе. Она была выведена в 1986 году в Ростове-на-Дону. 163. У раков-отшельников проблемы с недвижимостью, они постоянно перерастают собственные раковины. Поэтому, когда рак замечает вымытую на берег раковину какого-нибудь моллюска, он пытается ее примерить. Если раковина слишком большая, рак складывает клешни и спокойно ждет, пока более крупный рак-отшельник не заметит находку. Он делает это не просто так. Если крупный рак решит переехать, то наш герой сможет занять его освободившуюся раковину. Но тем временем и другие раки начинают собираться вокруг свободной раковины и примерять ее. Они встают в очередь по размеру, и когда, наконец, находится достаточно большой рак, происходит упорядоченный хаос, вследствие которого все раки получают новые дома. 164. В 1712 году в Англии женщина по имени Джейн Уэнхем была обвинена в колдовстве. Свидетели в суде утверждали, что видели ее летящей на метле. Присяжные признали Джейн виновной, однако судья был настроен скептически. «В Англии не существует закона, запрещающего полеты», – заявил он и попросил королевского помилования. Джейн отпустили на свободу. 165. В XVIII веке королевский врач немецкого происхождения Иоганн Фридрих Струензе более чем на год захватил власть в Дании. Он успел отменить рабство и цензуру прессы, сократить государственные расходы, уволив без пенсии множество чиновников, и завязать интрижку с королевой, прежде чем его сместили и казнили в 1772 году. 166. Азиатские кошачьи акулы плохо плавают, зато неплохо ходят по суше. Используя свои специально приспособленные плавники, акулы передвигаются по рифам, порой полностью выходя при этом из воды. Невероятно милые зверушки, более похожие на гекконов, чем на акул, описал их эколог Марк Эрдман. Они неважные пловцы и проводят всю жизнь на родных рифах. 167. Броненосцы – поистине удивительные создания. Мало того, что они действительно бронированные, пули отскакивают от них, не причиняя вреда, так еще и способны по собственному желанию превращаться в воздушный пузырь. Собираясь поплавать, броненосец нагнетает в тело воздух, заглатывая его. Когда воздуха становится достаточно, животное заходит в воду и плавает по ее поверхности благодаря воздушному пузырю внутри. Если же броненосцу нужно погрузиться на дно, он может задерживать дыхание на 6 и более минут, то он просто стравливает лишний воздух и уходит под воду. 168. В середине XVIII века среди европейской молодежи было принято по достижении совершеннолетия совершать путешествия по Европе, гранд-тур. Те из молодых англичан, что побывали в Италии и отведали итальянских макарон, приобрели привычку все модное называть макаронным. О, это так макаронно! Кроме того, они носили непомерно высокие парики, очки с затемненными стеклами и вели себя женственно и жеманно. В народе их прозвали макаронами и нещадно высмеивали. Считается, что макароны были первыми английскими модниками, предшественниками денди, которые стремились выглядеть безупречно и модно, но избегали пышных причесок и присущей макаронам женственности в манерах. 169. В течение многих лет канадцы увлекались спокингом. Все началось с того, что кто-то заметил, что 7-й премьер-министр Канады сэр Уилфрид Ларье, изображенный на купюре в 5 канадских долларов, напоминает персонажа «Звездного пути» Спока, сыгранного Леонардом Немоем. Дорисовывая Ларье прическу и брови, канадцы превращали его в Спока, что очень их веселило. Таких купюр становилось все больше. В 2002 году Банк Канады официально потребовал прекратить спокинг, но это не помогло. Когда Немой скончался в 2015 году, это спровоцировало новую волну спокинга, после чего банк напомнил,
что порча купюр запрещена законом, но реакции снова не последовало. Начиная с 2013 года, Ларье на 5-долларовых банкнотах стал немного меньше напоминать Спока, а в 2020 было решено заменить его портрет на другого национального героя, выбранного при помощи голосования. 170. Кресло с центростремительной пружиной, изобретенное в Нью-Йорке в середине XIX века, было прообразом современных офисных стульев. Сиденье имело единственную опору с крестовиной, его можно было наклонять и вращать, а ножки были снабжены колесиками. Однако за пределами США новинка провалилась из-за того, что стул получился слишком удобным. В Европе царила викторианская мораль и считалось, что сидение на жестких, неудобных стульях позволяет людям демонстрировать утонченность, силу воли и высокую нравственность через сохранение вертикального положения. 171. Большинство ранних компьютерных мониторов содержали электронно-лучевую трубку, проецирующую изображение на экран при помощи люминофора. Однако, если определенное изображение оставалось на экране слишком долго, люминофор мог оставить его отпечаток на стекле, явление, известное как выгорание. Чтобы предотвратить повреждение экранов, программисты создали файлы движущихся изображений, метко назвав их скринсейверами. Так появились компьютерные заставки, скрывающие рабочий стол во время простоя. Они так понравились пользователям, что по-прежнему используются, хотя современные мониторы не содержат люминофора. 172. В 2009 году в ходе интервью популярный комик Луи Си-Кей рассуждал о молодых неизвестных актерах, которые просят совета мэтров профессии в надежде, что совет поможет им в карьере. «Не может быть, чтобы ты спросил у Шона Пенна, что мне делать, чтобы достичь вашего уровня. И потом сразу стал большим актером, это так не работает». Оказалось, работает. Во всяком случае с Шоном Пенном. В сети есть выпуск телешоу Inside the Actors Studio от 1999 года, в котором молодой и никому неизвестный Брэдли Купер просит у Шона Пенна именно такого совета. 173. У Моцарта была старшая сестра Мария Анна по прозвищу Наннерль, которую так же, как и его самого, считали вундеркиндом. С 11 лет девочка великолепно исполняла сложнейшие сонаты и концерты на клавесине. Они с братом вместе гастролировали, и порой Мария Анна выступала даже успешнее Вольфганга Амадея. Однако, как заметил их отец, собственную музыку Наннерль не сочиняла, и потому она постепенно переместилась на вторую роль в выступлениях с братом. Выйдя замуж, Мария Анна оставила концертную деятельность и стала давать уроки игры на фортепиано. 174. Если вы слишком много времени проведете на ярком, интенсивном солнце без солнцезащитного крема, вы, вероятно, получите солнечный ожог. Окажись манго в такой ситуации, результат будет таким же. Манго – очень хрупкий фрукт с тонкой, нежной кожицей. Избыток солнца повреждает ее, приводя к обесцвечиванию и повреждению. В 2014 году в Австралии стояла жара более чем в 40 градусов, что привело к потере почти четверти от всего урожая манго из-за солнечных ожогов. 175. Если бы часовые пояса Земли отделял друг от друга ровно 1 час, все было бы гораздо проще, и у нас было бы ровно 24 часовых пояса. Но на самом деле их больше. Многие часовые пояса отличаются всего на полчаса или 35 минут, что не укладывается в красивую и удобную 24-часовую схему. Сейчас их 38. Через некоторые страны проходит сразу несколько поясов, но есть и противоположные случаи, когда часовой пояс проходит только через одну страну, например, Непал, Мьянма или Афганистан. 176. Некоторые виды деревьев словно изо всех сил стараются не соприкасаться кронами с другими деревьями. Этот феномен называется застенчивость кроны и приводит к формированию лесного полога с каналами-пробелами.
Ученые пока не знают точно, от чего так происходит. 177. Неспособность человека запоминать события раннего периода детства называется инфантильной амнезией. Подавляющее большинство людей не в состоянии вспомнить то, что с ними происходило до 2-4 лет. Причина этого науке неизвестна, но существует два предположения. Первое заключается в утрате человеком большинства нейронных связей раннего периода жизни и замене их другими в процессе взросления. Второе предполагает, что младенчество – очень трудный период жизни, поскольку шансы на выживание новорожденного в природных условиях весьма невысоки. Мозг не сохраняет воспоминаний, защищая психику младенца. 178. Слово «ресторан» появилось во Франции в XVI веке и происходит от слова «восстанавливающий». Изначально так называли концентрированные недорогие супы, продававшиеся в качестве средства, восстанавливающего истощенный организм. В 1765 году парижский предприниматель открыл магазин, где можно было не только купить, но и съесть такой суп, что положило начало истории термина, означающего заведение для еды. 179. Слово «фен» происходит от «фен», что означает «теплый ветер, дующий с гор». Приборы марки «Фен», предназначенные для сушки волос, выпускались в Германии с начала XX века. В итоге слово стало нарицательным и вместе с самими приборами распространилось по миру. 180. В середине VII века до нашей эры у царей Ассирийского царства возникла проблема со львами. Благоприятные погодные условия позволили этим животным так сильно размножиться в округе, что они стали заходить на улицы Ниневии, столицы царства, хватать и утаскивать людей. Нападения же на деревни и скот были бесчисленны. Так как царь – главный защитник государства, ассирийские цари были вынуждены лично возглавлять охоту на львов. А поскольку противнику царя должен быть достойным, в ассирийских сказаниях льва все чаще стали называть царем зверей. Вероятно, именно с тех пор за львами закрепилось это именование. 181. В Польше в XIV веке был король Едвига. Едвига была женщиной, но согласно польским законам того времени королевы не могли править государством. Однако в законе не было указано, что король обязательно должен быть мужчиной. В итоге Едвига, сестра короля Казимира III, после его смерти была коронована как король Польши. 182. Жук вида Еокоситодерос инкредибилис пахнет личинкой термита, поэтому термиты приносят таких жуков к себе домой, подсаживают к другим личинкам и кормят. Что интересно, на теле у жука даже есть специальный вырос-стручка, чтобы термитам было удобнее их таскать. 183. В Древнем Риме молоко использовалось в качестве слабительного средства. Итальянцы, кстати, до сих пор считают, что молоко вызывает чувство тяжести в животе и избегают его употребления. Но в целом, европейцы лучше всех усваивают лактозу, непереносимость встречается у 5–15% людей. Ученые предполагают, что из-за патогенов в водоемах на территории нынешней Европы употребление молока считалось безопасной альтернативой воде, и со временем человеческий организм адаптировался, создав специальный ген, отвечающий за толерантность к лактозе. Хуже всех лактозу переносят американские индейцы, непереносимость 100%, за ними идут африканцы, азиаты и различные племена, непереносимость от 60 до 98%. 184. Еноты не водились в Германии и были завезены в страну в 1920-х годах с целью разведения для получения пушнины. В начале Второй мировой войны одну из енотовых ферм разбомбили, и нескольким енотам удалось сбежать. В результате в наше время миллионы енотов наводняют немецкие города, нанося немалый ущерб городскому и садовому хозяйству. 185. В большинстве южных штатов Америки есть, так сказать, сухие округа,
Муниципалитеты, частично или полностью запрещающие реализацию алкоголя на своей территории. Таких округов насчитывается более 500. Например, округ Мур в штате Теннесси, родина марки Джек Дэниелс, является сухим округом. В нем можно купить только сувенирные маленькие бутылочки знаменитого напитка. 186. До изобретения синтетических пластиков широкое распространение в США получил материал под названием гемоцид, изобретенный и запатентованный доктором Диблом из Нью-Джерси в последней четверти XIX века. Гемоцид производили из крови, смешанной с опилками, то есть из самых дешевых и распространенных продуктов в те времена. Гемоцид использовался для производства целого ряда разнообразных товаров, от дверных ручек, пуговиц и колесиков для роликовых коньков до кнопок кассовых аппаратов и элементов ювелирных изделий. Гемоцид был недорогим, легко поддающимся шлифовке, невосприимчивым к влаге и перепадам температуры материалом, но постепенно потерял популярность с приходом на рынок новых материалов на основе смол, сначала натуральных, а затем синтетических. 187. Самый напряженный момент недели для офисных работников приходится на 10 часов утра вторника. Об этом свидетельствуют результаты исследования рекрутинговой компании Michael Page. В исследовании приняли участие 3000 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Половина из них признали, что пик стресса для них приходится на середину утра вторника, когда наваливается множество задач. 188. В разгар Великой депрессии банкир Марк Уэлч Монро по прозвищу Мистер Пэт заметил, что люди тратят свои последние деньги на покупку бутылки Кока-Колы, при этом акции компании очень дешевы. Он купил несколько акций и посоветовал другим жителям Куинси, штат Флорида, поступить так же. Монро знали как надежного человека, и многие последовали его совету. Даже когда акции стоили $19 за штуку, он считал их относительно дешевыми и продолжал покупать, а жители города следовали его примеру. Благодаря этим инвестициям и способности Монро к убеждению, фермерский городок удержался на плаву во время падения рынка и неурожаев. Вдобавок, акции принесли огромные деньги. Куинси стал самым богатым городом на душу населения в США, и как минимум 67 его жителей стали миллионерами. 189. Джон Рональд Руэлл Толкин изначально собирался создать новый язык, так как был ученым-лингвистом. Затем он решил, что язык будет эльфийским, и придумал небольшую историю для него. Но эльфам из его истории нужно было где-то жить, в результате чего Толкин постепенно выдумал целый мир и написал роман «Властелин колец», где действие происходит в этом мире. 190. В имперском Китае был закон о создании и использовании изображений драконов. Для простых людей предназначались драконы с 3 когтями, для аристократов и высокопоставленных сановников с 4, а драконы императора изображались с 5 когтями. Любой человек, кроме императора, использующий изображение дракона с 5 когтями, должен был быть казнен за государственную измену. 191. Преподобный Роберт Шилдс, проживший почти 90 лет, оставил после себя эпохальный труд. Дневник из 37,5 миллионов слов, который он писал каждые 5 минут своей жизни, начиная с 1972 года. Дневник Шилдса занимает 91 коробку и держит рекорд самого объемного и подробного дневника в мире. Шилдс был так занят, непрерывно ведя дневник, что спал всего пару часов в сутки. В записях можно найти данные о том, что он носил, куда ходил, как часто посещал туалет и как именно выглядели результаты посещения, параметры температуры тела и артериального давления, сны, размышления о Боге, счета, диалоги, описание обстановки и тому подобное. 192. Британский врач и ученый Чарльз Благден проводил эксперименты в комнате печи, стоя в ней сам, а также помещая туда собаку и сырые продукты.
Стейк, бифштекс и яичница прожарились до готовности, в то время как он сам и собака чувствовали себя нормально. Так была открыта роль потоотделения в терморегуляции тела. 193. Будучи проглоченным лягушкой, водяной жук вида Регимбертия этенюэйт не умирает в ее желудочно-кишечной системе. Он может дышать при помощи специальных воздушных карманов по бокам тела, а его хитиновый панцирь достаточно прочен, чтобы выдержать воздействие желудочной кислоты. Жук спокойно проделывает путь по кишечнику, занимающий от 10 минут до 6 часов, и выходит наружу невредимым. 194. Камни Раи – это большие каменные диски с отверстием посередине, которые использовались в качестве денег в Микронезии. Их размеры очень разнятся, самые большие могут иметь диаметр до 3,6 метра и весить 4 тонны. Всего было насчитано около 13 тысяч таких монет. Стоимость камня зависела не только от размера и материала, но и от его истории. Если при создании или транспортировке камня кто-то погибал, его стоимость возрастала. Большие камни не перемещали, а просто писали на них имя нового владельца. Если камень упал на дно моря, он не выбывал из денежного оборота, достаточно было описать место его примерного нахождения. 195. В 1906 году один американец в Сиэтле был приговорен к 1 минуте заключения за пьянство и хулиганство. Первоначальный приговор составлял 6 месяцев, но после апелляции и судебных разбирательств его сократили до минуты. Надзиратель завел осужденного в тюрьму, подождал, пока секундная стрелка часов не совершит полный круг, и отпустил его. 196. Мезоамериканская игра в мяч – это спортивная игра ацтеков, напоминающая волейбол и баскетбол. Точные правила неизвестны. Из-за довольно тяжелого мяча игра была куда травмоопаснее, чем современные подобные игры. Некоторые травмы были настолько серьезны, что их приходилось вскрывать, свидетельствует испанский летописец Диего Муньос Камарго. Другие испанские источники XVI века утверждают, что игрок мог погибнуть, если мяч попадал ему в голову или в живот. Впрочем, игрок мог погибнуть и по другой причине. В те времена существовала традиция приносить одного из игроков в жертву, о чем свидетельствуют фрески на стенах древних стадионов. 197. Ученый Томас Юнг доказал, что свет – это волна, описал эластичность как свойство твердого тела, объяснил, каким образом глаза фокусируются и различают цвета, сравнил грамматику и словарный запас 400 языков, расшифровал иероглифы и внес вклад в теорию музыкальной гармонии. За все это его прозвали «последний человек, который знал все». 198. Математическая тревожность – это чувство напряжения, тревоги или страха, возникающее при решении математических задач. Есть несколько гипотез возникновения этой психологической особенности, но точно известно, что она не коррелирует с общей тревожностью и никак не связана с уровнем интеллекта. В ходе эксперимента выяснилось, что на примерно 11% учащихся математическая тревожность влияет очень сильно. 199. 400 миллионов лет назад деревья не были биоразлагаемыми, то есть их не утилизировали микроорганизмы. Предполагается, что бактерии и грибы в каменноугольный период еще не имели необходимых ферментов для усвоения лигнина, входящего в состав древесины, поэтому древесина окаменевала, минуя стадию гниения. Благодаря этому на Земле появился каменный уголь, который в наше время широко используется в качестве топлива. 200. Первый в истории научно-фантастический роман называется «Правдивая история». Он был написан во II веке нашей эры на древнегреческом языке автором ассирийского происхождения Лукианом Самосадским. Среди героев романа встречаются инопланетяне и роботы, а речь в нем идет о космических полетах, межпланетных войнах и жизни на других планетах с искусственной атмосферой. 201.
Слово «фрилансер» первоначально использовали в 1800-х годах для обозначения средневекового наемника, сражающегося за ту страну или человека, который заплатит ему больше всего. 202. Китайская гора Дзянькуньчжу, Южный небесный столб, которая стала прототипом некоторых ландшафтов в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», была переименована местными властями и с тех пор носит имя Аллилуйя, Аватар. 203. С точки зрения зоологии еноты приходятся дальними родственниками медведям. 204. У летучих мышей очень плохое зрение и маленькие глаза, зато они могут передавать ультразвуковые сигналы, неслышные человеку. Они улавливают эхо, отраженное от предметов. Этот процесс под названием эхолокация помогает избегать препятствий. 205. Благодаря подкожному жировому слою наша кожа – это не только самый большой, но и самый тяжелый орган человеческого тела. Без него кожа весила бы всего килограмма 3, а с ним – до 20 килограммов. 206. В крошечном государстве Науру главным продуктом, идущим на экспорт, является птичий помет. 207. Перед тем, как садиться сочинять свои композиции, Бетховен окунал голову в ледяную воду. 208. Врата ада – это достаточно большое отверстие в земле в Туркменистане, шириной приблизительно в 100 метров. 209. Бронежилеты, пожарные выходы, автомобильные дворники и лазерные принтеры изобрели женщины. 210. Зеленые кузнечики слышат звуки благодаря отверстиям, расположенным на задних лапах. 211. Натуральные рыжие волосы содержат рекордное количество пигментов, поэтому их труднее всего перекрасить. 212. Когда приходит время рожать, самка акулы теряет аппетит, чтобы у нее не было соблазна съесть собственных акулят. 213. Кончиль – это малый олененок или мышиный олень, в высоту не более 20 сантиметров. Самая маленькая парнокопытная на планете. Обитает на юго-востоке Азии. 214. Какапо – нелетающий попугай, находящийся на грани исчезновения. Из-за сильного и приятного запаха на него очень легко охотиться хищникам. 215. Большое красное пятно – это огромная буря на Юпитере. Она бушует уже не менее 350 лет. Она настолько велика, что внутри нее могут поместиться 3 Земли. 216. Все ветряные мельницы вращаются против часовой стрелки, и только в Ирландии происходит все наоборот. Ученые предполагают, что это может быть связано с историческими особенностями конструкции мельниц или влиянием местной культуры. 217. Греческий гимн состоит из 158 четверостишей, однако очень сложно найти тех, кто знает их наизусть. 218. Каждый набранный килограмм лишнего жира заставляет организм создать 22 километра новых сосудов. 219. Сёрваксватн – озеро над океаном, расположенное на Фарерских островах. 220. Изначально галстук придумали как отличительную черту богатых от бедных. 221. Самый старый работающий ресторан в мире – Собрано де Ботин. Он был открыт в 1725 году в Мадриде. 222. Художница Кэти Паттерсон совместно с администрацией Осло в 2014 году запустили арт-проект «Библиотека будущего». Каждый год одному из современных писателей предлагают написать роман, который будет недоступен для чтения до 2114 года. 223. Название государства Восточный Тимор, расположенного на острове Тимор, тавтологично. Само слово «Тимор» происходит от Тимур, индонезийского обозначения Востока.
Португальские колонисты записали его как Тимор и добавили к нему прилагательное «восточный», так как западная часть острова принадлежала Индонезии. В итоге название страны можно буквально понять как «Восточный Восток». 224. В Японии есть термин кучисабиши – это когда ты вроде сыт, но твоему рту одиноко без еды. 225. Название «мать» и «мачеха» – это широко известное растение получило не случайно. Одна его сторона на ощупь кажется холодной и гладкой, а другая – мягкой и приятной. Кому-то в прошлом это напомнило сравнение материнской любви с холодностью мачехи. 226. Космические собаки Белка и Стрелка получили эти имена только за 6 дней до полета. До этого Белка была вильной, а Стрелка – каплей. 227. Это фотография летучей рыбы из семейства сарганообразных в момент полета. 228. В Японии за оскорбление в интернете можно сесть в тюрьму на 1 год. 229. Некоторые люди генетически предрасположены к пессимизму. 230. Кошки отлично видят быстрые объекты, но гораздо хуже медленные. 231. Вы никогда не смотрели фильм полностью, потому что моргаете. 232. В Древнем Вавилоне существовало правило, по которому после свадьбы тесть должен был месяц бесплатно угощать дочкиного мужа пенным напитком. 233. В Дании одиноких людей обсыпают корицей на 25-летие, а на 30-летие – перцем. 234. В Швейцарии ежегодно проводят мероприятие, в котором каждый может проверить, сможет ли он убежать от полиции. 235. В Финляндии интернет-зависимых не берут в армию. 236. В Уэльсе существует деревня с необычным названием из 58 букв. 237. Саркофаг, в котором было обнаружено тело знаменитого фараона Тутанхамона, изготовлен из 110 килограмм чистого золота. 238. В теле среднестатистического человека достаточно железа, чтобы сделать гвоздь длиной 7,62 см. 239. На самом деле денежные купюры сделаны не из бумаги, как считают многие, а из хлопка. Вот почему они так долго не портятся. 240. В Бангладеш студента могут посадить за шпаргалки на экзамене. 241. Серотонин, отвечающий за счастье, может быть токсичным. При попадании на кожу вызывает сильную боль и является основным ингредиентом яда осы. 242. Мисофония – это злость на людей, которые издают звуки, пока едят или дышат. 243. В Южной Корее есть соревнование, на котором нужно ничего не делать. 244. Римляне использовали щекотку в качестве пытки, они заставляли коз лизать обмоченные в соленой воде ноги. 245. Никтофилия – любовь к темноте или ночи, комфорт и расслабление в темноте. 246. В Исландии не обитает ни одного вида комаров. 247. Сок папайи растворяет буквально все, им можно стереть отпечатки пальцев или удалить любую грязь, даже въевшуюся. 248. Еда в самолете кажется безвкусной, потому что на большой высоте чувствительность вкусовых рецепторов притупляется. 249. Чем более интеллектуален человек, тем больше у него в волосах меди и цинка. 250. В Китае обнаружили настолько огромную пещеру, что она имеет свой климат и даже облака. 251. Постучать в дверь и убежать в Англии является преступлением. 252. Атихифобия – боязнь совершить ошибку.
253. Стрелка флюгера указывает в ту сторону, откуда дует ветер, а не в ту, куда он дует. 254. На астероиде Психея-16 обнаружены запасы золота на сумму 700 квинтиллионов долларов. Этой суммы достаточно, чтобы сделать всех жителей Земли миллиардерами. 255. Некоторые муравьи способны распознавать себя в зеркале. В ходе экспериментов они замечали и счищали со своих тел нанесенные на них цветные точки. 256. Большинство приговоренных к смерти американцев заказывают на последний ужин картошку фри, стейки, а также гамбургеры и чизбургеры. 257. В Антарктиде родилось всего 11 человек за всю историю. 258. Гавайский алфавит состоит всего из 13 букв. 259. Картофель может отражать сигнал беспроводного интернета. Это происходит из-за высокого содержания воды и определенного химического состава. 260. Подтягивание после сна имеет научное название – пандикуляция. 261. В гольфе вероятность дважды за одну игру попасть в лунку с первого удара составляет 67 миллионов к 1. 262. В XVIII веке Англия запретила помаду. Она считалась колдовством, которое склоняет мужчин к женитьбе. 263. До 1997 года рецепт печенья Орео включал свиное сало. 264. В США, штат Вермонт, действует запрет на ношение женщинами зубных протезов без письменного разрешения супруга. 265. До XIX века обувь для левой и правой ноги была одинаковой. 266. В пещере Бракен, США, живет самая большая колония летучих мышей в мире. Около 20 миллионов особей. 267. Панголин – единственное млекопитающее с чешуей. 268. Змея черная мамба не черная. Черная у нее только пасть. 269. Бадминтон – самый быстрый в мире вид спорта с ракеткой. Скорость валана может превышать 300 км в час. 270. Ворон и ворона – это не самец и самка одной птицы, а два разных вида. 271. В Японии обезьяна имеет право работать не больше 2 часов в день. 272. В викторианской Англии были популярны ванны-качалки. 273. В Японии есть особое слово для обозначения старческого запаха – карэйсу. 274. В Африке обитает более 2500 различных видов птиц. 275. Лимоны содержат больше сахара, чем клубника. 276. Самый длинный алфавит в мире – камбоджийский, он насчитывает 74 буквы. 277. Жираф – единственное позвоночное, не умеющее зевать. 278. Японский язык включает в себя 4 уровня вежливости, от разговорного до особо вежливого. 279. В Греции законом запрещено брать фамилию мужа. 280. На острове Борнео есть необычный фрукт бамбалан, внешне очень напоминает манго, а на вкус как борщ со сметаной. 281. Япония – единственная страна в мире, где учат писать и правой, и левой рукой. 282. В Ирландии студентам законом запрещено умирать во время сессии. 283. Дельфины могут специально дотрагиваться до ядовитой рыбы фугу ради удовольствия. 284.
Изначально волейбол назывался минтоннет. 285. Человек, который вторым в истории спустился с Ниагарского водопада в бочке и остался жив, позже погиб, поскользнувшись на апельсиновой корке. 286. Красный гигант, звезда Бетельгейзе, имеет диаметр больше, чем орбита движения Земли вокруг Солнца. 287. Национальное животное Шотландии – единорог. Впервые он появился на гербе шотландских королей еще в XII веке. В кельтской мифологии единорог был символом чистоты, невинности, а также мужественности и силы. В Шотландии существует Национальный день единорога, который отмечается 9 апреля. 288. Лобстеры – сплошная аномалия. У лобстеров мозг в горле, нервная система в брюшке, зубы в желудке, а почки в голове. Кроме того, лобстеры слышат ногами, ощущают вкус еды клешнями и, как люди, бывают левшами и правшами. 289. Язык жестов не международный. В каждой стране собственный жестовый язык, хотя сходство между ними, безусловно, прослеживается. 290. Когда вы спите и видите сны, одна часть вашего мозга придумывает историю, а другая наблюдает за событиями и удивляется неожиданным поворотам сюжета. 291. Бегемоты потеют солнцезащитным средством. Они производят пот, состоящий из красного и оранжевого пигментов. Красный пигмент содержит антибиотик, а оранжевый поглощает ультрафиолетовые лучи. 292. Первым человеком, уличенным в превышении скорости, стал англичанин Уолтер Арнольд из Кента. Он превысил разрешенную скорость 13 км в час. 293. Изначально пленка с пупырышками была изобретена как новый вид обоев. 294. Шерлок Холмс никогда не говорил фразу «элементарно, Ватсон». Эта цитата не встречается в оригинальных книгах Артура Конан Дойля. Ее придумали в одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда фраза перекочевала в фильмы. 295. Поскольку Бразилия не могла позволить себе отправить команду на Олимпиаду 1932 года, они отправили спортсменов на торговом судне, везшем кофе. Спортсмены продавали кофе по пути, чтобы профинансировать свое путешествие. 296. Две тусклые звезды из созвездия Большой Медведицы, Мицар и Алькор, служили в Древнем Риме проверкой зрения. Проверяемому предлагали найти и разглядеть самую тусклую звезду, и если это получалось, то римлянин мог идти в лучники. 297. Voyager 1 – самый быстрый объект, созданный человеком. Благодаря серии гравитационных маневров зонд развил скорость, равную 17,26 км в секунду или 62 136 км в час. 298. Молнии приносят пользу, они успевают выхватить из воздуха определенное количество азота, связать его и направить в землю, удобряя почву. 299. В Финляндии есть олени со светящимися рогами. Чтобы оленей не сбивали машины, их рога красят специальным спреем со светоотражающей краской. 300. Саргассово море – единственное море в мире, у которого нет побережья. Оно со всех сторон окружено Атлантическим океаном и ограничено 4 течениями – северным пассатным на юге, североатлантическим, на севере – Канарским, на востоке и Гольфстримом, на западе. Площадь моря составляет от 6 до 7 миллионов квадратных километров. Границы условны из-за сезонных изменений положения образующих его течений. 301. В викторианской Англии, XIX век, в большой моде была хромота.
Молодые женщины брали пример с невесты принца Уэльского и иконы моды Александры Датской, страдающей хромотой после приступа ревматизма. Повальное стремление подражать ей привело к тому, что обувные мастера стали делать обувь с каблуками разной высоты, чтобы модницам было удобнее прихрамывать. 302. Креативщики Marvel, создававшие образы супергероев для комиксов, получали зарплату в виде чеков, на обратной стороне которых был купон с указанием, что, подписывая этот чек, человек отказывается от всех авторских прав в пользу Marvel. До сих пор ведутся споры, было ли это законным со стороны Marvel. 303. Чайковский, по его собственному признанию, ненавидел дирижировать, поскольку страдал навязчивым страхом, что от этого у него может отвалиться голова. В 1868 году, когда Чайковский дирижировал «Танцем девиц» из своей оперы «Воевода», он левой рукой удерживал голову, а правой дирижировал. 304. В случае нападения хищника, жук-бомбардир пускает в него кипящую струю из смеси токсичных веществ. Для этого у него имеются специальные железы в брюшке. В химической реакции участвуют гидрохиноны, пероксид водорода и кислород, хранящиеся в двух специальных резервуарах в теле жука-бомбардира. Его тело нагревает ядовитую смесь до температуры кипения и добавляет газ, позволяющий произвести выстрел, сопровождающийся хлопком. Жуки-бомбардиры могут стрелять этой струей в любом направлении. 305. На Никобарских и Андаманских островах живет гривистый голубь, единственный в своем роде. Эта птица с длиной тела около 40 сантиметров не любит летать и ведет в основном наземный образ жизни. Впрочем, завидев опасность, гривистый голубь способен вспорхнуть на ветви. Питается он семенами и мелкими беспозвоночными. Местные жители любят держать таких голубей в качестве домашних животных из-за их красоты и спокойного нрава. 306. Когда ваша иммунная система борется с инфекцией, она увеличивает скорость мутаций в процессе выработки антител в миллион раз, а затем заставляет антитела конкурировать друг с другом. Этот процесс естественного отбора приводит к формированию антител, наиболее приспособленных к уничтожению данного конкретного вируса. Это называется соматическая гипермутация. 307. Когда разъяренный лось напал на 12-летнего Ганса Йоргена Олсена из Норвегии, мальчик проявил удивительную смекалку, чтобы спасти себя и свою сестру. Он применил навык, о котором узнал из игры World of Warcraft. Им пользуются игроки-охотники 30 уровня. Сначала Ганс отвлек животное от сестры, дразня его, а когда лось направился к нему, лег на землю и притворился мертвым. И это сработало. Лось оставил детей в покое и ушел по своим делам. 308. Одна из жертв крушения лайнера SS «Атлантик», состоявшая в команде корабля, оказалась женщиной, переодетой в мужчину. Один из ее близких товарищей заметил: «Я не знал, что Билл был женщиной». Он пил определенные напитки наравне со всеми и часто использовал табак, иногда просил или воровал его. Билл был хорошим парнем, жаль, что он был женщиной. 309. Американский солдат Генри Гюнтер, пониженный в звании, напал на немецких пулеметчиков в надежде, что за героизм его звание восстановят. Пулеметчики неохотно сделали свою работу в 10 часов 59 минут 11 ноября 1918 года, за минуту до наступления перемирия, таким образом сделав Гюнтера последним солдатом, погибшим в Первой мировой войне. 310. Неандертальцы, которых наука долгое время считала примитивным, слаборазвитым подвидом людей, в наше время поменяли репутацию. Проведя множество исследований, ученые пришли к выводу, что неандертальцы обладали развитым интеллектом, сопоставимым с интеллектом современных людей. Они использовали инструменты, имели развитую социальную структуру, процветали в неблагоприятных природных условиях и жили по много лет. 311.
Мексиканский певец Серхио Вега в 2010 году публично опроверг информацию о том, что он был убит. Спустя пару часов его убили. Вега был один из певцов, прославляющих деятельность картелей. Его застрелили представители конкурирующего картеля. 312. Первые районы Сан-Франциско были расположены на кораблях, брошенных старателями во время золотой лихорадки. Многие из них были преднамеренно посажены на мель, чтобы превратить их в гостиницы, бары и склады. До сих пор под улицами Сан-Франциско можно найти обломки сотен кораблей. 313. Рабовладельцы США, зная, что их рабы убегают в Мексику, пытались убедить мексиканцев подписать договор о выдаче беглых рабов. Мексика отказалась, заявив, что после того, как порабощенные люди ступили на мексиканскую землю, они стали свободными. 314. 1923 год в Восточной Канаде прозвали годом бесплатной говядины. В тот год несколько провинций перешли на правостороннее автомобильное движение, но рабочих быков, привыкших держаться левой стороны дороги, было не переучить, и они стали часто попадать под колеса. Таким образом, на рынке оказалось очень много говядины, и цена на нее значительно снизилась. 315. Утверждение о том, что древние греки называли идиотами граждан, далеких от политики, это миф. На самом деле словом «идиот» обозначали просто любое частное лицо, в отличие от правительственного чиновника. В дальнейшем слово стало обозначать любого неспециалиста или непрофессионала, затем кого-то необразованного, невежественного, и в конце концов оно приняло современное значение умственно неполноценного или просто глупого человека. 316. Помните, как мы раньше продували от пыли картриджи для приставок Dendy или Sega, если игра почему-то не запускалась? И ведь срабатывало? Но дело было не в пыли. Есть две версии, почему продувание было эффективно. Первая, несколько раз доставая и снова вставляя картридж, мы просто добивались более устойчивого соединения. Вторая, влага, попадая на микросхему вместе с дыханием, могла улучшать проводимость между контактами. 317. Синхронизированные движения, например, марширование, повышают у высших приматов, в том числе и у людей, уверенность в себе, выяснило исследование. Во время эксперимента одну группу мужчин попросили пройти маршем, а вторую – обычной походкой. После этого обеим группам показали фотографии опасных преступников и попросили определить на глаз их рост, вес и физическую силу. Те, кто только что маршировал, оценили опасность злодеев гораздо ниже, чем те, кто просто прогуливался. 318. В скандинавских странах есть традиция устраивать небольшие праздники по средам. Она называется лилёрдаг или маленькая суббота и берет начало в XIX веке, когда слуги брали выходной в среду, так как в субботу хозяева их не отпускали. Лилёрдаг позволяет уменьшить усталость от рабочей недели, произведя небольшую эмоциональную разгрузку. Например, можно сходить в ресторан в среду или позвать друзей к себе в гости, приготовить что-то интересное или поиграть в настольные игры. 319. В Англии можно встретить дома с табличками под окнами «Древний свет». Закон от 1832 года гарантировал гражданам право на свет, владелец здания с окнами, сквозь которые помещения освещались дневным светом более 20 лет, имел право запретить любое строительство, если оно грозило перекрыть свет. Никто не имел права вопреки его воле построить дом, посадить дерево или другим путем воспрепятствовать освещению комнат в его доме. 320. Единственный персонаж комиксов о супергероях, существующий и во вселенной Marvel, и во вселенной DC Comics, это доступ. Его задача заключается в том, чтобы разделять эти вселенные и следить за тем, чтобы они не пересекались. Иначе они снова сольются в одну вселенную MLGM, что уже пару раз происходило. 321.
после того, как президент Мексики Адольфо Лопес Матеос узнал, что автомобили Chrysler Turbine могут ездить абсолютно на всем, что горит. Он велел заправить его машину дешевой текилой и пожелал прокатиться. Автомобиль работал отлично, и кто знает, возможно, текила могла бы в дальнейшем использоваться в качестве топлива, если бы Chrysler Turbine попал в серийное производство. 322. В 1988 году Майкл Джексон исключил песню «Грязная Диана» из сет-листа концерта, который должен был проходить в Лондоне, когда ему сказали, что принцесса Диана будет лично присутствовать на шоу. Узнав об этом решении, принцесса попросила Джексона вернуть песню в программу, пояснив, что «Грязная Диана» – ее любимая песня. 323. Если во время игры с собакой вы бросите мяч в воду, собака будет бежать вдоль берега, пока не сравняется с мячом. И только после этого прыгнет в воду, оптимизировав таким образом время пути. Собака инстинктивно понимает, что на суше движется быстрее, чем в воде. 324. В XIX веке в Европе в моду вошла вечная пилюля, таблетка, сделанная из сурьмы, полуметалл серебристо-белого цвета. Считалось, что, проходя через кишечную систему, сурьма производит очищающий и целебный эффект. А вечной таблетку называли за то, что после выхода ее из тела естественным путем ее можно было отмыть и принять снова. 325. В странах Юго-Восточной Азии в жаркие ночи некоторые люди спят в объятиях бамбуковой жены. Бамбуковая жена – это полая плетеная конструкция из бамбука, иногда достигающая человеческого роста в длину. Это создает ощущение охлаждения благодаря двум факторам. Поверхность бамбука кажется прохладной на ощупь по сравнению с материалом одеяла, а обхват способствует притоку воздуха к большей площади тела и, как следствие, усиленному испарению пота. 326. Гарум – безумно популярный в древнеримской кухне рыбный соус, любимый представителями всех сословий, пах настолько дурно, что его приготовление на территории городов было запрещено. Соус готовился при помощи ферментации рыбьей крови и внутренностей с добавлением уксуса и специй самими рыбаками, которые привозили его на продажу в запечатанных глиняных горшочках. Гарум употребляли как закуску, как ингредиент, добавляемый в большинство блюд, а также как лекарство от различных недугов. 327. Сотрудников специальных служб, родившихся и нанятых в той же стране, какой принадлежит служба, не называют агентами, например, агент ФСБ или агент ЦРУ. В понимании российских спецслужб агенты – категория секретно сотрудничающих с ними граждан, российских или иностранных. Работающие непосредственно в спецслужбах штатные сотрудники называются оперативными сотрудниками или оперативным составом. В США под агентами подразумевают иностранных граждан-информаторов, завербованных ЦРУ. 328. После смерти Робина Уильямса Дисней хотели сделать продолжение мультфильма про Аладдина и включить туда не вошедшие реплики Джина, которого Уильямс озвучивал в оригинальном фильме. Однако в завещании актера был пункт о запрете использования его голоса. 329. Самый дорогой дефис в истории человечества обошелся НАСА примерно в $135 миллионов в пересчете на сегодняшний день. Потому что именно коварный дефис, а точнее его отсутствие, привело к крушению первого космического аппарата для изучения Венеры Mariner-1, запущенного американцами в 1962 году. Корабль потерпел аварию через несколько минут после запуска, поскольку на перфокартах, программирующих бортовой компьютер, была одна единственная ошибка: в одном из уравнений не было черточки над буквой R, вследствие чего математический смысл уравнения полностью исказился. Артур Кларк, писавший об инциденте, назвал эту черточку самым дорогим в истории дефисом вместо правильного названия R-черта, и это выражение позже часто упоминалось в связи с аварией.
330. Ситуация, когда одно и то же слово имеет два противоположных значения, называется энантиосемия. Примеры: бесценный, не имеющий никакой цены и имеющий очень высокую цену. Завязать, начать и закончить. Прослушать, выслушать, услышать и не расслышать, забыть услышанное. Санкция – разрешить и запретить. 331. Статуя Давида работы Микеланджело была создана из куска мрамора с изъянами, которые оставили два предыдущих художника. Никто из скульпторов не хотел связываться с испорченным материалом, но Микеланджело принял вызов и за 2 года создал свой бессмертный шедевр. 332. Рататоск – белка из скандинавской мифологии, бегающая вверх-вниз по мировому дереву Игдрасиль, чтобы передавать сообщения. В основном оскорбления между орлом Хрёсвельгом, сидящим на вершине дерева, и его вечным врагом змеем Нитхёгом, лежащим у корней. 333. Легендарная внешность Супер Марио появилась не случайно. Красный комбинезон нужен, чтобы руки были заметны на фоне туловища, ведь цветовые и графические возможности игровых устройств тех времен были сильно ограничены. Кепку он носит из-за невозможности нормально прорисовать волосы. Большой нос у него, потому что иначе не было бы видно черт лица, а огромные усы закрывают рот. Сложнейшую деталь для игрового художника того времени. 334. Хисториц – это вид кальмара, прозванного косоглазым за интересную особенность – его глаза разного размера и цвета. Один – маленький синий, а второй – большой, желтый и выпученный. Маленький глаз обращен вниз и помогает кальмару улавливать свечение мелких морских животных, которыми он питается, а второй смотрит наверх, где в лучах солнца замечает тени крупных хищников, от которых лучше держаться подальше. 335. Хан ван Миегерен был легендарным фальшивомонетчиком, ставшим национальным героем Нидерландов за то, что во время оккупации продавал нацистам-коллекционерам поддельные картины старых голландских мастеров. Ему удалось обмануть самого Германа Геринга, государственного деятеля нацистской Германии, на сумму более 1 000 000 гульденов. 336. Младоземельный креационизм – это вера в то, что Земля и все ее формы жизни были созданы от 6 до 10 тысяч лет назад. Так следует из Ветхого Завета, если трактовать его буквально. Некоторые поклонники этой идеи считают, что люди и динозавры жили одновременно, другие, что динозавров никогда не существовало. 337. Еще в 1887 году Никола Тесла экспериментировал с различными типами излучения. Он фиксировал видимый свет, ультрафиолетовое излучение и особые лучи, способные проникать сквозь предметы. И только с открытием рентгеном X-излучения в 1895 году Тесла понял, с чем имел дело. Впоследствии он даже усовершенствовал рентгеновскую установку и написал десяток научных статей о природе этого излучения. 338. Парадокс стабильности-нестабильности связывают с появлением у стран ядерного оружия. Факт наличия такого оружия сдерживает крупные глобальные конфликты между ядерными державами. Однако он парадоксальным образом увеличивает частоту возникновения мелких конфликтов, в которые страны ввязываются без опасения развязать тем самым еще одну мировую войну. 339. Ананас Данмор считается самым странным и глупым с точки зрения архитектуры зданием в Шотландии. Родовой дом графов Данмор включает в себя большой загородный особняк, Данмор-хаус, и территорию, на которой расположены 2 больших сада, обнесенных стеной. В саду выращивали экзотические овощи и фрукты, а на 1-м этаже под куполом располагалась теплица. Этот купол, оформленный в виде ананаса, и стал, так сказать, самой большой архитектурной глупостью, много раз высмеянной журналистами различных изданий. 340.
Летающая лягушка Уоллеса – симпатичный вид лягушек яркой окраски с большими перепончатыми лапами. Эти перепонки, а также дряблая кожа на боках позволяют лягушкам планировать по воздуху порой на довольно большие расстояния – до 15 метров. Лягушки Уоллеса живут на деревьях и спускаются вниз только для того, чтобы отложить яйца. Они проводят жизнь, прыгая с ветки на ветку и время от времени летая среди деревьев. 341. Цифровое накопление – термин, появившийся в 2015 году, означает беспорядок в хранимом пользователем контенте, электронных письмах, фотографиях и видеороликах, документах и файлах и тому подобное. Исследователи утверждают, что цифровое накопление тысяч файлов, так же, как захламление дома ненужными, но хранимыми много лет вещами, негативно действует на психику, вызывая чувство тревоги и подавленности. 342. Исследование домов, в которых якобы обитают привидения, показало, что уровень угарного газа, либо других ядов, отравляющих воздух, в них намного выше нормы. Угарный газ из неисправных газовых приборов может вызывать галлюцинации. Кстати, эта теория объясняет, почему подавляющее большинство домов с привидениями очень старые. В таких домах вероятность наличия сломанных, устаревших газовых приборов весьма высока. 343. Однажды Пол Маккартни позволил незнакомцу, называющему себя Иисусом Христом, присутствовать на записи The Beatles в 1967 году. Маккартни аргументировал свое решение так: что ж, скорее всего, он не Иисус. Но если это так, то я не хочу быть человеком, который его прогнал. 344. В 427 году до нашей эры Афины отправили в Митилену боевой корабль Триеру с вооруженными до зубов воинами, которым было приказано убить все мужское население города. На следующий день афиняне собрались на городской площади и проголосовали за отмену резни. Срочно была отправлена вторая Триера вдогонку первой. Мчась всю ночь на предельной скорости, корабль достиг Митилены как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасную бойню. 345. Дети выносливее взрослых, включая профессиональных спортсменов тех дисциплин, где упор делается именно на это качество, например, бегунов на длинные дистанции. Мышцы детей намного лучше сопротивляются усталости и восстанавливаются быстрее, чем у взрослых. Это связано с тем, что детский организм быстрее получает энергию из пищи и эффективнее распределяет кислород в мышечной ткани. 346. Диего, так зовут черепаху-самца, чье либидо спасло весь его подвид. Благодаря усилиям Диего, размер популяции эспаньольской слоновой черепахи увеличился с 15 до 2000 особей, и теперь подвид считается самодостаточным. После 80 лет, проведенных в неволе, Диего был отпущен на пенсию на Галапагосские острова, где проводит остаток жизни, неустанно продолжая работать над ростом численности подвида. 347. Джозеф Уильям Базелджет, инженер, создавший центральную лондонскую канализацию в 1860-х годах, при ее проектировании руководствовался следующим соображением: мы делаем это однажды, а непредвиденные случайности будут всегда, и удвоил диаметр труб. Если бы он не сделал этого, канализация переполнилась бы и вышла из строя еще в 1960-х годах, но благодаря прозорливости инженера она работает до сих пор. 348. В 1847 году, во время Большого голода в Ирландии, индейское племя Чокта оказало гуманитарную помощь ирландцам, отправив им $170, $5000 в современном эквиваленте, невероятная сумма для нищего племени. Спустя почти 200 лет ирландцы узнали, что индейцы из племен Чокта, Хопи и Наваха сильно пострадали от коронавируса. За несколько дней ирландцы собрали для индейцев почти $3 миллиона пожертвований. 349.
Утром 19 апреля 1995 года в Питтсбурге было совершено 2 дерзких ограбления банков подряд. Грабитель не скрывал лицо, и его сразу же опознали по записям с камер видеонаблюдения. МакАртур Уиллер был очень удивлен, когда вечером в его дом вломились полицейские. Он все время повторял: «Но на мне же был сок». Преступник был уверен, что если лимонный сок, которым он обильно обмазался перед ограблениями, можно использовать в качестве невидимых чернил, он также скроет и его лицо. И нет, он не был сумасшедшим. 350. Компания IBM не была первопроходцем в разработке компьютеров. Она сильно отставала от Remington Rand, разработчика Universe, первого коммерчески успешного компьютера для массового пользователя. Этот компьютер был так популярен, что люди называли все первые компьютеры IBM Universe'ами. 351. 19 февраля 1945 года во время битвы на острове Рамри в Бирме Эндрю Уайерт, командир десантного батальона англичан, нашел болото, кишащее опаснейшими гребнистыми крокодилами. Англичанам удалось заманить японских солдат в это болото, где полк из 1215 солдат и был уничтожен. Выжило только 22 солдата и 3 офицера. Этот случай вошел в историю как самое массовое нападение крокодилов на людей. 352. В дом техасца Роджелио Андаверди, где он находился с женой Марией, ворвались 2 человека в черных масках и, угрожая оружием, похитили Роджелио. Жена обратилась в полицию, и начались поиски. Был задействован вертолет и десяток полицейских, но пропавшего так и не удалось найти. Через несколько дней он вернулся домой самостоятельно, сказав, что преступники его отпустили. Дальнейшее расследование показало, что Андаверди сам инсценировал свое похищение для того, чтобы просто провести время с друзьями. 353. В 1947 году инженеры, работавшие над компьютером Mark II в Гарвардском университете, разбираясь с неполадкой, обнаружили между замкнувшими контактами одного из компонентов сгоревшего мотылька. Они извлекли его и вклеили в технический журнал с ироничной сопроводительной подписью «Первый реальный случай обнаружения жучка». Слова «баг» и «дебаг» вскоре стали стандартной частью языка программистов. 354. В 1964 году 3 американским физикам, только что получившим степень докторов наук, поручили разработать ядерную бомбу, используя только незасекреченную, общедоступную информацию. Целью эксперимента было выяснить, могут ли страны, не имеющие американских научных разработок, создать собственное ядерное оружие. Физики справились за 2,5 года. 355. Аксолотли могут заново отрастить все, что угодно – ступни, ноги, руки, хвост, даже части сердца и мозга. Все виды их органов, даже глаза, могут быть пересажены другой особи, и отторжения организмом не будет. Можно поменять голову одного аксолотля на голову другого, и тот будет нормально функционировать. 356. У членов космических экспедиций «Аполлон» были проблемы со страховкой из-за огромного риска для жизни. Страховка для подобных целей стоит целое состояние. Проблему решили оригинальным способом. Астронавты оставили свои автографы на сотнях почтовых конвертов, стоимость которых, в случае их гибели, взлетела бы до небес. Но все закончилось благополучно, и сейчас такой страховой конверт можно найти на аукционе примерно за $30 000. 357. Когда шведский астроном, геолог и метеоролог Андерс Цельсий в 1742 году на основе идей Христиана Гюйгенса и Роберта Гука разработал новую температурную шкалу, за 0 в ней была принята точка кипения воды, а за 100 градусов Цельсия – температура замерзания. И только после его смерти ученые Карл Линней и Мортен Штремер начали использовать эту шкалу в перевернутом, привычном для нас виде.
358. В 1981 году в США кино выпускали на виниловых пластинках. Носители под названием Capacitance Electronic Disc представляли собой 12-дюймовые диски, информацию с которых видеопроигрыватели считывали при помощи иглы. Спустя 3 года изобретение было снято с производства из-за резкого падения продаж. 359. Альберта Эйнштейна выдвигали на Нобелевскую премию ежегодно с 1910 по 1922 годы. Всего в архиве Нобелевского комитета сохранилось 60 номинаций Эйнштейна, связанных с формулировкой теории относительности. Однако премия была ему присуждена только в 1922 году за теорию фотоэлектрического эффекта, которая показалась комиссии более важным вкладом в науку. 360. Когда в 1502 году экспедиция Христофора Колумба высадилась на неизвестный берег, исследователи увидели индейцев, увешанных золотыми украшениями. Испанцы, в надежде обнаружить здесь залежи золота, назвали землю Коста-Рика, что переводится как «богатый берег». Позже выяснилось, что Коста-Рика очень бедна на полезные ископаемые. 361. Муравьи съедают больше мяса, чем все тигры, львы и волки на Земле вместе взятые. Большинство муравьев всеядны, но исследования показывают, что мясо они предпочитают другим продуктам, и есть даже целые виды муравьев, питающихся только мясом. Учитывая невероятно огромное количество муравьев, обитающих на планете, а также тот факт, что каждый из них ежедневно потребляет количество пищи, равное трети собственного веса, можно представить, как много мяса способны съесть муравьи за год. 362. 6 января 1898 года вышел последний на тот момент 14499 номер газеты The New York Times, но 7 января в киосках неожиданно появился 15-тысячный номер. По ошибке было пропущено 500 номеров. Никто не замечал этого на протяжении 100 лет, пока сотрудник газеты, копавшийся в архивах, не обратил на это внимания. Позже ошибку устранили. 1 января 2000 года вышел номер 51254, хотя должен был выйти 51754. 363. Трей Паркер, один из создателей мультсериала «Южный парк», в детстве дружил с мальчиком по имени Кенни. Мальчик был из бедной семьи, носил оранжевую кофту с плотно затянутым капюшоном, из-за которого речь его было сложно разобрать. Кенни часто пропускал уроки, и друзья шутили, что он умер, но через несколько дней мальчик возвращался в школу. 364. Большинство попыток посадить космический аппарат на поверхность Венеры были предприняты Советским Союзом. Некоторые из этих попыток были удачными, но работали аппараты недолго, около 2 часов, после чего электроника плавилась под воздействием высоких температур. 365. У романа «Форест Гамп», по которому был снят легендарный одноименный фильм, есть продолжение. Форест работает уборщиком в клубе в Новом Орлеане после того, как его креветочная компания обанкротилась. Пытается вернуться в большой спорт. Сопровождает американского полковника в Иран на тайные переговоры с аятоллой Хамейни. Играет в футбол под Берлинской стеной. И, как обычно, ненароком меняет ход истории. 366. Вид гусениц тутового шелкопряда, который производит нити для шелковых тканей, это искусственно выведенный вид. Люди вывели его от диких сородичей более 5000 лет назад. От родственных видов тутовый шелкопряд отличается высокой производительностью. Он создает в 10 раз больше нитей и, кроме того, имеет более крепкое здоровье. А еще тутовые шелкопряды утратили способность летать и маскироваться, поскольку, так сказать, работая на человека, они защищены от хищников. 367.
В мозге человека насчитывается 100 миллиардов нервных клеток, нейронов. Для сравнения, мозг медузы состоит из всего 800 нейронов, у таракана – 1 миллион нейронов, а осьминог может похвастаться мозгом из 300 миллионов нейронов. Размер одного нейрона составляет от 4 до 100 микрометров в ширину. 368. В XVIII веке между Сибирью и Центральной Россией была граница и таможня. Причины этого были чисто экономические, поскольку Сибирь богата на пушнину, она там стоила копейки по сравнению с остальной Россией. Поэтому за ввоз мехов взимали пошлину. Чтобы избежать ее, требовалось доказать, что везешь пушнину исключительно для личного пользования, а не на продажу. 369. Когда вышел 4-й фильм про Рокки Бальбоа, в Голливуде распространилась шутка, что земных оппонентов для Рокки уже не осталось, ведь он всех победил. Неожиданно для начинающих сценаристов Джима и Джона Томасов эта шутка оказалась источником вдохновения. В 1987 году они написали сценарий фильма, в котором инопланетный охотник искал жертв на просторах космоса. Изначальное название «Охотник» позже было заменено на «Хищник». 370. В конце XIX века Луи Пастер в своей лаборатории изучал вирус собачьего бешенства. Поскольку в те времена не было возможности выделить вирус из телесных жидкостей, в лаборатории держали несколько бешеных собак, слюну которых исследовали ученые. Обязательным правилом для сотрудников лаборатории было держать под рукой заряженный пистолет. Кодекс предписывал застрелить любого сотрудника, если его вдруг укусит бешеная собака. 371. Когда Венера полностью освещена Солнцем, она максимально далеко от Земли. А когда Венера находится на минимальном расстоянии от нашей планеты, мы видим только гало атмосферы вокруг совершенно темного объекта. Именно это создает сложности для изучения Венеры с Земли. 372. В ранних фотокамерах скорость работы центральных затворов была низкой, поэтому для съемок движущихся объектов применяли затворы с движущимися шторками. Из-за этого фотографии едущих автомобилей получались с овальными колесами. Однако это не воспринималось как дефект, считалось, что подобные снимки как нельзя лучше подчеркивают стремительность и скорость. Позже именно поэтому художники комиксов и мультфильмов часто изображали автомобили с овальными колесами. 373. Санта-Клаус был худым на протяжении большей части своей истории. В 1863 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту с огромным животом. Худощавая и толстая версия Санты существовали одновременно до 1930-х годов, а затем знаменитая рекламная кампания Кока-Колы, в которой Санта был в своем толстом воплощении, закрепила и популяризировала именно этот образ. 374. Карл Берг, изучавший попугаев, обнаружил, что через несколько недель после рождения птенцы начинают различать своих родителей по тому, как те к ним обращаются. Попугаи мамы и папы использовали особые сочетания звуков, давая детям что-то вроде имен. Более того, птенцы замечали и то, как родители обращаются к их братьям и сестрам, и потом могли определять их, задавая вопросы вроде «Пиу-пиу, это ты?». Имена, полученные попугаями в детстве, используются на протяжении всей их жизни. 375. Византийский император Василий II, правивший с 976 по 1025 годы, носил прозвище «убийца болгар» из-за одного случая. В ходе продолжительной войны с болгарами, постоянно устраивавшими набеги на Византию, ему удалось взять верх над армией болгарского царя Самуила и захватить в плен 15 тысяч солдат. Василий приказал ослепить по 99 человек из каждой сотни вражеских воинов, оставив по одному одноглазому, чтобы те смогли отвести армию домой. Самуил пришел в такой ужас, увидев свою армию слепой, что через 2 дня умер от сердечного приступа.
Война закончилась 4 года спустя победой Василия. 376. Вокальная партия Селин Дион в песне «My Heart Will Go On», прославившей ее на весь мир благодаря фильму «Титаник», является демозаписью. Селин спела ее за один дубль с целью продемонстрировать песню продюсерам, но композитор «Титаника» Джеймс Хорнер был так впечатлен и тронут ее исполнением, что решил оставить вокальную партию без изменений в процессе сведения трека. 377. Первым человеком, преодолевшим Ниагарский водопад в обыкновенной деревянной бочке, была 63-летняя Энни Эдсон Тейлор. Энни надеялась выручить на своей славе достаточно денег, чтобы обеспечить себе финансовую независимость до конца жизни, но ей не удалось заработать много. Отчасти потому, что ее менеджер украл ее бочку. 378. В конце 1800-х годов два палеонтолога, конкурирующих друг с другом, развязали костяные войны, вошедшие в историю науки. Они прибегали к любым мерам, чтобы навредить сопернику, взяточничеству, попыткам отрезать финансирование, воровству и даже к порче костей динозавров. Оба врага в конце концов потеряли работу и обанкротились, однако за то время, пока шли костяные войны, было открыто более 140 новых видов динозавров. 379. Зоны мозга, отвечающие за чтение, письмо и даже за речь, зона Брока и зона Верники, неактивны во время сна, поэтому этим занятиям мы не предаемся в сновидениях. Исключение из этого правила составляют люди, чья работа связана с постоянным чтением или писанием, например, профессиональные писатели, редакторы и так далее. В процессе работы они, так сказать, прокачивают свои лингвистические навыки, поэтому даже во сне их нервным путям не стоит никаких усилий обеспечивать доступ к зонам чтения и письма. 380. Если тело взрослой губки продавить через сетчатую ткань, отделив таким образом клетки друг от друга, а потом опустить клетки в воду и тщательно перемешать, чтобы разрушить все связи между ними, то через некоторое время клетки начнут сближаться и воссоединяться, образовав целую губку, такую же, как раньше. 381. Черные цапли, живущие в Африке, используют необычную стратегию для ловли рыбы. Они раскрывают крылья на манер зонтика над поверхностью воды и замирают, создавая тень, благодаря которой замечают рыбу и ловко выхватывают ее клювом. 382. В 1749 году герцог Джон Монтегю, находясь в компании аристократов, заключил пари, что сможет разрекламировать что-то по определению невозможное и заставить дураков заплатить за это. Он рекламировал сценическое шоу, в котором артист сжимает свое тело так, что оно помещается в винную бутылку. Билеты были распроданы в короткий срок, и в день представления собралась огромная толпа, устроившая настоящий бунт, когда чудо-артист так и не появился на сцене. 383. Хотя дорожное движение в США является правосторонним, машины почтовых служб по закону должны иметь руль с правой стороны, а почтовые ящики располагают рядом с бордюром. Это сделано для того, чтобы почтальонам не приходилось рисковать жизнью, выходя на дорогу, чтобы положить почту в почтовый ящик. 384. Японцы не имели фамилий до 1868 года, кроме самураев и знати, когда правительство потребовало, чтобы все граждане страны обзавелись фамилиями. Большая часть фамилий была выбрана по месту жительства или основному занятию человека, но некоторые просто выдумали себе фамилию. В наше время в Японии насчитывается более 100 тысяч различных фамилий. 385. В 1923 году газета Daily Mail заподозрила, что ее конкурент Daily Standard копирует все ее новости. Чтобы проверить свою догадку, Daily Mail выпустила фейковую статью, в которой утверждалось, что пароход СС Варата,
бесследно пропавший в 1908 году, вместе с 211 пассажирами и командой на борту, нашли в Антарктиде. На следующий день эта история появилась и в Daily Standard, причем в нее добавилось интервью с капитаном. 386. Некоторые люди всегда покупают непопулярные товары, показало исследование. Маркетологи прозвали их предвестниками неудач. Удивительно, но одна и та же группа потребителей имеет невероятную склонность покупать все виды неудачных продуктов раз за разом. Провал за провалом, диет Crystal Pepsi за диет Crystal Pepsi, заметила одна из авторов исследования, профессорка Массачусетского технологического института Кэтрин Такер. Если вы относитесь к этому типу людей и приобрели что-то, не нашедшее отклика на рынке, скажем, Орео с непопулярным вкусом, то это означает, что вы, скорее всего, купите также провальную зубную пасту или стиральный порошок. 387. Восхитительный цветок камелии под названием медлемист красный можно увидеть всего в 2 местах на Земле: в ботаническом саду в Новой Зеландии и в теплице в Великобритании. Медлемист цветет там более 2 веков, с тех пор как Джон Медлемист, владелец роскошной оранжереи, привез его в Англию из Китая в 1804 году, за что камелию назвали в его честь. Медлемист красный размножается черенками, и гипотетически самый редкий цветок в мире мог бы вырастить любой садовод. Но черенки не продаются и не распространяются каким-либо другим способом из мест, где камелия произрастает в данный момент. Почему, неизвестно. 388. Ядро Земли на 2,5 года моложе коры, что объясняется общей теорией относительности. Гравитационный потенциал влияет на время, чем он меньше, тем медленнее идет время. Это предполагает, что измерение возраста массивного тела на его поверхности и близ центра будет давать разные результаты, что и было подтверждено расчетами. 389. Великий английский крикетист Денис Комптон был известен своей рассеянностью. Однажды он приехал на матч, забыв дома инвентарь, и ему пришлось играть старинной битой из музея-стадиона. А когда Комптон праздновал свой 70-летний юбилей, в разгар вечеринки ему позвонила его мать и напомнила, что ему исполнилось только 69. 390. Микеланджело скрывался под капеллой Медичи во Флоренции в течение 3 месяцев во время политического переворота, развлекая себя рисованием углем на стенах. Где именно он провел это время, никто не знал в течение 500 лет, пока в 1976 году директор музея капеллы случайно не обнаружил рисунки. 391. Небьющееся стекло широко используется в автомобильной промышленности и строительстве. Сегодня оно повсюду, но когда французский ученый, а также художник, композитор и писатель Эдуард Бенедиктус в 1903 году случайно уронил на пол пустую стеклянную колбу, и она не разбилась, это его очень удивило. Как оказалось, до этого в колбе хранился раствор коллодия, раствор испарился, но стенки сосуда были покрыты его тонким слоем. 392. Человек, которого считают изобретателем сэндвича, Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич, был поразительно неудачлив в карьере. Во время Американской революции граф руководил Королевским флотом Великобритании, да так неуспешно, что его руководство стало считаться одной из основных причин победы Америки. Впрочем, в течение жизни Джон Монтегю получал различные назначения, в том числе генерального почтмейстера, первого лорда Адмиралтейства и государственного секретаря Северного департамента, но и в них проявил себя настолько бестолково и бездарно, что современники отзывались о нем так: редко кто занимал такое количество должностей и добился столь малого. 393. Герера – небольшое по численности племя, живущее в Намибии. Отличительная особенность этого племени – уникальные женские наряды, не встречающиеся в мире больше нигде, кроме музеев одежды.
Женская повседневная одежда Геррера скопирована с платьев европейских модниц времен колонизации. Юбка пышная, широкая, со множеством нижних юбок. Рукава пышные. Иногда сверху надевают жилет и шаль. На голове особым образом уложенный платок, напоминающий коровьи рога. Этнографы считают, что этот головной убор восходит к убору из кожи в виде трезубца, который женщины Геррера носили еще до миссионеров. Прикрывать наготу женщин Геррера научили жены миссионеров из Германии. 394. Джинсы были изначально окрашены именно в синий цвет из-за особенностей взаимодействия натурального красителя индиго с хлопком. Большинство натуральных красителей проникают сквозь хлопковые волокна, но молекула индиго прикрепляется к их поверхности. Со временем часть молекул все же покидают волокна, придавая джинсам их характерный выцветший вид. 395. Когда Альфреду Хичкоку было 5 лет, отец отправил его в полицейский участок с запиской. Полицейский прочел записку, а затем запер мальчика в камере на несколько минут, сказав ему: «Вот что мы делаем с непослушными детьми». Этот случай так напугал Хичкока, что всю оставшуюся жизнь он страдал от панического страха перед полицейскими. 396. В первые годы проведения велосипедной гонки Тур де Франс многие участники приходили к финалу совершенно пьяными. Употреблять по ходу гонки различные горячительные напитки считалось более здоровым, чем пить воду из сомнительных придорожных колодцев или ручьев, а пить велосипедистам хотелось очень часто. 397. В сильный мороз байкальский лед трескается с громким звуком, напоминающим раскаты грома, и образуются ледяные щели длиной 10-30 километров и шириной 2-3 метра. 398. Баран Шрек однажды сбежал с фермы и 6 лет скитался по горам. После поимки с него состригли 27 килограммов шерсти. Его выгнали с гор волки, которые не смогли прокусить шерсть, а он ходил у них на глазах немым укором их беспомощности. 399. Слизни – самые зубастые существа на Земле. Количество их зубов может достигать 75 тысяч. 400. В Аргентине принято опаздывать, а приход вовремя могут счесть неуважением. 401. В молодости Наполеона не приняли в русскую армию. В 1788 году Россия вела войну с Османской империей и активно занималась вербовкой добровольцев в Европе. Среди тех, кто проявил интерес к такой работе, был и 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт, генерал-лейтенант Иван Заборовский, посланный Екатериной Великой в Европу для набора иностранных военных специалистов, отказал молодому офицеру. По распоряжению императрицы иностранцев брали с понижением в воинском звании на 1 ступень. То есть Наполеону пришлось бы стать прапорщиком, низшим офицерским чином в русской императорской армии. Он попросил сделать для него исключение и не снижать чин в счет будущих заслуг, но получил письменный отказ. Честолюбивый Бонапарт не мог этого допустить. Оскорбленный Бонапарт выбежал из кабинета, пообещав предложить свою кандидатуру королю Пруссии. «Мне король Пруссии даст чин капитана». Впоследствии Наполеон сделал успешную карьеру во Франции, захватив после этого Пруссию. 402. В российской тайге расположено 38 заповедников. 403. В Чикаго, США, животных могут посадить в тюрьму. 404. На Уране только 2 времени года – лето и зима. Каждая из них длится 42 земных года. 405. Белые медведи способны утолять жажду, переваривая собственный жир. 406. В Финляндии есть праздник, в который последнего проснувшегося члена семьи бросают в реку. 407. Слово «школа» происходит от древнегреческого корня «шалеза», что значит «отдыхать от работы».
Древние греки в свободное от работы время предпочитали посещать беседы философов и таким образом пополнять объем знаний. Благодаря этому появилось слово «школа» – место, где можно получить образование. 408. Хрен слаще редьки. Содержание сахара в хрене составляет 16,3%, а в редьке только 7%. 409. В США служебные собаки всегда на один ранг старше по званию, чем напарники-люди. 410. Самые длинные в мире листья у пальм, растущих на Мадагаскаре. Они вырастают до 20 метров в длину. 411. Самой маленькой лисой считается феник. Это милый и пустынный зверек с огромными ушами. 412. В человеческих пальцах отсутствуют мышцы, поэтому их сгибание и разгибание реализовывается за счет сухожилий мышц, которые расположены на предплечье. 413. В 1811 и 1812 годах 3 землетрясения заставили реку Миссисипи течь назад. 414. Английский адмирал Нельсон страдал морской болезнью. 415. В 1943 году на поле крестьянина Пулида в Мексике образовалась дыра, из которой вдруг стал расти вулкан. За год вулкан вырос на 336 метров, извергался 9 лет и поглотил поле с ближайшими селениями. 416. Вопреки распространенному мнению, увидеть Великую Китайскую стену из космоса невооруженным глазом невозможно. 417. Рост марафонцев на финише на 2-3 см ниже, чем на старте. Это связано с явлением схлопывания или коллапса позвоночника. В начале марафона позвоночник бегуна может быть вытянутым и подверженным воздействию гравитации. По мере увеличения расстояния и утомления мышц, позвоночник может постепенно схлопываться или сжиматься. Это приводит к тому, что рост бегунов на финише становится на несколько сантиметров меньше. Этот процесс обычно временный, и высота возвращается к нормальным значениям после отдыха и восстановления. 418. В 2015-2016 годах в Новой Зеландии проходил референдум, на котором выбирали новый флаг страны. И в первых строчках хит-парада было изображение птицы киви, стреляющей лазерным лучом из глаз. До победы немного не хватило. 419. Австралия вступила в войну с Эму, это была операция по их истреблению в 1932 году. Эму выиграли. 420. Почему на женской одежде пуговицы расположены слева? Потому что во времена изобретения пуговиц мужчины любого сословия одевались сами, а знатные дамы – с помощью служанок. Пуговицы были тогда принадлежностью богатых нарядов, поэтому пришивали их так, чтобы они пришлись под правую руку не госпожи, а ее служанки. 421. В иллюминаторах самолета есть микроскопические отверстия, которые служат для двух целей. Во-первых, сквозь них циркулирует воздух в малых количествах, но все же достаточных, чтобы стравливать излишнее давление на борту. А во-вторых, они предохраняют иллюминаторы от запотевания. 422. Клепки на джинсах – не дань моде, а средство помочь им служить дольше. Они ставятся в местах, которые наиболее подвержены растяжению и истиранию, и поддерживают прочность швов, мешая им разойтись. 423. Заставка матрицы – это не компьютерный язык и не шифр. Художник-постановщик взял у жены кулинарную книгу и отсканировал рецепт суши. А потом немного его поправил и получил знаменитый тайный, так сказать, код. 424. Самый маленький, единственный необитаемый остров Фарерского архипелага часто покрыт собственным облаком. 425.
Лох-Несское чудовище внесено в Красную книгу Шотландии. 426. Когда в США свирепствовал сухой закон, здесь начали выпускать концентрат виноградного сока в виде бруска. Инструкция к такому товару включала предупреждение: растворив брусок в галлоне воды, ни в коем случае не оставляйте получившуюся жидкость в темном шкафу на 20 дней, чтобы избежать превращения в определенный напиток. 427. Анонсы, называемые трейлерами, изначально показывались после фильма, потому они и называются трейлер, замыкающий, идущий следом. 428. На Бермудских островах нет источника питьевой воды. Каждый дом собирает дождевую воду с помощью белых ступенчатых крыш. 429. У телекомпании CNN есть видео, предназначенное для трансляции в день конца света. Оно было создано по указанию основателя CNN Теда Тернера перед запуском телеканала в 1980 году. Видео представляет собой исполнение христианского гимна «Ближе к тебе, Боже мой» в исполнении нескольких оркестров армии, ВМС, ВВС и морской пехоты США. 430. В состав некоторых первых энергетических напитков входили радиоактивные вещества. Один из таких напитков назывался радитор. Он был разработан Уильямом Бейли в американском штате Нью-Джерси в 1918 году. Состоял из 3 ингредиентов – чистой воды, а также изотопов радия-226 и 228. 431. 2 ноября 2000 года человечество в последний раз находилось на планете в полном составе. С тех пор хотя бы один человек постоянно остается на Международной космической станции. 432. Эффект черлидерш – подтвержденный наукой психологический феномен. Он заключается в том, что девушки в группах выглядят внешне более привлекательными, чем каждая по отдельности. 433. Бегемоты могут спать под водой благодаря рефлексу, который позволяет им, не просыпаясь, всплыть, вдохнуть и погрузиться обратно. 434. Бег на 10 тысяч метров и бег на 10 километров – абсолютно разные спортивные дисциплины. Более того, 10 километров не являются олимпийской дистанцией, в отличие от 10 тысяч метров. 435. Золотая рыбка, которая живет в аквариуме, вопреки якобы общепринятому факту, не имеет память на 3 секунды. Исследования, проводившиеся в 2003 году в школе психологии при университете в Плитмуте, показали, что память у золотых рыбок работает не меньше, чем на 3 месяца. При этом они распознают формы, звуки, цвета. Чтобы получать лакомство, их приучали опускать небольшой рычажок. 436. Благодаря своему мощному хвосту крокодилы не только развивают скорость в воде до 40 км в час, но и успешно выпрыгивают из воды на высоту до 2,5 метров. 437. Рога лося настолько чувствительные, что он может почувствовать, как на них садится муха. 438. Васюганские болота в России – одна из самых больших болотных систем в мире. Она размером со Швейцарию. 439. В Стокгольме была дорожная лотерея, где законопослушный водитель может выиграть выплаченные штрафы нарушителей. 440. В Древней Греции возраст женщин отсчитывался с момента замужества. 441. В Европе белый цвет традиционно считался цветом траура. Все изменилось благодаря свадьбе королевы Виктории, которая была на церемонии в белом платье. 442. Генералиссимус Суворов обычно менял всю свою зарплату на серебряные рубли и после битвы награждал отличившихся солдат. Они считали за честь проделать в монете дырочку и повесить ее себе на грудь.
443. В странах, куда чай из Китая поставлялся по суше, его называют вариацией произношения чай. В странах, куда чай поставлялся морем – ти. 444. В средневековой Германии существовало поверье, что поцелуй со слом избавляет от зубной боли. 445. Анна Курникова – название для стартовой руки в покере в честь знаменитой теннисистки. Она означает «выглядит хорошо, но выигрывает редко». 446. Пенсильвания, США, была первой колонией, которая легализовала колдовство. 447. При абсолютной тишине человек выдержит не более 40 часов. Это следует из американских экспериментов, в рамках которых человека помещали в комнату при абсолютной тишине, где он мог слышать лишь свое сердцебиение. 448. В городе Ла-Аквиле, Италия, есть фонтан, специально построенный таким образом, чтобы в то время дня, когда на него падает солнце, он казался текущим жидкой лавой. 449. Несмотря на все свое население, в Китае используется всего около 200 фамилий. 450. Так как на Северном полюсе нет постоянного населения, ему не присвоен собственный часовой пояс. Приезжающие работать или исследовать эти места, люди могут выбрать себе любой удобный часовой пояс. 451. Самый старый мост в Париже называется Пон-Нёв, Новый мост. 452. Гигантские бетонные стрелы, разбросанные по территории США, помогали пилотам авиапочты ориентироваться в доцифровую эпоху. 453. Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров. 454. Радуга представляет собой полный круг, но увидеть ее полностью можно только с высокой точки наблюдения, например, с самолета. С Земли мы видим только верхнюю часть этого круга, потому что нижняя часть блокируется горизонтом. 455. Всего от 1,5 до 7% генов человека являются исключительно человеческими, то есть встречаются только у представителей вида Homo sapiens. 456. Белые лепестки цветов не окрашены пигментом, они состоят из прозрачных клеток, между которыми есть пустоты, заполненные воздухом, из-за чего лепесток и кажется белым. 457. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики. 458. Самый продолжительный в истории футбольный матч длился 36 часов. 11-12 апреля 2009 года в Великобритании между командой Бристольской футбольной академии и Лидс Бэджерс. Матч завершился победой Лидса со счетом 285-255. В каждой команде было по 18 игроков, каждый из которых играл примерно по 18 часов. Даже во время перерывов игрокам нельзя было покидать поле. 459. Чем отличается туман от мглы? Первый образуется из-за скопления в воздухе мельчайших частичек воды. Второй же появляется из-за присутствия частиц пыли или дыма. 460. Слово «хипстер» появилось еще в 30-х годах в США. Правда, обозначало оно совершенно другое. Им обозначали людей, разбирающихся в джазе или просто интересующихся этим музыкальным жанром. 461. Беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных. 462. Отпечаток носа кошки также уникален, как отпечатки пальцев человека. 463. В условиях невесомости растения не имеют указателя на направление роста, как на Земле.
Корни не растут вниз, а стебли не стремятся вверх. Это может привести к неконтролируемому росту и формированию необычной архитектуры. Ориентацию для дальнейшего роста растения определяют по падающему свету, фототропизм. Корни растут в противоположную от побега в сторону, то есть туда, где меньше света. 464. Независимо от нашего возраста, каждый атом в нашем теле старше нас на миллиарды лет. 465. Вплоть до XVIII века страсть к книгам считалась болезненной склонностью, которая была даже описана в медицинских справочниках тех лет. К той же эпохе относится и появление обидных прозвищ для людей, увлеченных чтением: книжный червь и книжная крыса. 466. Первыми бумажными деньгами на территории современной Канады служили игральные карты. В 1685 году администрация северных территорий Новой Франции столкнулась с нехваткой монет из Европы для выплаты жалования служащим и рабочим. Тогда интендант нарезал обычные карты разными формами, подписал денежные номиналы и заверил их своей печатью. А после прибытия кораблей из Старого Света все обменяли эти карты на настоящие монеты. 467. Свежий запах моря – это запах йода гниющих водорослей. 468. Австралия – единственный материк, где нет действующих вулканов. 469. Искусство топиари – это создание скульптур из живых кустарников и цветов. 470. В 2008 году македонский пчеловод Зоран Киселоски выиграл суд у медведя за кражу меда. Суд города Битола признал медведя виновным в причинении материального ущерба и обязал государство выплатить компенсацию. Процесс длился более года. Киселоски пытался отогнать медведя громкой музыкой и световыми приборами, но когда у генератора закончилась энергия, зверь вернулся и разорил ульи. Тогда пчеловод подал на медведя в суд. Суд постановил, что компенсацию должно выплатить государство, так как медведь является диким и у него нет хозяина. В итоге в качестве компенсации Зоран получил 140 тысяч динаров, около $3500. 471. Длительное пребывание в космосе чревато для человека потерей крепости костей, ослаблением мышц, подавлением иммунной системы и радиационным облучением. 472. Слово «динозавр» происходит из древнегреческого языка и означает «ужасная ящерица». 473. За 4,6 миллиарда лет своего существования Солнце совершило всего 18 полных оборотов вокруг центра нашей галактики. 474. Чтобы нахмуриться, нужно задействовать больше мышц, чем для того, чтобы улыбнуться. 475. Самый большой в мире фотоаппарат имеет длину 11 метров. 476. Слову «пицца» более 1000 лет. Впервые оно было упомянуто в тексте на латинском языке, написанном в Южной Италии в 997 году. 477. Во время зимней спячки сердце медведя на каждом выдохе останавливается на 15-20 секунд. 478. Кофе – это второй крупнейший товар в международной торговле после бензина. 479. У муравья два желудка. В первый попадает пища для самого муравья, во второй та, которую он принесет в муравейник. 480. Индонезия расположена на не менее чем 17 508 островах. Из них около 6000 обитаемы. 481. Самая высокая гора на Луне – пик Гюйгенса высотой 5500 метров. 482. В XVIII веке восклицательный знак называли точкой удивления.
483. Ученые провели исследования и узнали 5 универсальных запахов, которые нравятся практически всем. Это запахи лайма, грейпфрута, бергамота, апельсина и перечной мяты. 484. Каждый год лето наступает на 30 секунд раньше, чем в прошлом году. Это происходит из-за колебания земной оси прецессии. Земля достигает точки на своей орбите, где северное полушарие максимально наклонено к Солнцу, летнего солнцестояния, каждый год немного раньше. 485. В Японии есть групповое мероприятие под названием руикацу, где группа людей собирается, чтобы посмотреть грустные видео и поплакать, чтобы снять стресс. 486. Все горы и холмы на Титане, спутники Сатурна, названы в честь гор и горных вершин Средиземья, вымышленного мира, созданного Джоном Рональдом Руэллом Толкиеном, история которого рассказывается в трилогии «Властелина колец» и других произведений из этой вселенной. Например, на Титане можно увидеть горы Ангмар, Эребор и Мория. 487. В 1900 году в Париже был движущийся тротуар, развивавший скорость до 10 км в час. 488. Токсичный позитив – это нарочитое игнорирование другим человеком ваших негативных эмоций, таких как гнев или грусть. 489. Когда режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк писал первую версию сценария в 2008 году, он был так беден, что в какой-то момент ему пришлось продать ноутбук, на котором он писал. 490. Имя голосового помощника Apple Siri – это норвежское женское имя, которое означает «красивая женщина, ведущая вас к победе». 491. Если муравей смертельно ранен, он будет всячески мешать другим муравьям ему помочь, вынуждая их уйти, чтобы ресурсы колонии не расходовались зря. 492. Существуют белые огурцы, такие сорта называются белоплодными. 493. Рыба-брызгун сбивает насекомых, плюя в них водой. 494. Идея хэппи-энда в американском кинематографе зародилась в начале XX века, исходя из предположения, что наблюдение за успехами положительных героев помогает зрителю обнаружить собственные скрытые способности. 495. Слово «снайпер» происходит от англоязычного названия птицы бекас – снайп, которую сложно подстрелить из-за ее малого размера и особого стиля полета. 496. Возраст лошади можно определить по передним зубам, у старых лошадей они стертые. Отсюда пошло выражение «дареному коню в зубы не смотрят». 497. «Звездные войны» – первый в истории блокбастер, переведенный на индейский язык. В 2013 году его перевели на язык племени Навахо. 498. Самый близкий к человеку вид из ныне существующих животных – шимпанзе бонобо. Геном людей и бонобо совпадает на 93,6%. 499. Наиболее стойкий материал из созданных природой – это паутина. 500. Toyota начали бизнес со швейных машин. И делают их до сих пор. 501. Лингвист Джордж Ципф открыл так называемый закон Ципфа, суть которого заключается в следующем. Если все слова языка расположить по убыванию частоты использования, то окажется, что эта частота для слова обратно пропорциональна его порядковому номеру. То есть второе по частоте использования слова используется вдвое реже, чем первое, третье втрое реже, четвертое вчетверо реже и так далее. Интересно, что эта закономерность действует не только в масштабах целого языка, но и в просто длинных текстах, например, в книгах. Кроме того, Ципф обнаружил, что чем чаще используется слово, тем оно обычно короче, причем это касается любого языка.
502. Строение морды гангских гавиалов не позволяет им переносить детенышей во рту, как это делают другие виды крокодилов. Поэтому гавиалы перевозят потомство на спине, причем занимаются этим самцы. Малыши сами забираются на папу и крепко цепляются, чтобы не свалиться. На снимке, сделанном в национальном заповеднике Чамбал на севере Индии, гавиал перевозит на себе целую сотню детенышей. 503. Блюдо, поданное на оценку критику в конце мультфильма «Рататуй», это не рататуй. Французское национальное блюдо рататуй – это по сути простое овощное рагу. Когда создатели мультфильма спросили у повара-консультанта, как бы он подал рататуй, тот счёл, что рагу на экране выглядит не очень аппетитно. Рататуй заменили на другое овощное блюдо под названием конфи бьелди, выложенное в форме аккордеона. Мультик стал очень популярным, и внешний вид конфи бьелди запомнился всему миру как рататуй, так что во французских ресторанах его нередко стали подавать вместо настоящего рататуя. 504. Все великие умы, ученые и изобретатели, изменившие мир, отличаются парадоксальным мышлением. Это значит, что одновременно с тезисом они столь же внимательно рассматривают антитезис, противоположное предположение. Именно таким способом Эйнштейн пришел к своей теории относительности, размышляя над свойствами частиц как в состоянии покоя, так и в противоположном состоянии движения, и придя к выводу, что эти свойства зависят от положения наблюдателя. 505. Канадские специалисты, готовящие к работе собак-поводырей, учат их спокойно сидеть в театре. В августе 2020 года 1,5 десятка будущих поводырей посетили театральный фестиваль, где обучались справляться с такими пугающими обстоятельствами, как громкий звук, яркий сценический свет, крики, толпа людей и тому подобное. 506. Идеальная продолжительность отпуска составляет ровно 8 дней, выяснило исследование. Согласно полученным данным, к этому времени люди чувствуют, что рабочий стресс полностью прошел и они отдохнули от своих обязанностей. Начиная с 9-го дня положительные эмоции начинают снижаться, а к 11-му полностью пропадают и отдых превращается в обыденность. 507. У крабов всего 3 зуба, 1 средний и 2 боковых, представляющих собой выросты из кальция. Правда, расположены они в животе. Зубы являются частью желудочного аппарата и помогают измельчать пищу. Кроме того, крабы могут издавать звуки, похожие на рычание, при помощи этих зубов, если их побеспокоить. 508. Когда пчелиный улей переполняется, самые взрослые и опытные пчелы формируют группу, которая отправляется на поиски нового места. Найдя подходящее, по ее мнению, место для устройства улья, пчела начинает танцевать в воздухе, привлекая внимание остальных. Другие пчелы осматривают место и либо тоже танцуют в поддержку, либо нет. Это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто согласие всех членов группы. В этом месте пчелы строят новый дом. 509. Слово из языка племени яганов Мэмилапинатепеи вполне может претендовать на звание самого длинного понятия из одного слова. Оно переводится как «взгляд между двумя людьми», в котором выражается желание каждым того, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один из них не хочет быть первым. 510. Члены английской королевской семьи не должны есть морепродукты, так как ими легко отравиться. А допустить срыв придворных мероприятий из-за того, что с кем-то из королевской семьи приключилась подобная неприятность, неприлично и невозможно. Поэтому члены королевской семьи избегают такой пищи, особенно в путешествиях. 511. В 2001 году датская ученая Лене Хау и ее коллеги из Гарвардского университета смогли полностью остановить свет. В последующих экспериментах им удалось перевести свет в материю, а затем обратно в свет.
Физики использовали квантовые свойства фотона, иногда он может быть частицей, а иногда – волной. Это позволяет фотону проделывать нелогичные вещи, например, проходить сквозь два отверстия одновременно. Пока материя движется между двумя конденсатами Боза-Эйнштейна, мы можем заманить ее в ловушку потенциально на несколько минут и изменить ее любым способом, каким мы захотим, рассказала Хау о своем эксперименте. 512. Пассажирские самолеты летят на разных высотах, причем те, что летят с востока на запад, получают четные высоты, а те, что с запада на восток, нечетные. При такой системе между самолетами, летящими в разные стороны, всегда остается минимальный запас расстояния в более чем 300 метров по высоте. 513. Гангстерский фильм «Ангелы с грязными душами», который Кевин МакАлистер смотрит в фильме «Один дома», снят съемочной группой «Один дома». Этот фальшивый фильм – отсылка к гангстерскому боевику 1938 года «Ангелы с грязными лицами» с Джеймсом Кэгни в главной роли. 514. Луна – это первый межпланетный музей. НАСА запретила всем, кто когда-либо будет посещать Луну, прикасаться к американским аппаратам, находящимся там, а также к другим вещам, оставленным после миссии «Аполлон», поскольку они имеют историческую ценность. 515. Помимо бактерий, биом, в человеческом организме постоянно живут и вирусы, виром. Эти вирусы размножаются, заражая бактерии внутри нашего тела, и об этом, так сказать, известно T-клеткам иммунитета. T-клетки изучают свойства этих вирусов, регулируют и сдерживают их распространение по организму, а также дают отпор вирусам со сходным строением и свойствами, пытающимся проникнуть извне. Благодаря наличию вирома люди невосприимчивы к определенным видам вирусов. 516. Слоны не умеют прыгать, кости в их ногах все направлены вниз, поэтому лишены пружины, которая дала бы им возможность подпрыгивать. Даже для природы оказалось тяжеловато поднять с земли 4 тонны массы млекопитающего, а слоны столько и весят. Впрочем, прыжки им не нужны. У животных, способных к прыганию, например, лягушек или кенгуру, эта способность предназначена для защиты от хищников, а у слона на этот случай имеются огромная масса тела и внушительные бивни. 517. Эволюция подразумевает усложнение и развитие. Популярное, но абсолютно неверное мнение. Эволюция означает приспособление к окружающей среде и только. Таким образом, она может идти и в обратную сторону, то есть организмы могут деградировать под влиянием эволюции. Яркий пример – одноклеточные паразиты Майксозоя, ведущие свою родословную от медуз. Заметив сходство в их клетках с клетками стрекающих и произведя анализ ДНК, ученые выяснили, что изначально Майксозои действительно были медузами, но постепенно потеряли 95% своих генов, экстремально упростившись. В том числе у них исчезли гены, отвечающие за многоклеточность. 518. В кулинарном разделе английской книги домашнего хозяйства 1861 года есть рецепт сэндвича с тостом. Этот сэндвич представляет собой бутерброд из 2 ломтиков хлеба, между которыми помещен тонкий ломтик поджаренного хлеба, тост, обильно смазанный маслом и посыпанный солью и перцем. 519. В 2011 году на северо-востоке Японии в результате землетрясения и вызванного им цунами погибло около 18 тысяч человек. В храме Фумонзи остановились часы. Настоятель Буншуну Сакана смог их спасти, хотя от храма остались только колонны и крыша. Он попытался завести часы, но ничего не вышло. Через 10 лет, 13 февраля 2021 года, в этом регионе произошло еще одно сильное землетрясение, и часы вновь пошли. 520. В судьбах Майкла Джексона и Моцарта, как ни странно, прослеживается сходство. Оба они родились 7-м ребенком в очень музыкальной семье.
У обоих не было нормального детства, так как и Майкл, и Вольфганг Амадей проводили все свое время в режиме суровых тренировок, гастролей и выступлений, навязанном им их строгими отцами. Оба добились огромного успеха уже в раннем возрасте. 521. В России есть призрачная радиостанция УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц из окрестностей Санкт-Петербурга. Почти все время УВБ-76, прозванная «жужжалкой», передает монотонный белый шум, изредка прерываемый женским голосом. Голос произносит числа или непонятные, ни с чем не связанные слова: грузинский, Ульяна, землевед и тому подобное. Никто не знает, зачем УВБ-76 работает и для кого вещает, в сигнале нет абсолютно никакой информации. 522. 75% генов, ответственных за генетические заболевания у человека, были также обнаружены у мух дрозофил, геном которых совпадает с человеческим на 60%. Короткое время генерации генных мутаций у плодовых мушек может помочь сократить сложные пути биомедицинских исследований и уменьшить их бюджет. И, возможно, эти исследования помогут победить рак и другие серьезные болезни. 523. Во Франции есть практика вождения без прав, но только маленьких маломощных машин, максимальная скорость которых достигает 45 км в час. VSP, Vehicle Sans Permis, машину без прав, может водить любой человек в возрасте от 14 лет. Для управления VSP не нужно сдавать экзамен и вообще как-либо доказывать, что вы умеете водить машину. И в ней можно ездить даже тем, кто лишён прав за вождение в пьяном виде. 524. Каждое лето миллионы черных червей выползают из-под льда горы Рейнер, США, но ученые до сих пор не знают, зачем они это делают. Все остальное время года черви вида Mesenchitries saliphagus, прозванные ледяными червями, проводят во льду, поедая бактерии и микроскопические водоросли. 525. Кашалоты используют нянь для присмотра за молодью. Молодые особи кашалотов не способны погружаться на такую глубину, как их матери. Поэтому, когда мамочки отправляются на охоту в глубины, за малышами и молодежью ради их безопасности присматривают другие взрослые кашалоты. 526. Новая Зеландия находится на Зеландии, континентальном фрагменте, по площади вдвое превышающем Индию. Примерно 94% территории Зеландии находится под водой океана, а выступающие из воды части ее суши – это Новая Зеландия и Новая Каледония. В 2017 году группа из 11 геологов выдвинула гипотезу, что Зеландия – бывший континент Земли, ныне затопленный. 527. Японцы носят медицинские маски с 1918 года. Маски используются как социальный барьер, снижая чувство неловкости при общении с незнакомыми людьми, как защитное средство при простуде и просто как элемент стиля. Ходить, скажем, с насморком и без маски считается грубым нарушением этикета. 528. Сюжет произведений Льюиса Кэрролла будоражил умы многих художников, которые вдохновлялись им для создания своих картин. Некоторые из них даже участвовали в создании официальных иллюстраций к некоторым изданиям. А Сальвадор Дали даже создал свою версию иллюстраций к книге Льюиса Кэрролла в 1969 году. 529. Ученые пришли к выводу, что хотя мужчины и женщины обладают одинаковыми интеллектуальными способностями, мужской и женский мозг все же отличаются друг от друга. Изучив снимки аппаратов МРТ, они заметили, что у мужчин больше нейронных связей внутри каждого из полушарий мозга, а у женщин между полушариями. Это может влиять на то, как функционирует мозг у представителей разных полов, предполагают исследователи. Мозг мужчин, по-видимому,
больше приспособлен к восприятию информации и скоординированным действиям, а женский – к приобретению социальных навыков и запоминанию. С возрастом эти различия постепенно стираются. 530. Мы знаем, что такое зимняя спячка с детского сада. Медведи и многие другие животные на зиму прячутся в нору и спят по 3 месяца подряд. Оказывается, есть животные, которые впадают в спячку на лето. Как правило, все они обитают в жарких засушливых регионах, где летом приходится несладко. Проще переспать жару. В летнюю спячку впадают все виды улиток, многие черепахи, саламандры, крокодилы, восточноафриканские ежи и лемуры. 531. Когда японцу исполняется 100 лет, ему вручают памятный серебряный кубок для саке в день почитания старших. Эта традиция существует с 1963 года, но в последнее время столетних японцев стало так много, что размер кубка было решено уменьшить, а чистое серебро заменить посеребренным никелевым сплавом. Это позволяет государству экономить по $1 миллион в год. 532. Шампунь не оказывает никакого действия на волосы, кроме очищения. Разумеется, речь идет не о специальных лекарственных шампунях, продающихся в аптеках. Имеются в виду обычные шампуни из магазина, несмотря на наличие завлекательных эпитетов, таких как укрепляющий, питательный и тому подобное, оказать воздействие на корень волоса они не могут. К тому же шампунь находится на волосах слишком мало времени, чтобы как-либо на них подействовать. 533. Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день. Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия. 534. Однажды во время гладиаторских боев с животными, которые проводил император Калигула, гладиаторы кончились, всех убили. Тогда Калигула приказал бросить часть зрителей на арену, так как ему хотелось продолжения шоу. 535. Актриса Тильда Суинтон происходит из древнего англо-шотландского рода, родословная которого отслеживается до Средневековья. Ее семья – одна из 3 английских семей, чье право собственности на землю непрерывно продолжается со времен нормандского завоевания Англии в 1066 году. 536. В озере Медуз на Филиппинских островах из-за отсутствия большинства естественных врагов медузы размножились примерно до 2 миллионов особей, что делает это озеро поистине уникальным местом. 537. В 1958 году американский школьник Роберт Хэт в рамках конкурса, приуроченного к принятию в состав США, Аляски и Гавайев в качестве 49-го и 50-го штатов, разработал дизайн нового флага США и получил за него 4. Преподаватель пошутил, что исправит оценку, если Конгресс примет его работу. И ее действительно пришлось исправить в 1960 году, когда дизайн 17-летнего Хэтта был выбран из тысяч других работ и принят в качестве государственного флага США. 538. В шведском суде слухи и сплетни могут являться доказательством вины или невиновности. В этой стране очень мало ограничений в вопросе того, что может быть доказательством. Предполагается, что на то он и суд, чтобы разобраться, достоверны представленные доказательства или нет. 539. Один китайский бизнесмен нанял киллера, а тот перепоручил убийство другому киллеру. Этот киллер также нанял киллера, и следующий киллер нанял киллера, и следующий тоже. Последний киллер в этой невероятной цепочке предложил жертве подделать смерть и поделить гонорар. В итоге всех 6 поймали и осудили за покушение на убийство, пишет издание Independent. 540.
По числу производимых фильмов Голливуд занимает лишь 3-е место в мире. Больше всего фильмов выпускает Болливуд, индийская киноиндустрия, а на 2-м месте так называемый Нолливуд, кинематограф Нигерии. 541. В 2016 году в Национальном аквариуме Новой Зеландии в прибрежном городе Нейпер после технического обслуживания работники забыли закрыть крышку аквариума, в котором находился осьминог по имени Инки. Инки протиснулся наружу, проскользил по полу, залез в сливную трубу, которая, к его счастью, вела прямо в океан, и обрел свободу. Он ушел, даже не оставив нам записки, шутили работники аквариума. 542. Купол Пантеона в Риме – самый большой неармированный бетонный купол в мире. Даже спустя почти 2000 лет с момента постройки купол не демонстрирует ни малейших признаков усталости материала и просадки. 543. Винни-Пуха зовут не Винни, а Эдвард, ведь именно так медвежонка назвали, когда принесли из магазина домой. Винни-Пух – это прозвище, которое Кристофер Робин дал медвежонку в честь медведицы Виннипег, увиденной им в зоопарке. Что касается фамилии, в книге Милн использует слово «бэр» – «медведь». Получается, что полное имя Винни-Пуха – Эдвард Винни-Пух-медведь. 544. В 1746 году шведский король пытался доказать, что кофе вреден для здоровья. Он велел одному близнецу каждый день пить несколько чашек кофе в день, а другому – чая. Король хотел узнать, кто из них раньше умрет. В итоге оба близнеца пережили и врачей, наблюдавших за экспериментом, и самого короля. 545. Если человеку стыдно, ему захочется помыться. Люди подсознательно ассоциируют чистоту моральную и физическую. Это называется эффектом леди Макбет в честь шекспировской героини, которой мерещились пятна крови на руках после убийства, и их невозможно было смыть. 546. Фамилия велосипедов появилась на 2 столетия раньше велосипедов. Велосипедовы упоминаются в исторических документах, начиная с 17 века, в то время как велосипед изобрели в 19. Это объясняется тем, что в ту пору фамилии духовников в России часто образовывали при помощи перевода русских фамилий на древнегреческий или латинский язык. Велосипедов, вероятно, получился из Быстроногого или Быстроножкина. 547. На приставке Sega Mega Drive, вышедшей в 1988 году, игроки могли покупать игры онлайн. Делать это можно было через специальные модемы, продававшиеся в Японии и Бразилии. В комплекте шел специальный картридж с программным обеспечением, позволявший копировать игры из сети. 548. В 2014 году бывший сотрудник MIT Итан Цукерман извинился за то, что изобрел первое всплывающее объявление в 1997 году. Трудно найти более раздражающий рекламный формат, но откуда Итан мог знать заранее, к чему это приведет? 549. Существует вирус ожирения. Эксперименты ученых на мышах, обезьянах и искусственно выращенных человеческих клетках доказали, что наличие в организме вируса ET36 приводит к тому, что стволовые клетки начинают превращаться в адипоциты. Клетки, запасающие жир. 550. Официальное научное название ананаса – ананаскомозус, что переводится с латыни как «превосходный хохлатый фрукт». 551. Все белые медведи – ирландцы. Современные белые медведи произошли от смешения древних белых медведей и давно вымерших ирландских медведей. Ирландский генетический компонент передается по материнской линии на протяжении многих веков и присутствует у всех белых медведей, живущих на нашей планете. 552. С точки зрения ботаники миндаль не является орехом, это плод косточкового фрукта. 553.
Огромное количество людей связывает запах шоколадных конфет с атмосферой свидания, выяснило исследование 2013 года. Если в книжном магазине витает шоколадный аромат, покупатели чаще предпочитают любовные романы книгам других жанров. 554. Греки не слишком честны с налоговой службой. Когда правительство ввело налог на владение личными бассейнами, всего 324 домохозяйства сообщили налоговой о наличии у них бассейнов. Тогда власти Греции решили изучить пригороды Афин на спутниковых снимках. Они обнаружили в общей сложности почти 17 тысяч бассейнов. 555. На заглавном листе судебника Ивана Грозного, 1550 год, изображен символ собака. Похожие знаки встречаются в русских книгах XVI-XVII веков. Обычно это украшенная завитком буква «ас», обозначающая в кириллической системе счисления единицу, а в случае с судебником первый пункт. 556. Азбука Морзе, которую мы используем, заслуга не только Сэмюэла Морзе. Придуманная им азбука была неудобной и использовалась лишь на некоторых железных дорогах США, и только до 1960-х годов. Она была переосмыслена немецким инженером Герке, а позже азбуку дорабатывали еще несколько раз. 557. Изначально динамит хотели назвать Нобелевским порошком безопасности. Термин «динамит» ввел в употребление в 1860-х годах сам изобретатель этого взрывчатого вещества Альфред Нобель. Слово образовано от греческого слова «сила». 558. Изначально дробь для дробовиков изготавливали очень простым способом, через сито, размещенное наверху специальной башни, проливали расплавленный свинец. Падая, капли свинца формировали почти идеальные сферы благодаря поверхностному натяжению. 559. Тефлон, который используется в качестве антипригарного покрытия сковородок, единственный известный нам материал, к которому не прилипают крошечные волоски на лапках геккона. 560. Ящерицы вида желтобрюхий трехпалый сцинк бывают либо живородящими, либо яйцекладущими. Но в 2019 году ученые наблюдали редкий случай. Беременная самка сцинка сначала отложила яйца, а через 3 недели родила детеныша. Ученые считают это ярким примером эволюции. Яйцекладущее животное становится живородящим на наших глазах. 561. При проверке вина на старость используется радиоцезий. Цезий-137, также известный как радиоцезий, не существует в природе, поэтому с его помощью можно проверять старые вина на предмет подделки. Если в ходе тестов в вине обнаруживается цезий-137, значит оно было произведено после 1945 года, когда на Земле впервые была взорвана атомная бомба. 562. Космонавты с МКС превращают свое грязное белье в падающие звезды. Космонавты не могут стирать на МКС свое грязное белье, но как же тогда от него избавиться? Есть один способ. Время от времени Роскосмос отправляет на станцию беспилотные корабли «Прогресс» одноразового использования, то есть не оснащенные механизмом посадки. «Прогрессы» доставляют космонавтам припасы, а затем загружаются мусором и использованным бельем, отстыковываются и берут курс на Землю, где сгорают в атмосфере над Тихим океаном. 563. Манцинелловое дерево – одно из самых ядовитых деревьев на планете. Прикосновение к нему может вызвать химические ожоги, его плоды очень токсичны, а кора при сгорании может вызвать слепоту. 564. Одни и те же названия в кулинарии и в ботанике могут подразумевать разные вещи. Наука дает четкое определение слова «ягода». Это плод, имеющий 3 слоя. Защитный наружный слой, мясистую середину и внутреннюю часть, содержащую 2 или больше семян.
Согласно этому определению, черника и клюква, ягоды, а малина, ежевика, клубника и вишня – нет. Также ягодами являются бананы, киви, перец, помидоры и даже баклажаны. 565. В Исландии запрещено называть детей новыми, ранее не использовавшимися именами. Новое имя предварительно должно быть одобрено Исландским комитетом по присвоению имен. Также не разрешается давать детям имена, которые могли бы их смущать. 566. На кубке Стэнли тонна ошибок. На кубке традиционно гравируют имена игроков команд-чемпионов Национальной хоккейной лиги. Гравёры не слишком грамотны, например, имя вратаря Жака Планта наносили на кубок 5 раз за 5 побед в чемпионате, и все 5 с разными ошибками. 567. Есть такой вид спорта – экстремальное глажение. Да-да, речь идет о глажении одежды. Придуманный в 1997 году. Этот спорт объединяет любителей глажения со всего мира и предполагает состязания в глажении рубашек в таких труднодоступных местах, как на верхушке дерева или вися под скалой. 568. Шея Шермера – состояние, когда велосипедист после долгой гонки не может держать голову самостоятельно. Первым, с кем такое случилось, был Майкл Шермер, принявший участие в веломарафоне в 1982 году. Во время гонки Майкл чувствовал себя нормально, но в следующем году его шея внезапно перестала удерживать голову. С тех пор было немало таких случаев. В наше время веломарафонцы используют разные конструкции из подручных материалов, чтобы поддерживать шею во время езды. 569. Цвет теннисных мячей официально называется желтым. Хотя более половины людей, по данным опроса, считают, что это зеленый цвет. 570. Когда древнеримский император Нерон давал музыкальные концерты, зрителям запрещалось выходить с них. Запрет был настолько строг, что беременным женщинам приходилось рожать прямо во время представления. Впрочем, по свидетельству историка Светония, некоторые люди приходили в такое отчаяние от многочасового прослушивания Нерона, что притворялись умершими, чтобы их тела вытащили с концерта. 571. У птиц 2 гортани. Особенно сложно устроена нижняя. Именно благодаря ей птицы могут петь и выводить такие глубокие многоголосые звуки. У маленьких певчих птиц гортань и вовсе может занимать почти половину тела. 572. Существует рыба с, так сказать, накрашенными губами. Нетопырь Дарвина всегда элегантен, окрас этой рыбы создает иллюзию ярко накрашенного рта. Рыба при помаде – незабываемое зрелище. 573. Писающего мальчика постоянно переодевают. Всемирно известный писающий мальчик из Брюсселя вовсе не стоит все время голым, как вы могли предполагать. С 1954 года его постоянно переодевают в разнообразные удивительные костюмы. Церемония переодевания сопровождается игрой оркестра, а вся сшитая для мальчика одежда хранится в музее. 574. Пиндос – это древняя порода лошадей, также известна как фессальская или тессальская порода. Название породы происходит от горного массива Пинд, расположенного по соседству с Тессалией и Эпиром, первыми областями, в которых разводили пиндосов. 575. В мире насчитывается около 20 вариантов Моны Лизы. Всемирно известная картина существует в 2 десятках вариантов, часть из которых написана самим мастером, а часть его учениками в попытке повторить ту самую улыбку Джоконды. Кстати, у нас есть отдельное видео «40 тайн Моны Лизы», которые все еще не разгаданы учеными, ссылку на которое вы можете найти в описании. 576. Американский энтомолог Дерек Морли описал много необычного в поведении у муравьев. Например, он отметил, что когда муравей просыпается, он вытягивает все 6 своих ног, как бы потягиваясь,
а затем раскрывает челюсти, как будто зевая. 577. Когда Джордж Оруэлл работал диктором на радио BBC, ему приходилось принимать участие в затяжных скучных планерках, которые проходили в кабинете 101. Позже он дал этот номер комнате пыток в романе 1984. 578. В легендарном кинофильме «Назад в будущее» вместо того самого Делориана запросто мог оказаться холодильник. Изначальный сценарий подразумевал использование холодильного агрегата для путешествий во времени. Однако съемочной группе идея показалась несколько опасной, так как доверчивый юный зритель мог принять все за чистую монету. Стивен Спилберг и Роберт Земекис попросту побоялись, что дети будут пытаться отправиться в будущее или прошлое с помощью холодильника. Звучит забавно, но последствия могли оказаться самыми неприятными, от простуды до физических увечий. 579. В 1888 году газеты сообщили о смерти изобретателя динамита Альфреда Нобеля. Удивленный ученый, который на самом деле был жив, держал в руках газету с собственным некрологом под заголовком «Торговец смертью мертв». Оказалось, умер его брат, Людвиг Нобель, а журналисты просто ошиблись. Считается, что именно этот случай подтолкнул Альфреда Нобеля составить завещание, согласно которому его накопления после его кончины поступили в фонд специальной премии за достижения в физике, химии, медицине, литературе и за деятельность по укреплению мира, впоследствии названной его именем. 580. Пассажи как новый тип архитектуры появились в Европе в первой половине XIX века. Они представляли собой узкие улочки, покрытые стеклянной крышей. Оборудованная таким образом, улица превращалась в галерею, по обеим сторонам которой располагались кафе, рестораны и магазинчики. В 1820-30-х годах в Париже в пассаже превратилось 140 улочек. Фактически полгорода можно было обойти, не выходя на улицу. Внутри пассажей было тепло и светло, они защищали от непогоды и предлагали множество развлечений и бытовых услуг. Здесь были парикмахерские, оперные залы, книжные магазины, выставочные павильоны, магазины гравюр и эстампов и тому подобное. 581. К исчезнувшим породам собак нельзя применить термин «вымерший», так как все собаки относятся к одному виду. Это как капуста, белокочанная, краснокочанная, брюссельская, брокколи, кальраби и так далее, все один вид. Если мы перестанем культивировать и употреблять один из сортов капусты, вид капуста не вымрет, а генетический код конкретно этого сорта останется в ДНК других сортов. Вымершими мы называем те породы собак, о которых у нас нет точных сведений, что их чистопородные представители еще встречаются. Однако сама порода, вероятнее всего, продолжает существовать в собачьем мире, в смешанном с другими породами виде. 582. Когда Пикассо умер в возрасте 91 года, количество его работ превышало 45 тысяч совокупной стоимостью в миллиарды долларов. Так как художник не оставил завещания, 7 его наследников делили доставшееся им имущество 6 лет. 583. На Мадагаскаре растет уникальная пальма. Продолжительность ее жизни составляет от 30 до 50 лет. Когда приходит срок, дерево покрывается сотнями бутонов цветов, которые тратят столько питательных веществ из ствола и листьев, что дерево постепенно засыхает. 584. Альбатросы – самые большие летающие птицы на Земле. Всего существует 23 вида этих птиц. Размах крыльев самого известного из них, странствующего альбатроса, превышает 3 метра. Он способен проводить в воздухе целые месяцы, совершая длительные перелеты. 585. В практике средневекового персидского врача Авиценны был такой случай. К нему привели истощенного человека, считавшего себя коровой, предназначенной к забою.
Человек отказывался есть, несмотря на то, что погибал от голода. Врач пошел на хитрость, он притворился мясником и уговорил пациента есть больше, поскольку тот слишком тощая корова, которую нет смысла убивать на мясо. Пациент послушался его и стал нормально питаться. Это восстановило его здоровье, и бред прошел сам собой. 586. На языке маори Франция называется «виви» от французского «уи-уи», то есть «да-да». 587. Бородовая копейка – жетон, выдававшийся за уплату налога на ношение бороды. Налог был введен Петром I в 1698 году для борьбы с устаревшей, по его мнению, традицией бояр носить большие окладистые бороды. 588. Всемирно известная группа 1990-х годов Ace of Base изначально не понравилась продюсеру Деннису Попу. У исполнителей было бы мало шансов пробиться на большую сцену, если бы кассета с их демозаписью не застряла у Попа в автомобильной магнитоле. Вынужденный слушать только ее продюсер, по его словам, постепенно начал осознавать, что у ребят все-таки есть потенциал. 589. Существует дерево, прозванное динамитным. Его плоды похожи на маленькие тыковки, но когда они созревают, то взрываются с громким хлопком, расшвыривая по округе семена со скоростью около 240 км в час. 590. Некоторые автомобили марки Ford, предназначенные для сбыта в США, производитель снабжает кодовым цифровым замком помимо обычного. Эта опция очень удобна в случае, если, например, вам нужно передать машину другому водителю, ключ остается в салоне. Автомобиль запирается на кодовый замок. К сожалению, для других рынков такая опция недоступна. 591. В 1955-1959 годах легендарный автомобиль Volkswagen Beetle выпускался со встроенной в торпедо кофеваркой фирмы Hertele. 592. Проанализировав видео с концертов групп, играющих тяжелую музыку, исследователи из Корнельского университета обнаружили, что люди в мошпитах ведут себя строго упорядоченно, формируя вихри, очень похожие на вихри, создаваемые двумерными газами в равновесии. 593. Граница между Бельгией и Нидерландами настолько сложна, что порой проходит прямо через здание, доставляя массу неудобств. Например, работники банка, построенного на границе, вынуждены переносить документы из одной половины здания в другую всякий раз, когда банк посещают налоговые инспекторы одной из стран. 594. Когда в 1939 году открылся аэропорт Лагуардия, жители Нью-Йорка были так очарованы воздушными путешествиями, что платили по 10 центов только за то, чтобы посмотреть, как взлетают и приземляются самолеты. 595. Большинство американских флагов в парках Дисней поддельные. На них меньше звезд и полос, чем положено. Это сделано для того, чтобы Дисней не нужно было опускать и поднимать флаги в ситуациях, когда этого требует Кодекс флага США. 596. Омары не стареют, они не теряют силу, не перестают размножаться, их метаболизм не снижается. Из-за линьки возраст омара определить очень сложно. Омары продолжают расти с каждой линькой, пока не погибнут. 597. Внутри автоцистерн есть перегородки с отверстиями для предотвращения раскачивания во время движения и при торможении. Это позволяет существенно сократить тормозной путь на скоростных шоссе. 598. Компания Fujifilm производит фотокамеры и косметику. В свое время генеральный директор компании предположил, что появление на рынке цифровых камер снизит спрос на фотопленку, и оказался прав. Теперь химические составы, разработанные Fujifilm для предотвращения выцветания фотографий, используются для предотвращения обвисания и потускнения кожи.
599. Со временем алмаз разлагается до графита. Однако этот процесс, учитывая температуру Земли, занимает миллионы лет, так что можно сказать, что известная фраза «бриллианты вечны» почти отражает реальность в масштабе времени человеческой жизни. 600. Византийская империя никогда не называла себя таковой. Ее население считало ее Римской империей, а себя – римлянами. Византийскую империю назвали историки для собственного удобства, чтобы отличать ее от Западной Римской империи. 601. Белки всегда подбирают даже чужих детенышей, если они по какой-то причине оказываются брошенными. 602. Испанский король Альфонсо XIII был самым молодым королем в истории. Он стал им в день своего появления на свет. 603. Хирургия в переводе с древнегреческого означает рукоделие. 604. Россия была первой страной, официально признавшей киберспорт настоящим видом спорта. Это произошло еще в 2001 году. 605. Наказание за предательство питомца в виде года тюрьмы или штрафа в 10 тысяч евро грозит людям в Италии за выброшенное животное. 606. Иногда на Марсе идет снег, но снежинки состоят из углекислого газа, а не из воды, и не падают, а создают эффект тумана. 607. Самые яркие объекты в видимой Вселенной – квазары, которые могут быть в 400 триллионов раз ярче Солнца. 608. Слово «пещера» происходит из прославянского языка и буквально означает «подобное печи». 609. В Японии есть специальные школы, где учат улыбаться и проявлять эмоции. 610. Александр Сергеевич Пушкин вызывал на дуэль более 150 раз, но участвовал только в 21 из них. 611. Бабочки изначально назывались трепещущими мухами. 612. Первое литературное произведение, напечатанное на пишущей машинке «Приключения Тома Сойера». 613. Новорожденные слоны для комфорта сосут свои хоботы. 614. 25 танков были выброшены в море в Сиамском заливе, чтобы помочь формированию искусственных рифов и обеспечению домиков для рыб. 615. Самое большое из всех 88 созвездий – это Гидра. Его площадь – 1303 квадратных градуса, что соответствует 3,16% ночного неба. 616. Масштабное исследование Яндекса. Большинство россиян едят окрошку с квасом, а не с кефиром. 617. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. 618. Кеа – это хищные попугаи, которые охотятся на овец. 619. Учителей в Южной Корее способны увольнять только президенты. 620. Шампанское изобрели англичане, а вовсе не французы, как принято думать. Вкус к шипучке выработался у англичан еще в XVI веке, когда они импортировали из провинции Шампань зеленое плоское вино и добавляли в него сахар и патоку, чтобы вино забродило. Метод, который сейчас принято называть шампанизация, впервые был описан в Англии в 1662 году. Французы довели до совершенства современную сухую технику или брют лишь в 1876 году, и то для экспорта в Англию. 621. Художнику Саймону Бергеру платят за то, что он разбивает витрины. Правда, делает он это кропотливо и с задумкой, создавая из битого стекла различные образы, чаще всего людей. 622. Самый высокий теннисный корт расположен на высоте 321 метр над уровнем океана в Дубае.
623. Самое глубокое море – Филиппинское. Его максимальная глубина составляет 10 265 метров. 624. Чистый изумруд может стоить дороже алмаза. 625. Бабочки чувствуют вкус ногами. 626. На Кипре Деда Мороза зовут Василий. Его также именуют Агиос Василис, то есть Святой Василий. День этого святого отмечается греческой церковью 1 января. 627. Граница между Канадой и США – самая длинная международная граница в мире. Ее протяженность составляет 8891 километр. Из них 6416 километров проходят между Канадой и континентальными штатами, а 2475 километров разделяют Аляску и остальную часть Канады. 628. Японский Йоншикудама – один из самых крупных фейерверков в мире. Одна такая хлопушка создает в небе взрыв почти километровой длины. 629. Первый метрополитен Лондона назывался канализационным трамваем. 630. Первый мотоцикл был изобретен более 130 лет назад немецким инженером Готлибом Даймлером. Он обладал деревянной рамой и бензиновым двигателем. 631. Самая дорогая в мире порода древесины – красное дерево магохони. Из нее делают дорогую элитную мебель и не менее дорогие музыкальные инструменты. 632. Нет такого фрукта, как киви, так называется компания, которая первая начала его продавать. Настоящее его название – китайская актинидия. 633. На фото грузовик изо льда, на котором действительно можно прокатиться. На его сооружение у канадских трудящихся ушло 5000 килограммов льда, под которыми прячется настоящий мотор. 634. Лихтенштейн – крупнейший поставщик вставных зубов в мире. Одна местная фирма поставляет на экспорт до четверти общего совокупного мирового производства зубных протезов и другой стоматологической продукции, включая инструменты и лечебные зубные пасты. 635. Сочи – самый северный город мира, где выращивают чай. 636. 50 часов длилась самая долгая лекция в мире. 637. Существует арбузный снег, явление, встречающееся высоко в горах. 638. Раз в год австралийские берега начинают светиться потрясающим синим неоновым светом. Все благодаря биолюминесцентным водорослям, живущим в здешней воде. 639. В США бабье лето называют индейским. 640. В Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. 641. В Финляндии вязание входит в школьную программу. 642. Приходить на работу в Японии вовремя считается дурным тоном. Идеальный тайминг – 15-30 минут до начала рабочего дня. За это время можно успеть поздороваться с коллегами, обсудить новости и подготовиться к трудовой деятельности. 643. Бассенджи – это единственная в мире порода собак, которые не умеют лаять. 644. Первое сообщение, отправленное по интернету, это лоу. Программист хотел отправить слово «логин», но дошло только 2 буквы. 645. Во внутреннем ухе около 25 тысяч клеток, реагирующих на звук. Диапазон частот, воспринимаемых слухом, лежит между 16 и 20 тысячами Гц. К 35 годам верхняя граница слуха падает до 15 тысяч Гц. 646. Бывший президент США Калвин Кулидж имел необычное увлечение. Он нажимал кнопку вызова охраны, а затем прятался под столом.
Это приводило охранников в замешательство, так как они начинали лихорадочно искать своего подопечного. 647. В Венеции всегда ровно 425 гондольеров, не больше и не меньше. Это предусмотрено постановлением Ассоциации гондольеров. 648. 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге состоялся первый, официально зафиксированный футбольный матч в России. В тот день на плацу первого кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов и кружка любителей спорта. Футболисты спорта проиграли василеостровцам со счетом 6-0. 649. Мертвое море не совсем мертвое. Микробы-галофилы обитают в его соленой воде. 650. Французский язык был официальным языком Англии более 600 лет. 651. Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого снега. 652. Звук извержения вулкана Кракатау в 1883 году считают самым громким звуком в истории человечества. Его было слышно за 4800 километров от места извержения. 653. Раньше показателем большого достатка являлись подушки. Ими пользовались только состоятельные люди, и чем больше подушек было у одного человека, тем большим являлся его достаток. 654. Слово «аквариум» в переводе с латыни означает «водопой». 655. Слово «чили» в названии перца происходит из ацтекских языков и означает «красный». 656. В Японии есть ресторан ошибочных заказов, в котором официантами работают люди с деменцией, поэтому нельзя быть уверенным в том, что вам подадут именно то, что вы заказали. 657. Плоды кешью называются яблоками, а то, что мы употребляем в пищу, это семена яблок кешью. 658. Чтобы шторм достиг статуса урагана, он должен иметь скорость ветра не менее 120 км в час. 659. Самое распространенное название улицы в США – вторая, Second Street, на втором месте, третья, а на третьем – первая. 660. Французский физик Пьер Бугер открыл закон, описывающий затухание света при прохождении через жидкость во время отпуска, рассматривая красное вино в своем бокале. 661. Вулкан Кава-Хиджен в Индонезии извергает голубое пламя. 662. Хакуна матата – фраза на суахили, означающая «нет проблем» или «нет забот», популярная в 1994 году в песне The Lion King. 663. Паутина, длина которой будет совпадать с длиной экватора, будет весить всего 340 грамм. 664. Верховный суд Индии обязал поставить габаритные огни на свалку Нью-Дели, чтобы в нее не врезались самолеты. Гора мусора уже достигла высоты в 65 метров и растет на 10 метров в год. 665. Шафран – самая дорогая пряность в мире. Его делают из высушенных рыльцев крокуса. Для производства 30 грамм специй требуется около 75 тысяч цветков, урожай которых собирают преимущественно вручную. 666. В Алабаме, США, запрещено носить усы, которые могут вызвать смех в церкви. 667. Кока-кола на Мальдивах делается из фильтрованной морской воды. 668. На фото не город, а громадный погост площадью 600 гектар. Крупнейшее в мире кладбище называется Вади-ас-Салам, расположено в шиитском городе Ан-Наджаф, Ирак, и насчитывает более 5 миллионов могил. 669.
Скорость схода лавины может превышать 300 км в час. 670. Самым дорогим фотоснимком считается «Фантом», автором которого стал австралийский мастер Питер Лик. Эту фотографию продали на аукционе за $6,5 миллионов. 671. Слепые люди не могут заболеть шизофренией, эти две болезни взаимоисключают друг друга. А вот глухота, наоборот, увеличивает вероятность возникновения патологических галлюцинаций. 672. Столица Таиланда Бангкок печально известна своими автомобильными пробками, так как развитие транспортной сети не успевает за возрастающим количеством техники на дорогах. Не имея возможности решить проблему в целом, полиция Бангкока помогает справиться с одним из ее аспектов. С 1993 года существует специально подготовленная группа офицеров, умеющих как принимать роды, так и быстро пробираться сквозь пробки на мотоциклах. 673. Еноты любят жить в норах, но сами не умеют их рыть, поэтому захватывают жилища барсуков, либо селятся в расщелинах скал и дуплах деревьев. 674. В Англии владельцев толстых животных могут оштрафовать за неправильное питание. 675. Некоторые дороги в Австралии такие длинные и скучные, что на них есть специальные знаки, чтобы водители были бдительны. 676. Кактусы могут цвести только ночью, чтобы избежать потери влаги через испарение. 677. Копыта лошади имеют кровеносные сосуды. Когда она скачет, удары копыт о землю помогают крови подниматься к сердцу. 678. Кокосы ошибочно называют орехами. На самом деле это косточковый плод, такой же, как слива, персик и абрикос. 679. Женщина из Великобритании вышла замуж за свое одеяло. Шерстяное полотно и счастливая невеста закатили свадьбу на 120 человек. 680. Лучшая музыка для концентрации – это саундтреки к видеоиграм. Все потому, что их цель – помочь игроку сосредоточиться на текущем задании. Такая музыка создает атмосферу, но не перетягивает на себя внимание и не отвлекает. Попробуйте включить ее, когда вам в следующий раз нужно будет углубленно поработать. 681. В Австралии больше овец, чем людей. Австралия известна своим овцеводством, и их количество превышает популяцию населения в стране более чем в 3 раза. 682. Первый паровой двигатель был создан не в конце 17 века, как принято считать, а в первом веке до нашей эры древнегреческим изобретателем Героном Александрийским. 683. Самки голубей не могут откладывать яйца в одиночестве. Им обязательно для этого нужно видеть голубя. В неволе их можно обмануть с помощью зеркала. 684. Президент Филиппин Фидель Рамос, чтобы приучить сограждан к обязательности, провозгласил неделю пунктуальности. На церемонию ее открытия Рамос опоздал на целый час, объяснив это тем, что ночью смотрел турнир США по гольфу и в итоге проспал. 685. Русский роман «С дорогой длинною» с английским текстом был выбран Полом Маккартни для дебютного сингла певицы Мэри Хопкин. Песня 6 недель держалась на первом месте в британских хит-парадах, в США заняла 2-е. 686. Самый богатый человек Англии Уильям Дженнинс скончался в 1798 году, не оставив завещания. Судебные тяжбы наследников длились более 100 лет, в итоге все деньги ушли на оплату адвокатов. 687. Человек – единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии. 688.
Звук, который вы слышите, когда хрустите пальцами, звук схлопывающихся пузырьков газа, которые формируются, когда объем сустава резко увеличивается. 689. Король Англии Иоанн Безземельный умудрился утопить обоз с королевскими драгоценностями в 1216 году. Король обожал золото и везде таскал за собой свои побрякушки. Как-то раз, решив немного сократить путь в Норфолк, Иоанн со своими людьми поехал через болото. 690. В состав человеческого организма входит всего 4 минерала – апатит, арагонит, кальцит и кристоболит. 691. Раковая клетка Хела, взятая у женщины по имени Хенриетта Лакс в 1951 году, стала первой бессмертной клеткой, которую удалось вырастить в лабораторных условиях. Эти клетки продолжают использоваться для научных исследований до сих пор. 692. В языке древних греков не существовало слова, которое обозначало религию, так как религиозные практики и верования были неотделимой частью их культуры. 693. Лимон содержит больше сахара, чем клубника, хотя кислотность лимона может создавать впечатление обратного. 694. К 400 году до нашей эры персидские инженеры изобрели холодильник посреди пустыни. Лед в больших количествах завозился в зимние месяцы с близлежащих гор и хранился в Яхчале. Это конические постройки, сделанные из специальной изолирующей смеси глины, козьей шерсти, яичного белка, которые препятствуют проникновению дневного тепла. 695. Плюшевый мишка Тедди назван в честь президента США Теодора Рузвельта после того, как тот отказался стрелять в пойманного черного медведя на охоте. 696. Самая дорогая в мире книга «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи. Она стоит $30,8 миллиона. 697. Первая выставка картин Сальвадора Дали состоялась в муниципальном театре Фигераса, когда ему было 14 лет. 698. Большая звезда на китайском флаге символизирует Коммунистическую партию Китая. 4 маленькие звезды, в свою очередь, обозначают 4 основных социальных класса китайского общества: рабочий класс, крестьянство, городскую мелкую буржуазию и национальную буржуазию. 699. У пятикратного победителя Тур-де-Франс Мигеля Индурайна частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляла всего 28 ударов в минуту. Обычно, в среднем частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет около 60 ударов в минуту. 700. Сетчатка внутри глаза охватывает около 650 квадратных миллиметров и содержит 137 миллионов светочувствительных клеток, 130 миллионов палочек для черно-белого видения и 7 миллионов колбочек для цветового зрения. 701. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Первую он получил за работу по выделению графена, а вторую – за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. 702. Знаменитый узор на обложке альбома группы Joy Division Unknown Pleasures – это профиль импульса первого когда-либо обнаруженного пульсара, вращающейся нейтронной звезды. Его неофициальное название было LGM-1, сокращение от «маленькие зеленые человечки» Little Green Men. 703. Ханса Руди Гигера, знаменитого художника XX века, создавшего «Чужого» из одноименного фильма, однажды остановили на нидерландской таможне из-за его странных, тревожных рисунков. Таможенники посчитали, что это не рисунки, а фотографии. Позже Гигер так отзывался об этом случае: в каком месте Земли я, по их мнению, мог сделать такие фотографии?
Может, в аду? 704. Анский кондор – самая тяжелая летающая птица в мире, его средний вес составляет 15 килограммов. Способен пролететь до 150 километров, ни разу не взмахнув крыльями, просто удерживаясь на восходящих потоках воздуха. 705. Альберт Эйнштейн однажды дал курьеру-японцу записку вместо чаевых, так как в Японии не принято давать и брать чаевые. В записке было написано: «Тихая скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством». В 2017 году эта записка была продана за $1,5 миллиона. 706. Метеоролог Клемент Линдли Враге, придумавший давать имена ураганам, называл их в том числе и в честь политиков, которых презирал. По его словам, ураганы, как и чиновники, либо причиняют большие страдания, либо бесцельно бродят над океаном. 707. В 1949 году, после публикации романа «1984», Джордж Оруэлл получил письмо от своего бывшего школьного учителя французского языка. Тот похвалил книгу, назвав ее очень важной, благодарил, а также сравнивал роман со своей работой под названием «О, дивный новый мир». Да-да, школьным учителем Оруэлла по французскому языку был никто иной, как Олдос Хаксли. 708. Однажды на Рождество Харперли получила неожиданный подарок от друзей, сумму денег, равную ее годовой зарплате в офисе, что позволило ей взять длительный отпуск и заняться писательской деятельностью, о которой она мечтала. За этот год Ли создала свой всемирно известный роман «Убить пересмешника». 709. Мэрилин Монро никогда не позировала для журнала Playboy, однако в 1953 году именно ее фотографии в определенном виде помогли успешно выпустить первый номер этого журнала. Оказалось, что Хью Хефнер приобрел фото у компании из Чикаго, выпускающей календари, всего за $500. Сама Монро не получила за использование этих изображений ничего. 710. Статуя свободы изображена не стоящей, а делающей шаг вперед, как бы вырвавшись из оков. У ее ног лежат разорванные цепи. 711. Как известно, деньги существовали в течение тысяч лет. Однако это не значит, что они всегда выполняли ту же функцию, которую выполняют сегодня. В начале XIII века деньги в Англии использовали немногие. Подавляющее большинство людей просто обменивались полезными товарами. Феодалы повелевали своими крестьянами и позволяли им держать маленькие земельные наделы, чтобы они могли прокормиться. Единственными людьми, регулярно зарабатывающими серебряные пенни, были жители городов с рынками. Таких городов было не слишком много, тем не менее. На протяжении XIII века в Англии возникло 1400 крупных рынков. В результате Англия, а потом и Европа, начали постепенно сдвигаться в сторону меркантильной экономики, так как нельзя эффективно управлять страной, в которой работает только бартерная система. К 1300 году несколько стран начали чеканить золотые монеты крупного номинала, а в банковских компаниях Италии стали предоставляться первые кредиты. 712. Гарри Гудини хотел помешать конкурентам скопировать свой знаменитый трюк с китайской пыткой водой, но не хотел патентовать его. Для выдачи патента пришлось бы объяснить, как работает фокус. Тогда Гудини представил трюк как одноактную пьесу для исполнения одним актером, а затем подал заявление на регистрацию авторского права на эту пьесу. 713. Когда я достиг интеллектуальной зрелости и начал задаваться вопросом, кто же я, атеист, теист или пантеист, материалист или идеалист, христианин или свободно мыслящий человек, я пришел к выводу, что мне не подходит ни одно из этих наименований, кроме последнего. Так в 1869 году был придуман
а позже введен в общее употребление термин агностицизм, автором которого является зоолог профессор Томас Генри Гексли. 714. Мозг человека запрограммирован на поиск закономерностей и связей в случайных событиях. Это эволюционное преимущество, которое помогло нашему виду в выживании. Однако эта же способность делает нас уязвимыми для новой угрозы. Теории заговора. 715. Изначально гейшами были мужчины. Они служили своеобразными шутами, развлекавшими феодалов до 17 века. Их называли гейшами, людьми искусства, хоконами, шутами и тайкомоти, носителями барабана. Первое появление в культуре гейш женского пола относится к 1750 годам, их назвали гайко, девушки искусства. 716. В фильме «Звездные войны», эпизод 1, скрытая угроза Квай-Гон Джинн, персонаж Лиама Нисона, использует камлинг, что-то типа рации. Это устройство не специально созданный для фильма реквизит, а женская бритва Gillette Sensor XL, которой приделали несколько металлических деталей. 717. Индейец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто не называет его по имени. 718. В Индии в XVI веке во время военных сражений лошадям приделывали искусственные хоботы и уши, как у слонов. Боевые слоны противника, сталкиваясь с такими лошадьми, принимали их за слонят и отказывались атаковать. 719. Полип гидры обладает высокой способностью к регенерации. Если разрезать гидру на две части, обе регенерируют во взрослую гидру. А вот дождевые черви, вопреки распространенному мифу, регенерируют только из той части, где есть голова. 720. Из всех планет нашей системы спутников нет только у двух – Венеры и Меркурия. Ранее предполагалось, что Меркурий – это бывший спутник Венеры, но расчеты это не подтверждают. 721. В 1827 году правитель Алжира Хусейн Dey ударил французского посла мухобойкой по лицу во время жаркого спора о неоплаченных долгах. Это стало поводом для вторжения французов в Алжир в 1830 году, что привело к более чем столетней оккупации Алжира Францией. 722. В 1981 году в США кино выпускали на виниловых пластинках. Носители под названием Capacitance Electronic Disc представляли собой 12-дюймовые диски, информацию с которых видеопроигрыватели считывали при помощи иглы. Спустя 3 года изобретение было снято с производства из-за резкого падения продаж. 723. В Германии существуют так называемые арт-библиотеки. В специальных помещениях хранятся картины и скульптуры местных художников, откуда их можно арендовать за минимальную плату и разместить у себя дома. В качестве страховки придется заплатить несколько евро. Срок аренды составляет 3 месяца, после чего предмет искусства следует вернуть. 724. Если тело взрослой губки продавить через сетчатую ткань, отделив таким образом клетки друг от друга, а потом опустить клетки в воду и тщательно перемешать, чтобы разрушить все связи между ними, то через некоторое время клетки начнут сближаться и воссоединяться, образовав целую губку, такую же, как раньше. 725. Если гусь заболевает или получает ранение во время полета и выпадает из строя, 2 других гуся следуют за ним, чтобы защитить и помочь. Они остаются с раненым гусем до тех пор, пока он не сможет продолжить полет или не умрет. 726. Элизабет Тейлор заранее составила инструкции о проведении своих похорон и передала их своему агенту. Похороны Тейлор начались с 15-минутным опозданием, при этом было объявлено, что актриса пожелала опоздать даже на собственные похороны. 727.
Исследование, проведенное на 20 миллионах семейных пар Англии и Уэльса, не нашло никаких доказательств связи между успешностью брака и совместимостью мужа и жены по гороскопу. Эта совместимость, имеющая аж 3 градации, этот знак вам совсем не подходит. Возможно, подходит и идеально подходит, никак не коррелирует с тем, как в действительности живут семьи, сколько длится брак и насколько счастливыми в нем чувствуют себя партнеры. 728. Ги де Мопассан, Шарль Гуно, Александр Дюма, Леконт де Лиль, Шарль Гарнье и еще 300 деятелей культуры выступали с протестом против установки Эйфелевой башни, считая, что она изуродует Париж. 729. Эскимосы Гренландии используют в качестве географических карт деревянные скульптуры. Даже в полной темноте они на ощупь могут определить, в какой бухте находятся. На картах отмечены горы, бухты и места, куда можно пристать на лодке. 730. Цветок, из которого делают самую дорогую пряность, шафран, не встречается в природе. Все шафрановые крокусы являются идентичными стерильными клонами и размножаются вручную путем деления клубнелуковиц. 731. Схема нумерации домов, при которой дома с одной стороны пронумерованы четными числами, а с другой нечетными, называется европейской. Придумал ее писатель Пьер Шадерло де Лакло, автор всемирно известного романа «Опасные связи». 732. Персидский царь Ага Мухаммад хан приказал казнить 2 слуг за то, что те вели себя слишком громко. Но поскольку в этот день был религиозный праздник, казнь отложили на следующий день, а слугам велели вернуться к своим обязанностям. До следующего дня царь не дожил, приговоренные убили его во сне. 733. В 1961 году Джон Рональд Руэлл Толкин был представлен на Нобелевскую премию по литературе, но не получил ее из-за плохого стиля повествования. 734. Queen – единственная группа в мире, где каждый участник написал как минимум по 3 хита для группы. Имена всех участников Queen находятся в зале славы авторов песен. 735. Деймос, спутник Марса, с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радиус своей орбиты, а Фобос, наоборот, уменьшает. В будущем Деймос улетит в космос, а Фобос упадет на Марс, спровоцировав катаклизм огромных масштабов. 736. В Канаде почтовым индексом Северного полюса является сочетание «хо-хо-хо» – смех Санта-Клауса. Код был введен из-за того, что дети отправляли множество писем Санте, но те застревали на почте из-за отсутствия индекса. 737. Несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу, чем Венера, температура на его поверхности колеблется от минус 190 ночью до плюс 430 градусов Цельсия днем. Температура же поверхности Венеры превышает 450 градусов Цельсия в любое время суток, хотя она находится вдвое дальше от Солнца. Это явление объясняется парниковым эффектом. 738. Джордж Лукас рассматривал Тупака Шакура на роль одного из джедаев в фильме «Звездные войны». Эпизод 1. Скрытая угроза. Тупак ответил согласием на предложение режиссера, он очень хотел сыграть эту роль. Съемки должны были начаться в 1997 году, но 13 сентября 1996 года Тупака застрелили. 739. Убийство My Way, так журналисты прозвали странное социальное явление на Филиппинах. Оно заключается в регулярной гибели людей в караоке-барах из-за споров о том, кто будет исполнять песню Фрэнка Синатры «My Way», написанную в 1960-х годах. В период с 2002 по 2012 год по этой причине было убито множество людей, в среднем по 6 человек в год.
Самое скандальное из убийств My Way было совершено в 2007 году охранником одного из караоке-баров, который застрелил посетителя за то, что тот пел My Way в неверной тональности, и, несмотря на предупреждение от охранника, не перестал петь. После инцидента песню изъяли из музыкальных автоматов, но это привело к новым дракам и убийствам, поэтому ее пришлось вернуть. 740. Щитни вида Триопс конкриформис – небольшие пресноводные ракообразные, самые древние существа из известных нам, живущие на Земле. Эти щитни появились в триасовый период, примерно тогда же, когда и динозавры, около 250 миллионов лет назад. В наше время они встречаются на всех континентах Земли, кроме самых холодных регионов. 741. 7 декабря в Гватемале отмечают Ла Куама дель Дьябло, что переводится как «сожжение дьявола». В этот день принято проводить расхламление дома и сжигать накопившиеся за год ненужные и неупотребляемые вещи. 742. Бинокулярное зрение, благодаря которому мы можем видеть мир и предметы в нем объемными, не является врожденным качеством. Оно развивается в раннем детстве в результате зрительного опыта. Если в этот важнейший период один глаз ребенка будет закрыт, например, из-за болезни, бинокулярное зрение не сформируется, и всю оставшуюся жизнь человек будет видеть мир плоским, двумерным. 743. Воины древнего Китая носили доспехи из бумаги. Армия империи Южного Тан была облачена в бумагу, которая, по свидетельствам современников, могла выдерживать удары стрел и создавала эффектный и грозный вид воинов в белых доспехах. Некоторые племена продолжали носить защитную бумагу из коры до конца XIX века. 744. Люди могут посидеть при сильном стрессе из-за того, что стресс возбуждает симпатическую нервную систему, высвобождая нейромедиатор норадреналин, который повреждает производящие пигмент клетки в волосяных фолликулах. 745. Француз Шарль Бланден, прозванный «Великим блондином» за светлые волосы и созвучную фамилию, вошел в историю как один из величайших канатоходцев мира. Он первым прошел по канату, натянутому через Ниагарское ущелье, и позже проделал это много раз, усложнив трюк. Он пересекал ущелье на руках, на велосипеде, с завязанными глазами и даже с приятелем на спине. А однажды Блонден организовал чаепитие на канате, балансируя на стуле, стоящем на одной ножке, с чашечкой в руках. 746. У лошадей мимика более развита, чем у человекообразных обезьян. Они способны делать 17 мимических движений, что на 3 больше, чем у шимпанзе, и всего на 10 меньше, чем у людей. 747. Считается, что феска, традиционный мужской головной убор в восточных странах, возник как основа для наматывания тюрбана. Молиться с тюрбаном на голове мусульманам было неудобно, поэтому его снимали, а феска оставалась. Со временем громоздкие тюрбаны вышли из моды, и мужчины стали носить одни фески. 748. Гололед и гололедица – это разные понятия. Гололедица – это ледяная корка на дорогах, а гололед – вода, намерзшая на ветвях, проводах и других поверхностях. 749. Во время пожара в соборе Парижской Богоматери, случившегося в 2019 году, пожарные спасали предметы искусства в определенном порядке, следуя специально разработанному на этот случай протоколу. 750. Персонаж Джокера из комиксов, а позже и фильмов о Бэтмене, был вдохновлен Гуинпленом, главным героем романа Гюго 1869 года, человек, который смеется, которому нанесли раны таким образом, что на его лице навсегда застыла улыбка. 751. Жужжание домашних мух очень раздражает, но истинные ценители музыки могут утешить себя тем, что мухи делают это мелодично, в ключе фа, также называемом басовым ключом. 752.
Роман Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану» настолько непонятен, что никакие описания его сюжета не совпадают друг с другом. Некоторые критики даже утверждают, что любая попытка выявить сюжет в этом произведении является пустой тратой времени. 753. Многие знают, что Галилео был арестован римско-католической церковью за доказательство того, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но мало кому известно, что в 1992 году церковь извинилась за этот случай, причем извинения были официальными. 754. Психолог Джордж Стрэттон поставил эксперимент. В течение 8 дней он носил очки с линзами, заставлявшими его видеть все перевернутым вверх ногами. К 3-му дню мозг настолько скорректировал зрение, что Стрэттон стал видеть и чувствовать себя абсолютно нормально. Когда он, наконец, снял очки, то несколько часов видел все вокруг перевернутым, прежде чем зрение опять вернулось к норме. 755. Всемирно известный британский повар Джейми Оливер страдает дислексией, затрудняющей чтение и правописание, причем настолько сильной, что первую книгу он смог прочесть только в 38 лет. Что не помешало ему выпустить в свет более 2 десятков книг рецептов, которые он, так сказать, написал при помощи профессиональных редакторов. 756. Лео Фендер, создатель всемирно известной компании-производителя гитар, был введен в зал славы рок-н-ролла в 1992 году, что является уникальным достижением, учитывая, что он так и не научился играть на инструменте, который помог ему сделать карьеру. 757. Японцы не имели фамилий до 1868 года, кроме самураев и знати, когда правительство потребовало, чтобы все граждане страны обзавелись фамилиями. Большая часть фамилий была выбрана по месту жительства или основному занятию человека, но некоторые просто выдумали себе фамилию. В наше время в Японии насчитывается более 100 тысяч различных фамилий. 758. Древнеегипетский царь Пиопи II рекордно долго пробыл у власти. Согласно сохранившимся свидетельствам, он взошел на престол в возрасте 6 лет и правил 94 года до самой смерти, случившейся с ним за час до столетнего юбилея. 759. Интересная история у слова «ботинки». В XIX веке оно означало преимущественно женскую обувь, а мужской вариант был бот, боты во множественном числе. В единственном числе слово «ботинка» имело женский род, но постепенно, по мере того, как понятие становилось более универсальным, оно преобразилось в мужской род, как сапог. Возможно, то же самое произойдет и с кроссовками, но пока не произошло. 760. Во время африканского сафари в 1954 году Эрнест Хемингуэй пережил 2 авиакатастрофы за 2 дня. Писателя считали погибшим, пока почти сутки спустя не заметили его выходящим из джунглей с бутылкой джина в одной руке и связкой бананов в другой. 761. Слово «сепия» происходит от древнегреческого названия «каракатиц» – «сепия». Чернила каракатиц имеют красивый коричневый тон, высоко ценимый художниками. 762. Когда самка осьминога откладывает яйца, ее мозг перестает функционировать, поскольку ее единственной задачей на всю оставшуюся жизнь становится высиживание кладки. Отключаются все отделы мозга, кроме зрения. 763. Морской шелк, одна из самых редких тканей в мире, производится из выделений моллюсков, при помощи которых они прикрепляются к скалам или дну водоемов. Этот шелк более тонкий, легкий и гладкий, чем обычный. 764. Американская камера K-24 производства Eastman Kodak Company была самой большой ручной фотокамерой, когда-либо применявшейся на практике. 765.
Когда Хэтти МакДэниел стала первой афроамериканкой, получившей Оскара в 1940 году, ей пришлось пробираться на сцену через весь зал, так как женщина занимала столик для чернокожих, поставленный позади столиков для белых людей у самого выхода. 766. Красная панда очаровательна и выглядит безобидной, но если загнать ее в угол, она встанет на задние лапы и устрашающе поднимет передние, чтобы выглядеть крупнее и нагнать на врага страху. 767. Термитов можно применять в качестве источника энергии, так как они могут производить до 2 литров водорода, съев всего 1 лист бумаги. 768. Пит Бест, первый барабанщик The Beatles, замененный на Ринго Старра, после ухода из Beatles, создал собственную группу. Он выпустил альбом под названием Best of the Beatles, что переводится как Best is Beatles. Однако эту же фразу можно перевести и иным образом – «лучшее из Beatles». Многие поклонники Битлов приобрели этот альбом, не вчитываясь в трек-лист, и были весьма разочарованы. 769. Самый большой бассейн в мире построен на курорте в Чили. Искусственный водоем в гостиничном комплексе Сан-Альфонсо-дель-Мар в городе Алгароба на южном побережье Чили имеет площадь 8 гектаров с 250 тысячами кубометров воды, что составляет примерно 6 тысяч обычных бассейнов вместе взятых. 770. В Каталонии собаки лают баб-баб. Китайские говорят ванг-ванг, греческие гав-гав, славянские хов-хов. В Исландии это вов, в Индонезии гонг-гонг, а по-итальянски бау-бау. 771. В 1860 году Ватикан признал вуду разновидностью католичества. 772. Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, превышает размерами Меркурий. Ганимед мог бы считаться планетой, если бы вращался вокруг Солнца, а не вокруг Юпитера. 773. Отверстия в швейцарском сыре называются глазками. Эти отверстия производят углекислый газ, выделяющийся в процессе жизнедеятельности бактерий молочной закваски. Сыр без дырок называют слепым. 774. Когда тело Сальвадора Дали было эксгумировано через 28 лет после смерти художника, культовая форма его усов была абсолютно не повреждена. Усы сохранили классическую позицию на 10 из 10, прокомментировал секретарь фонда Дали Луис Пеньюэлос. 775. В 1998 году астрономы обнаружили короткие и быстрые радиосигналы и назвали их перитонами. Вскоре выяснилось, что перитоны испускала микроволновая печка в столовой обсерватории, дверцу которой повара могли открыть, не останавливая работу прибора, например, чтобы проверить готовность блюда. 776. В 1400-х годах в Европе зародилась мода на ношение пудренных париков. Причиной ее была неожиданной – эпидемия сифилиса. Эту болезнь мореплаватели привезли из свежеоткрытой Америки, где подхватили ее у коренного населения. Симптомы сифилиса включают выпадение волос и неприятный запах от язв на коже. Чтобы скрыть лысину, зажиточные граждане стали носить парики, а чтобы отбить запах, посыпали накладные волосы розовым и лавандовым порошками. 777. В 2004 году 260 судов плавали под флагом Монголии, при том, что у Монголии нет флота, поскольку эта страна не имеет выхода к морю. Корабли, ходящие под монгольским флагом, чаще всего принадлежат пиратам и международным преступникам. 778. Кустарниковая собака – самая необычная представительница семейства псовых. У нее на лапах есть перепонки, а сама она похожа на выдру. 779. В XVIII веке британец Филипп Астлей вычислил, что оптимальный размер цирковой арены – 13 метров в диаметре.
Это позволяет лошади, бегущей по кругу, сохранять постоянный угол наклона. С тех пор диаметр арены не менялся. 780. В Африке живет косматый ядовитый хомяк. Он обдирает кору ядовитого дерева, жует ее и смазывает шерсть слюной, чтобы защититься от хищников. 781. Логика мышления в духе «если я не могу этого сделать, то и вы не сможете» в психологии называется менталитет краба. Потому что если краб пытается сбежать из ведра, другие крабы скидывают его обратно. 782. Майя написали множество книг, но в средние века испанцы сожгли их все, борясь с дьявольской ложью. Уцелели и дошли до наших времен всего 3 книги Майя. 783. Компьютеры не способны генерировать случайность, поэтому при выполнении задачи генерации случайных чисел они опираются на внешние источники информации в качестве отправной точки. Такими источниками могут быть шум вентилятора, положение компьютерной мыши или даже псевдослучайные алгоритмы генерации, содержащие заранее прописанные числа. 784. Обычная садовая клубника не встречается в природе. Она представляет собой гибрид земляники виргинской и земляники чилийской, выведенной в Голландии в XVIII веке. Ее ботаническое название – земляника ананасная. 785. В эстонском языке нет будущего времени. Вместо него эстонцы пользуются глаголом «начинать», например, вместо «я приду» я начинаю приходить. 786. В Гонконге и Японии есть макбеженцы, люди, живущие в Макдоналдсах. Несмотря на крайнюю степень бедности, многие из них имеют собственное жилье и низкооплачиваемую работу. Однако их жилищные условия намного хуже, чем в Макдоналдсе, где есть горячая вода и бесплатный Wi-Fi. 787. Мустангов считают дикими лошадьми, но на самом деле это одомашненные лошади, впоследствии вторично одичавшие. Они ведут свое происхождение от сбежавших и потерявшихся домашних лошадей, которые смогли выжить в дикой природе. 788. По мнению большинства ученых, нефть образуется из останков живых организмов, залегающих на глубине нескольких километров и подвергшихся долгому, от 50 до 350 миллионов лет, воздействию умеренно высоких давлений и температур. 789. Существует метод лечения депрессии и неврозов под названием фелинотерапия. Он включает в себя взаимодействие с кошкой, мурчание, прикосновение к ее пушистому телу, прогревание наложением кошки на больные места и поглаживание довольного животного. 790. Слово «музей» происходит от древнегреческого слова «музеон», что в переводе означает «учреждение муз». Музы в древнегреческой мифологии – покровительницы искусств и наук. 791. Синие киты способны загореть. Их кожа заметно темнеет, если они проводят у поверхности воды много времени, не опускаясь на глубину. 792. Самое древнее известное имя кошки – Ниджем. Оно переводится с древнеегипетского языка как «сладкий», «приятный». Ниджем была кошкой Тутмоса III, правившего 3400 лет назад. 793. В Вавилоне, крупнейшем городе древней Месопотамии, пользовались 60-ричной системой исчисления. В ее основе было число 60, а не 10, как в современной системе. В наследство от тех времен нам достался час из 60 минут и минуты из 60 секунд, а также 360 градусов в круге. 794. Медведи в России встречаются в 19 раз чаще, чем астероиды в главном астероидном поясе. 795. В языке, на котором говорят представители индейского племени Аймара, концепция времени предполагает, что будущее находится позади, а прошлое – впереди.
Лингвисты считают, что это объясняется представлением о прошлом как о том, что нам известно, мы можем это видеть, как объект перед нами, а будущее нет, как если бы оно находилось за спиной, вне поля зрения. 796. Ежегодно Иерусалимская почта получает больше 1000 писем, адресованных Богу. Письма шлют со всего мира, и они адресованы Иисусу Христу в Иерусалим. В них люди каются в грехах, просят о помощи, а в некоторых лежат деньги. 797. В 1993 году одна компания попыталась запустить гигантский рекламный щит на низкую околоземную орбиту. С Земли рекламный щит выглядел бы почти так же, как полная Луна. После отмены проекта был внесен законопроект, запрещающий любую дальнейшую космическую рекламу. 798. Во время своей пиковой активности комета Лавджоя выделяла алкоголь в количестве, эквивалентном 500 бутылкам вина в секунду. 799. Древние германские племена так боялись животного Аркта, что никогда не произносили его название вслух и придумали альтернативное именование – медведь. Это слово считается одним из самых древних известных эвфемизмов. 800. Яд самца утконоса содержит гормон GLP-1, способствующий высвобождению инсулина. В человеческом организме этот гормон тоже присутствует, но слишком быстро разрушается. Гормон утконосов более устойчив, а самое замечательное то, что GLP-1 может быть изготовлен в лаборатории, без участия самих животных. Ученые рассчитывают, что гормон поможет в разработке нового эффективного лекарства от диабета. 801. В итальянской колоде игральных карт отсутствуют карты дам, потому что это считалось неприличным в старинной карточной колоде короля Франции Карла VI, в которой было 32 карты. Вместо традиционных дам в этой колоде изображены другие исторические или мифологические персонажи. 802. Самым тяжелым газом является гексафторид вольфрама. Его плотность настолько велика, что в нем может плавать пенопласт. 803. В 1910 году преступник, приговоренный к казни, крикнул в толпу: «Пейте какао Ван Гуттена», в обмен на солидную сумму от производителя какао для наследников. Эта фраза попала во все газеты, и продажи резко увеличились. 804. Макс Фактор, всемирно известную косметическую компанию, основал Максимилиан Факторович, который родился в 1877 году в Польше, которая тогда была частью Российской империи. Свой первый магазин он открыл в городе Рязани, постепенно добился статуса поставщика царской семьи, а в 1904 году эмигрировал в США. 805. Американский писатель Тимоти Декстер в 1802 году опубликовал мемуары под названием «Бессмыслица для умников» или «Чистая правда в грубом платье». С самого начала и до конца книга представляла собой единое длинное бессвязное предложение, без всяких знаков препинания. В ответ на возмущение читателей во втором издании книги Декстер добавил специальную страницу со знаками препинания, попросив читателей расставить их в тексте по своему вкусу. 806. Жемчужина – это всего лишь перламутровый саркофаг для червяка. Жемчуг рождается, когда внутри ракушки умирает крошечный паразит, пробравшийся туда сквозь створки, чтобы поесть мясо мидии. Изолируя угрозу, мидия начинает покрывать его слоями перламутра, и так до конца жизни. 807. Аисты во время перелетов могут периодически засыпать, не опускаясь на землю, на время до 10 минут. Уставший аист перемещается в центр косяка, закрывает глаза и дремлет, а сохранять направление и высоту полета в это время ему помогает обострившийся слух. 808. У римлян было много разных развлечений.
Так, когда они уставали от гладиаторских боев, периодически наполняли Колизей водой и проводили там крупные имитации морских сражений. 809. Электронная книга-читалка и в самом деле тяжелее, когда на ней записаны книги. Это следствие метода хранения информации. В Калифорнийском университете подсчитали, что читалка с объемом памяти 4 гигабайта станет тяжелее на 1 квинтиллионную грамма, или 1 на 10 в минус 18 степени грамма, если всю память заполнить. А если весь интернет закачать на какой-то носитель, то интернет будет весить 50 граммов. 810. Совы не могут вращать глазами, их взгляд всегда устремлен только прямо. Глаза у сов трубчатые и прикреплены к склеротическим тканям. Вместо этого они приобрели способность быстро и практически бесшумно поворачивать голову на угол до 270 градусов. 811. Не везде черный цвет является цветом скорби, печали и траура. Например, Турция траурным цветом считает фиолетовый, многие африканские страны в этом деле отдают предпочтение красному, а Китай и вовсе скорбит, применяя белый цвет. 812. По твердости чистое золото сопоставимо с гипсом 2 балла из 10 возможных, то есть его можно поцарапать ногтем. 813. В Амстердаме, если человек умирает и у него нет родственников, то на похороны приглашают поэта, чтобы он прочитал стихотворение. Это считается достойной данью уважения. 814. Карликовое государство Лихтенштейн участвовало в 1866 году в Австро-Прусской войне, которая предопределяла судьбы мелких немецких мини-княжеств и герцогств. Страна отправила на фронт 80 человек, а с войны вернулось 81. Один из пленных не захотел возвращаться в свою страну, а решил поселиться в Лихтенштейне. 815. В ходе психологического исследования было установлено, что одинокие люди видят больше счастливых пар, а люди, состоящие в отношениях, видят больше счастливых одиночек. 816. Кратер Лахнагар – крупнейшая воронка Первой мировой войны. 1 июля 1916 года в битве на Сомме англичане подорвали 27 тысяч килограммов взрывчатки в туннеле под немецкими траншеями. После взрыва образовалась воронка диаметром 90 метров и глубиной 27 метров. Взрыв, произошедший во Франции, был слышен даже в Лондоне и в то время был самым громким искусственным звуком в истории. 817. Ни один производитель в мире не выпускает столько колес, сколько компания Lego. Хоть они и крохотные, зато их количество превышает 300 миллионов в год. 818. Пустыня белых песков в долине Тулароса, расположенная в американском штате Нью-Мексико, напоминает заснеженные ландшафты Аляски. Необычный цвет песка объясняется высоким содержанием в нем кристаллов гипса. 819. В Коста-Рике есть мост, который называется «Мост через облака». Он проходит сквозь облака на высоте 3445 метров. 820. В Китае существует запретный город Императорский дворец, который был закрыт для общественности на 500 лет и был доступен только для императора и его придворных. 821. В 1778 году в Париже было модно носить шляпки с громоотводом. Вокруг тульи шляпы оборачивалась металлическая лента. От этого куска металла вниз вдоль спинки платья по подолу и до самой земли свешивалась тонкая цепочка, по которой электричество с молнии в случае удара должно было уходить в землю. 822. Существует фрукт, который меняет вкус пищи. Чудо-фрукт под названием Синсепелум далсификум обладает способностью обманывать наши вкусовые рецепторы таким образом, что вкус пищи воспринимается совершенно по-другому.
С помощью этих маленьких красных ягод, с виду напоминающих виноград, можно попить пиво со вкусом шоколада, а острый соус будет сладким, как сахарная глазурь. 823. Больше половины железных дорог в Японии частные. Негосударственные перевозчики отвечают за 68% всего железнодорожного сообщения страны. 824. В кошачьем ухе 32 мышцы, благодаря которым животное может шевелить им в разные стороны. 825. Мармеладные конфеты и автомобили покрывают одним и тем же воском. Они покрыты карнаубским воском, тем же веществом, которое используется в автомобилях для придания им блеска. 826. Вольфганг Амадей Моцарт получал приличные гонорары. За 1 час преподавания на фортепиано он выставлял счет в 2 гульдена, в то время как его служанка получала 12 гульденов в год. Кроме того, за выступление на концерте Моцарт запрашивал, по его собственным словам, не менее 1000 гульденов. Если считать, что он давал не меньше 6 концертов в год, то в переводе на нынешние деньги Моцарт получал около 250 000 марок. Однако благодаря крайне расточительному образу жизни он оставил гору долгов и был похоронен в могиле для бедняков. 827. Лед не одинаково холоден. Температура льда антарктических ледников достигает -60 Цельсия. Намного теплее лед гренландских ледников, в среднем -28 градусов Цельсия. И совсем, так сказать, теплые льды с температурой около 0 градусов Цельсия лежат на вершинах Альп. 828. Одной из самых скользких субстанций в мире является смазка в ваших коленях. 829. Зебры-альбиносы встречаются в природе очень редко. Их называют золотыми зебрами. 830. Черепахи – это кукушки в своем животном мире. Они подбрасывают свои яйца в гнездо к крокодилам, чтобы потомство было под охраной. 831. Знаменитая египетская царица Клеопатра египтянкой не была. На самом деле она гречанка, происходила из династии Птолемея, которая основана диадохом Александра Македонского Птолемеем I. 832. На филиппинском острове Боракай с 2001 года разрешены только белые автомобили. Это было установлено законом, регулирующим въезд и эксплуатацию автотранспортных средств на острове. 833. Астрономы выяснили, что планета Уран пахнет тухлыми яйцами. С помощью спектрографа телескопа на Гавайях ученые обнаружили химический отпечаток сероводорода в верхних слоях атмосферы планеты. 834. У 45% людей всего по 2 фаланги в мизинцах ног, а у остальных по 3. 835. В Италии есть няньки-ослы, которых используют для перевозки новорожденных ягнят с гор во время сезонного выпаса скота. 836. В национальном парке Кориджини в Австралии находится потрясающий природный бассейн, который привлекает туристов своей красотой и уникальностью. 837. В Турции до 1996 года никогда не было зеленых попугаев. Они появились, когда на трассе случилась авария с участием грузовика, который перевозил птиц. По итогу свободными оказались сотни пернатых. По этой причине теперь Стамбул населяют сотни тысяч зеленых попугаев. 838. Существуют черные яблоки, называются Black Diamond, они найдены в Тибете и принадлежат к семейству яблок Хуаниу. 839. Самая маленькая кость в теле человека находится в ухе и называется стремечко. Она длиной всего около 3 мм. 840.
Если бы весь мировой океан испарился, поверхность Земли была бы покрыта слоем соли толщиной около 50 метров. 841. В древней Японии садоводы весной угрожали деревьям, размахивая топором, обещая срубить их, если они не будут плодоносить. 842. Ваш глаз не распознается вашим телом как собственный орган. Другими словами, если бы не было барьера, защищающего глаз от иммунной системы, ваши лейкоциты атаковали бы его. Говоря научным языком, ваш глаз имеет иммунные привилегии. 843. Когда тюлени довольны, они принимают форму банана. 844. Научно доказано, что когда мы говорим окружающим о своих целях, у нас пропадает мотивация. 845. Каньо Кристаллис – самая удивительная река в мире. Вода в ней разноцветная, а в народе ее называют рекой 5 цветов. 846. Пайнбери – белая клубника со вкусом и запахом ананаса. 847. В Японии, если вы хотите купить машину, вам требуется доказать, что вам есть где парковать ее. 848. Новорожденный ребенок относится к соленому вкусу нейтрально и начинает распознавать его лишь с 4-5 месяцев. При этом данный вкус для ребенка становится новым и приятным. 849. В Аргентине находится самое широкое дерево в мире, известное как араукария. 850. Существует вид рыбы, называемый рыба-камуфляж, который может менять цвет своей кожи, чтобы соответствовать окружающей среде. 851. У мухи Ганиурелия трайденс, обнаруженной в ОАЭ, на крыльях изображены еще 2 мухи. Таким образом, муха защищается от хищников, притворяясь, так сказать, мушиной стаей. 852. Стрекозы не могут ходить. Несмотря на то, что у стрекоз, как и у других насекомых, имеется 6 лапок, эти лапки слишком слабы, чтобы передвигаться на них. 853. Басенджи или африканская нелающая собака – одна из древнейших пород собак. Уникальность породы в том, что ее представители не лают, но издают особые, свойственные только басенджи звуки, похожие на урчание. Но и их можно услышать лишь когда собака взволнована. 854. Ученики древнегреческого философа Платона однажды попросили его дать определение человека. На что тот ответил: «Человек есть животное на 2 ногах, лишённое перьев». Однако после того, как Диоген Синопский принес в Академию ощипанного петуха и предъявил его в качестве платоновского человека, Платону пришлось добавить «и с плоскими ногтями». 855. Стивен Кинг написал «Сияние» под впечатлением от ночи, проведенной в отеле Стэнли в 1974 году. Кинг и его жена Табита оказались единственными постояльцами отеля, так как это был конец сезона. В те времена Кинг страдал от писательского кризиса. Ночью, когда Табита спала, он спустился в бар и разговорился с барменом, чей образ позже вписал в свой будущий роман. 856. В конце XVI века кофе в Европе считался мусульманским напитком. Папа попробовал его по настоянию своих епископов, которые добивались запрета на его продажу и употребление. Но кофе так понравился папе, что тот предложил: «Давайте обманем сатану и благословим этот восхитительный напиток. Будет обидно, если он достанется только мусульманам». Это сделало Климента VIII одним из первых популяризаторов кофе в Европе. 857. Хотя человекообразные обезьяны способны выучить язык жестов и общаться на нем, они никогда не задают вопросов. Кажется, им недоступно понимание того, что другие обезьяны или люди могут владеть информацией, неизвестной им. Это качество принципиально отличает обезьян от людей. 858.
Отрезанные кочаны капусты, похоже, и не догадываются, что покинули грядку. Они продолжают сворачивать листья на закате солнца и отпугивать насекомых при помощи естественных защитных веществ. Это продолжается в течение нескольких недель. 859. Компания Kodak сняла с производства свою знаменитую фотопленку Kodachrome в 2009 году. Последняя выпущенная катушка этой пленки была подарена фотографу, сделавшему знаменитый на весь мир портрет афганской девушки Стиву Макари. 860. Эйфель устроил в башне квартиру, но никогда не планировал в ней жить. Вместо этого он приглашал в нее своих высокопоставленных друзей, чтобы поразить их роскошным видом Парижа, открывающимся с верхушки Эйфелевой башни. 861. Персики и нектарины – это по сути один и тот же фрукт. Их генетический состав идентичен за исключением одной детали – ген, являющийся доминантным у персиков, рецессивен у нектаринов. Это определяет, будет ли кожица плода гладкой, как у нектарина, или бархатистой, как у персика. 862. В отличие от большинства млекопитающих, организм ленивца не способен регулировать свою температуру, он полностью зависит от окружающей среды. Поэтому ленивцы обитают только в тропических лесах, где достаточно тепло круглый год. 863. Когда императорский поезд сошел с рельсов, Александр III поднял рухнувшую крышу вагона ресторана, чтобы спасти родных, в том числе детей, находившихся там. Царь держал крышу на плечах, пока все не выбрались наружу. Считается, что именно тогда Александр получил травму, повлекшую за собой болезнь почек, от которой он скончался 6 лет спустя. 864. Только 4 вида кошек обладают голосовыми связками, способными издавать рев: львы, тигры, леопарды и ягуары. Остальные кошачьи, даже такие крупные, как гепарды, могут только мяукать, как домашние кошки. 865. Говорить «я кушаю» верно только в том случае, если речь идет о женщине или ребенке. Согласно современной норме языка, к мужчине неприменима формулировка «я кушаю, только я ем». 866. Настоящее имя Махатмы Ганди – Мохандас. Махатма – это не имя, а титул, означающий «великая душа». 867. В 1985 году в Эдинбургском университете была открыта кафедра парапсихологии. Если вы всерьез решили заняться изучением упырей и зомби, теперь вы знаете, где получить докторскую степень в этой области. 868. Герой по имени Гарри Поттер появился раньше книг Роулинг. В фильме ужасов под названием «Тролль» главного героя зовут Гарри Поттер-младший. В фильме встречаются такие персонажи, как ведьмы и тролли, а также в нем много волшебства. Есть мнение, что Джоан Роулинг слегка сплагиатила эту картину. По крайней мере, в этом уверены создатели фильма. 869. Микеланджело подписал только одно свое произведение. Он указал свое авторство на скульптуре «Оплакивание Христа». По легенде, скульптор принял решение поставить подпись после того, как стал случайным свидетелем спора между прохожими о том, кто создал это восхитительное произведение. 870. Бушевавшая по всей Европе в XIX веке эпидемия туберкулеза, в России его прозвали чехоткой, как ни странно, повлияла на стандарты моды и красоты. Красные щеки и губы в сочетании с болезненной бледностью и худобой стали модным трендом, и светские красотки потуже утягивали корсеты, чтобы больше смахивать на чехоточных. 871. В ходе исследования было обнаружено, что такие растения, как табак и томаты, испускают ультразвуковые взвизги, когда испытывают стресс. Когда растениям обрезали стебли, они испускали в среднем 15-25 визгов в час, а когда подолгу не поливали, число звуков достигало 35 в час.
872. Руки головоногих похожи на щупальца, но на щупальцах присоски есть только на концах, а на руках они расположены по всей длине. У осьминога, например, 8 рук, а не щупалец, а у кальмара и каракатицы по 8 рук и по 2 щупальца. 873. В Новой Зеландии все животные признаны разумными. Это официальная позиция правительства. Животные разумны, пусть и не в такой степени, как человек, и, несомненно, обладают чувствами. Жестокое обращение с животными здесь является уголовным преступлением. 874. На нашей планете существует морской путь длиной примерно 32 тысячи километров, что составляет 80% длины экватора, по которому можно проплыть, ни разу не поменяв направление. Линия начинается на полуострове Камчатка, проходит мимо Алеутских островов по Тихому океану, далее через пролив Дрейка по Атлантическому океану, затем между восточным побережьем Африки и Мадагаскаром и заканчивается в Пакистане. 875. В 47-м эпизоде мультсериала «Свинка Пеппа» герои находят в раковине паука, и Пеппа пугается его, пока не приходит к выводу, что с ним можно дружить. Эта серия была запрещена к показу в Австралии, так как призывать детей не бояться пауков на континенте, славящимся многими опасными ядовитыми видами, сочли плохой идеей. 876. Горностай – очень агрессивное животное. Горностаи быстро бегают, способны влезать на деревья и отличные пловцы. Все это делает их эффективными охотниками. Горностай может убить даже зайца, который в 10 раз крупнее его. Горностаи убивают не только для пропитания, но и просто для развлечения. Тушку убитого животного, которая ему не нужна, горностай закапывает про запас и чаще всего забывает про него. 877. Во Франции сахарная вата называется папина борода, а в Греции – бабушкины волосы. 878. Касатка через О и касатка через А – разные виды животных. Касатки через О относятся к дельфинам, а касатки через А – к ласточкам. 879. До конца прошлого столетия в католической церкви была особая должность – адвокат дьявола. Она предполагала сбор аргументов против признания святым того или иного праведника. Сейчас такая должность упразднена, однако выражение, которое обозначает тех, кто защищает точку зрения, которую сам не разделяет, осталось. 880. У всех людей на коже есть полосы, как у тигра. Эти полосы называются линиями Блажко, и информация о них содержится в ДНК, однако сами линии обычно невидимы. Но они могут стать видны в определенных случаях, например, из-за генетических нарушений, а иногда даже просто от стресса. 881. Британские ученые выяснили, что в 30-е годы прошлого века рост ногтей был значительно медленнее, чем сейчас. Возможно, это от того, что уровень здоровья населения существенно повысился за прошедшее время. Ногти являются важным индикатором здоровья тела. 882. Реплики персонажей Ильфа и Петрова часто пародируют высказывания героев Достоевского или даже его собственные. Так отец Федор подписывает письма к жене «Твой вечный муж Федя», подобно тому, как Федор Михайлович подписывал послание к собственной супруге «Твой вечный муж Достоевский». 883. Французская исследовательница Одри Дюссутур поместила желтую слизистую плесень в центр круга из кусочков различной пищи в рамках серии экспериментов. Что бы ни предлагала Одри, слизевик всегда выбирал питание, в котором было 2/3 белков и 1/3 углеводов, то есть питался самым здоровым образом. Для этого плесень постепенно ползла к нужному продукту и покрывала его слизью. 884.
Африканская акация, так сказать, нанимает муравьев для защиты от млекопитающих животных, обгрызающих листья и вредящих коре и корням. Она кормит своих телохранителей, выделяя вкусный нектар, а муравьи платят за угощение тем, что кусают животных, покусившихся на акацию, и тем самым заставляют оставить дерево в покое. 885. Белая шелковица стреляет пыльцой со скоростью 560 км в час, это почти половина скорости звука. 886. Египтяне оригинально извиняются. В принципе, они вообще не извиняются, так как у них имеется слово «малеш». Это универсальное слово включает в себя как сожаление по поводу случившегося, так и отказ от ответственности. Перевести его можно примерно так: «Извини, сочувствую, что поделаешь, ну уж как вышло, так вышло, что уж теперь, смирись». 887. Самое длинное эхо в неприродном объекте можно услышать в заброшенных нефтяных резервуарах в Шотландии. Отклик эха в этом месте слышен 112 секунд, то есть почти 2 минуты. 888. Хроместезия – состояние, при котором человек может видеть цвета музыки. Хроместезия – это частный случай синестезии. Человек с хроместезией видит цвета нот, а мелодия для него как бы переливается разными цветами радуги. Никакие виды синестезии не считаются болезнью. 889. Существует цвет под названием борода Абдель-Керима. Он представляет собой серебристый оттенок пепельно-серого. А в пособиях XIX века этот цвет описывался так: материал цвета белого с черным оттенком и серым отливом. 890. Фламинго в природе пьют очень горячую воду. В местах их обитания зачастую единственный источник питьевой воды – это горячий гейзер, бьющий из-под земли. 891. В Индии брачные объявления размещают родители молодых людей, а не они сами. Эти объявления печатаются в газетах. Получается что-то вроде Тиндера под присмотром мамочки с папочкой. 892. В Великобритании есть сад смертельно опасных растений. Его можно посетить только с экскурсоводом, так как многие люди теряют сознание рядом с ядовитыми растениями, надышавшись испарений. Этот сад считается самым опасным в мире и насчитывает порядка 100 разновидностей растений. 893. Ноги ацтекских правителей никогда не касались земли. По всем важным делам правитель выезжал в паланкине, который несли на плечах придворные слуги. Если же ему необходимо было пройтись, подданные обязаны были выстилать путь царя тканью, а если ее не было, собственной одеждой. 894. В Японии пользоваться автомобильным сигналом не в аварийной ситуации считается хамством. Длинные скучные пробки или водитель, уснувший на перекрестке, когда на светофоре загорелся зеленый свет, не повод использовать сигнал, считают японцы. Поднимать шум из-за небольшого неудобства значит вести себя как хам и точка. 895. Аксолотли – это разновидность саламандр. Эти животные могут отрастить любую потерянную часть тела, ступню, хвост, любую из конечностей и даже часть мозга при повреждении. Кроме того, части тела аксолотля можно пересадить другому аксолотлю, и они будут функционировать как родные. Можно пересадить даже голову одного аксолотля другому. Такие эксперименты были, и животное будет жить, как ни в чем не бывало. 896. Пока нам известен только один вид рыб, способный регулировать температуру тела. У красноперого опоха, огромной рыбины, достигающей 2 метров в длину и 100 килограмм веса, температура тела на 5 градусов выше температуры окружающей среды. 897. Согласно театральному этикету, слово «браво» с «о» на конце зрители могут кричать только артисту-мужчине.
Артистке-женщине следует кричать «Браво!» с «А» на конце, а если исполнителей на сцене несколько, правильно кричать «Брави!» с «И» на конце. В таких случаях соблюдается грамматика итальянского языка. 898. У Несси из озера Лох-Несс есть сестра, Марак из озера Лох-Марар. Зафиксировано 34 случая, когда люди видели Марак. Причем в более чем половине встреч участвовало больше одного человека. 899. Зачем дирижеру нужна палочка? Палочка делает жесты дирижера заметнее для музыкантов оркестра. Самому дирижеру она в общем-то не нужна. Многие обходятся без палочки, другие используют очень короткие палочки и даже зубочистки. По большому счету палочка – дань традиции. 900. Люксембург – крошечное европейское государство, однако у его граждан есть свой язык. Он представляет собой мозельско-франкский диалект немецкого и считается отдельным языком с 1984 года. 901. Квокки любят проводить время вместе. В отличие от большинства видов млекопитающих, этим очаровательным животным чужда конкуренция за еду или партнеров по размножению. 902. Связанный чай, раскрывающийся в воде красивыми цветами, предназначен для декора накрытого стола. По легенде, он был создан много сотен лет назад, но на самом деле его придумали в 1980-х годах. 903. Самая громкая птица в мире – одноусый звонарь. Эта симпатичная птица с элегантно свисающим с носа пестрым усом вопит громче пожарной сирены. Крик звонаря в брачный период достигает 125 дБ. 904. В 36 году до нашей эры встречается упоминание микробов. Римский государственный деятель Маркус Варон описал их как мельчайшие существа, которые невозможно разглядеть человеческим глазом. Проникают в тело через нос и рот и вызывают тяжелые болезни. Однако микробная теория не получила широкого распространения еще в течение 1900 лет. 905. В языке суахили всего 3 цвета имеют собственное название: ньюси – черный, нуип – белый и ньякенду – красный. Все остальные цвета описываются в сравнении, например, цвет листьев или цвет пепла. 906. В ирландском языке нет слов «да» и «нет». Если, например, спросить «ты поел?», ответ будет «поел» или «не поел?». На вопрос «это твоя книга?» ответит «моя» или «не моя?». 907. Гайка, которая крепит главный винт к вертолету, называется гайкой Иисуса. Это единственное уязвимое место в вертолете. Если гайка не выдержит, помочь экипажу сможет разве что Иисус. 908. Брат Александра Пушкина Лев Пушкин обладал феноменальной памятью. Он с первого раза запоминал стихи. Когда Пушкин потерял в поездке 5 главу недописанного на тот момент Евгения Онегина, Лев Сергеевич просто записал ее по памяти на 3 листах и послал брату. 909. Старые книги имеют особый сладковатый запах из-за присутствия лигнина в бумаге. Запах лигнина напоминает слабый аромат ванили. 910. Однажды Владимир Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее инициалами ЛЮБ. Так как буквы были расположены по окружности кольца, они складывались в слово «люблю». 911. То, что у нас называется «уйти по-английски», англичане назовут «to take French leave», то есть «уйти по-французски». 912. Кошки не способны видеть в полной темноте. Чтобы ориентироваться в пространстве, им нужен хотя бы малейший источник света. В домах людей кошки спят по ночам, так как в темноте им просто нечем больше заняться. В природе кошки обычно ведут сумеречный образ жизни. 913. Существуют двуносые собаки. Полное название этой породы – двуносая анская тигровая гончая.
914. Кермотский медведь – редкий подвид американского черного медведя. Его шерсть белого цвета с янтарным оттенком, но наличие черного носа позволяет утверждать, что кермотские медведи не альбиносы. Эти медведи обитают на островах Британской Колумбии, в дикой природе их осталось не более 500 особей. За редкость и необычный окрас их прозвали призрачными медведями. 915. У кошек нет потребности в моргании, чтобы смачивать роговицу глаза. Способность долго смотреть, не моргая, дает преимущество при охоте. Зато кошки могут щуриться, что является знаком доверия к окружающим. 916. В немецком языке слово «солнце» женского рода, а «луна» – мужского. А во французском «солнце» мужского рода, а «луна» – женского. 917. По-испански «ла папа» означает «картошка», а «эл папа» – «папа римский». После визита в Испанию Папы Римского нередко можно было встретить на улицах людей в футболках, обыгрывающих сходство этих слов. «Йоу, ама ла папа, я люблю картошку». 918. Резиновые змеи – это настоящее название вида змей из семейства ложноногих. Резиновые змеи обитают в Канаде и США и считаются самыми дружелюбными по отношению к человеку змеями. Они используются в терапии, чтобы помочь преодолеть страх перед змеями, так как неизвестно ни одного случая нападения резиновой змеи на человека. 919. КВН получил свое название в честь марки первого советского черно-белого телевизора КВН-49. Расшифровку «Клуб веселых и находчивых» придумали позже. 920. У дельфинов есть общий предок с бегемотами и верблюдами – амбулацет. В 1998 году ученые исследовали его скелет и пришли к выводу, что амбулацет – переходное звено между китообразными и парнокопытными. Поэтому, согласно научной классификации, дельфины принадлежат к семейству дельфиновых отряда парнокопытные. 921. 4 круга в знаке биологической опасности символизируют цепочку распространения инфекции, а не страшного черта с рогами. 922. Планеты Солнечной системы вращаются не вокруг Солнца, а вокруг центра масс Солнечной системы, который называется барицентром. Каждое тело в Солнечной системе оказывает собственное гравитационное воздействие на нашу звезду, заставляя ее смещаться относительно общего центра масс. Барицентром или центром масс Солнечной системы называется точка, где уравновешиваются массы Солнца, всех планет, лун и астероидов. Он находится не в центре Солнца, как можно было бы предположить, а ближе к поверхности звезды. 923. Самый старый в мире флаг с неизменным дизайном – флаг Дании. Его рисунок, белый крест на красном фоне, не менялся с 1625 года. 924. Малый веретенник, птица, гнездящаяся на Аляске, на зимовку улетает в Новую Зеландию, пересекая вдоль почти весь Тихий океан. Это самый продолжительный путь сезонной миграции, который нам известен. 925. В 1710 году французский ученый де Сёхиллер сшил перчатки и носки из паутины и подарил их королю Людовику XIV, главному моднику Франции в то время. 926. В 1903 году Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной в истории, получившей Нобелевскую премию. Интересно, что второй женщиной в истории, награжденной этой премией, в 1935 году стала дочь Марии, Ирен Жолио-Кюри. 927. В 2014 году двое ученых-химиков написали статью под названием «Всесторонний обзор потребительских товаров, не содержащих химических веществ». В статье не было ни единого наименования. 928.
Леонардо да Винчи 13 лет проработал распорядителем перов при дворе герцога Лодовико Сфорца. На своем посту да Винчи составлял меню, разрабатывал рецептуру новых блюд, упрощал кулинарные процессы и изобретал различные приспособления. Например, именно он придумал вертел для жарки мяса, а также полотняные салфетки для вытирания рук. 929. В 1967 году все население итальянской деревушки Монтанер сменило религию с католичества на православие из-за несогласия с назначением нового епископа. Это событие вошло в историю под названием «Раскол Монтанера». 930. В Японии принято усыновлять мужчин, этот обычай называется макайоши. Во главе японской семьи или бизнеса должны стоять взрослые сыновья, поэтому если в семье рождаются одни девочки, родители могут привлечь мужчин со стороны. Например, бывший глава компании Сузуки Осаму Судзуки, четвертый усыновленный наследник этой корпорации. 931. Так как изначально ресторанный гид Мишлен – это автомобильный справочник, система классификации в нем связана с автомобильными путешествиями. Одна звезда означает «очень хороший ресторан, где можно остановиться на обед». Ресторан с 2 звездами достоин того, чтобы поискать его в городе, даже если придется немного отклониться от маршрута. Но ради ресторана, награжденного аж 3 звездочками Мишлена, стоит предпринять отдельное путешествие. 932. В 2019 году углеводы впервые были обнаружены на метеоритах. Ученые нашли рибозу, сахарид, без которого невозможно кодирование информации в генах, на поверхности марокканского метеорита NWA-801 и на осколках метеорита Мерчисон. Это косвенно подтверждает гипотезу панспермии, предполагающую, что жизнь попала на нашу планету из космоса, а наличие на Земле целого океана воды обусловило ее развитие. 933. В Японии школьникам и студентам запрещено красить волосы. Если цвет волос ученика отличается от черного, ему придется предоставить администрации учебного заведения фотографию себя в раннем детстве, чтобы доказать, что это природный цвет. 934. 3/4 мирового продовольствия производится из всего 12 растений и 5 видов животных. 935. Возраст синего кита определяется по его ушной сере. Она накапливается сезонными циклами, так же как, например, кольца в стволе дерева. 936. Символ амперсанд образован из букв И и Т. Слово «эт» с латыни переводится как «и». 937. В Японии государственный флаг появился только в 1999 году. С 1870 года флаг с изображением солнечного диска использовался в качестве национального флага торговых и военных судов, то есть только во флоте. Но так как Японии все же необходимо было иметь флаг для представительства на международных собраниях, в 1999 году был издан закон, утвердивший флаг с солнцем в качестве государственного, тогда же его дизайн был немного изменен. 938. Настоящее имя Эминема – Маршал Мэттерс. Псевдоним Эминема основан на звучании его инициалов М и М. Рэпер использовал звучание инициалов, преобразовав их в свой псевдоним. 939. Слово «ситком» является сокращением от словосочетания «ситуационная комедия». Второе название – комедия положений. 940. Собака больше медведь, чем гиена. У собак и медведей есть общий предок. А гиены, хоть внешне и похожи на собак, относятся к кошкообразным животным. 941. У паука-гладиатора нет радужных оболочек. Их заменяют крупные светочувствительные мембраны. Солнечный свет разрушает их, но они восстанавливаются к ночи.
Таким образом, днем паук слеп, зато ночью, когда наступает время охоты, его глаза видят куда лучше, чем глаза кошек и сов. 942. Самая первая компьютерная игра была создана в 1961 году. Она называлась Space War и была разработана Стивом Расселом для мини-компьютера DEC PDP-1. 943. Ричард «Львиное сердце» посвятил своего повара в рыцари. В те времена хороших поваров ценили очень высоко, так как в гигиенических условиях Средневековья от повара зависело, выживут ли участники пира в буквальном смысле. 944. Настоящее имя актера Мартина Шина – Рамон Эстевес. Все его дети, за исключением сына Карлоса, сохранили фамилию Эстевес, а Карлос стал Чарли Шином. 945. Белые медведи считаются морскими млекопитающими. Как и тюлени, морские котики, ламантины, дельфины и тому подобное. Характерная особенность морских млекопитающих животных – это то, что большую часть жизни они проводят не на земле, а на арктическом льду. Латинское название белого медведя Ursus maritimus означает «морской медведь». 946. Свет, который мы видим в отсутствие света, называется Эйгенграу. Если вы окажетесь в темной комнате без света, какого цвета будет темнота вокруг вас? Нет, не черного. Она будет цвета Эйгенграу, немецкое слово, означающее собственный серый. Этот цвет светлее и ярче, чем черный. 947. До того, как стать всемирно известным писателем, Дэн Браун, автор романа «Код да Винчи», был поп-певцом и автором песен. Один из его альбомов назывался «Ангелы и демоны». Позже Браун также назвал и свой роман, вышедший в 2000 году, через 6 лет после того, как он, не добившись успеха на поп-сцене, покинул Лос-Анджелес и стал писателем. 948. Страдивари, легендарный скрипичный мастер, делал также гитары. В мире есть много скрипок, созданных Страдивари, но из гитар сохранилась только одна. 949. Самый старый книжный магазин в мире работает с 1732 года. Он находится в Лиссабоне и входит в сеть Бёртард Букстор, насчитывающую 45 магазинов по всей Португалии. 950. Бамбук цветет раз в 60-130 лет. Причем чаще всего бывает так, что одновременно зацветает весь бамбук на планете, независимо от того, где именно он растет. 951. Растения умеют возрождаться. Рамонда сербская – феникс. Она умеет возрождаться, даже если засохнет. Полили такой цветок, а он оживает. Это растение встречается в Албании, Болгарии, Греции, Северной Македонии, а также в Сербии, где Рамонда была символом Дня перемирия в Первой мировой войне. 952. Томаты передают друг другу сигналы об опасности. Как выяснилось, делают они это не самостоятельно, а с помощью грибниц, опутывающих их корни. 953. Мозг и желудок человека взаимосвязаны. Поэтому на желудке отражаются такие эмоции, как тревога. 954. Если вы просверлите тоннель через всю Землю и прыгнете туда, то теоретически на другой стороне вы появитесь через 42 минуты. Конечно, если вы не умрете, что маловероятно. 955. На спутнике Сатурна, Титане, гравитация настолько мала и атмосфера настолько плотная, что будь у вас небольшие крылья на месте рук, вы могли бы летать. 956. Мед – единственный продукт питания, который никогда не портится. То есть не просто через год или через 2, а вообще никогда. 957. Вероятность того, что в стакане воды, которую вы пьете, содержится молекула воды, которая побывала в теле динозавра, почти 100%. 958.
кошку для роли в фильме «Крестный отец» сам Марлон Брандо случайно подобрал на одной из улиц рядом со съемочной площадкой. 959. В комедии «Брюс всемогущий» Богу можно было позвонить по телефону 776 23 23. В Буффало, где происходило действие фильма, кинокомпания выкупила этот номер для съемок. Но в других городах владельцы таких номеров получали сотни звонков в день от зрителей, которые хотели поговорить со Всевышним. 960. Альфред Хичкок любил сниматься в эпизодических кадрах своих фильмов. Например, в фильме «Поймать вора» он едет в автобусе рядом с главным героем. А однажды, когда по сюжету было просто невозможно засветить режиссера ни в одном кадре, действие фильма происходит в океане, где в лодке плывет лишь один главный герой. Хичкок придумал гениальный ход. В кадре недалеко от лодки проплыла газета с фото режиссера. 961. Ян Флеминг, автор романа о крутом шпионе, увлекался наблюдением за птицами и однажды прочел книгу орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень обыденным, неромантичным и прекрасно подходящим для героя. Именно поэтому в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу того самого настоящего Бонда. 962. Стивен Спилберг традиционно не приходит на съемки финальных сцен своих фильмов. Эта традиция началась с киноленты «Челюсти». Режиссер был уверен, что актеры сговорились сбросить его в воду после команды «Стоп», снято, и предпочел отсидеться в вагончике. 963. Во время съемок вестерна «Джанго освобожденный» Леонардо Ди Каприо изо всех сил несколько раз ударил рукой по столу. Актер со всего размаху разбил хрустальный бокал, но продолжил играть, не обращая внимания на боль и капающую с руки кровь. Настолько он вжился в роль. В кадре эта сцена выглядит очень естественно и кажется, что это очередная задумка режиссера. 964. Еще в начале 1990-х сам Джеймс Кэмерон активно интересовался проектом фильма «Человек-паук». Чарли Шин должен был сыграть Питера Паркера, а Арнольд Шварценеггер – доктора Осьминога. Но проекту не суждено было сбыться, так как права на фильм постоянно переходили от одной студии к другой. В фильме Сэма Рэйми, который мы увидели, ничего не осталось от идей, предложенных Кэмероном. 965. Чтобы его персонаж смотрелся более реалистично, Арнольд Шварценеггер не моргал в кадре фильма «Терминатор», так как считал, что роботы не моргают. Еще он хотел лично продублировать свою роль на немецком языке. Но прокатчики посчитали его австрийский акцент слишком мягким для сурового «Терминатора». 966. Внешний вид Чубакки из фильма «Звездные войны» скопирован с внешности любимой собаки режиссера Джорджа Лукаса. А само имя Чубакка было придумано на основе русского слова «собака». 967. Кристофер Ли, Саруман, единственный актер из всего состава трилогии «Властелин колец», который прочел все книги Толкиена еще до того момента, как был утвержден на роль. Изначально актер планировал сыграть серого волшебника Гэндальфа. 968. Джим Керри отклонил предложение киностудии Walt Disney сыграть Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Именно его продюсеры изначально представляли в роли капитана «Черной жемчужины». 969. Танцевальные вечера в средние века выглядели совсем иначе, чем в кино. Дело в том, что музыкальное сопровождение часто исходило от самих танцующих. Один из них или же группа человек прямо во время движений напевали песню, а затем эстафета переходила к другим участникам мероприятия. От их танца мы бы явно хватались за живот от смеха, так как картина с поющими и танцующими кавалерами и дамами представляется весьма комичной. 970.
Размер сельскохозяйственных животных в средние века существенно отличался от современного. Например, взрослый бык был размером с сегодняшнего теленка. По данным зооархеолога Ида и Грауса Лагеста, между VIII и XIX веками нашей эры размер домашнего скота упал до минимума. Исследователь связывает это с тем, что животным фактически самостоятельно приходилось добывать себе пропитание. 971. Горгульи на готических соборах появились не для красоты. В первую очередь они выполняли функцию водосточного желоба. На это намекает уже само французское слово «гяргуи». Первая его часть «гарг» родственна позднелатинскому глаголу «гаргаризер» – «полоскать». Второй корень представляет собой вариацию слова «гёли», старофранцузский «гули» от латинского слова «гула», то есть «глотка». 972. Одной из валют в средневековой Европе были угри. В книге «Судного дня» говорилось о том, что англичане задолжали налогов на сумму 500 тысяч угрей. Доктор наук Джон Уайт Гринли использовал конвертер средневековых валют британского архива, чтобы вычислить угря в долларах. В какой-то момент он подсчитал, что, например, членство в Amazon Prime будет стоить от 150 до 300 угрей. 973. Одна из самых ярких модных вещиц Средневековья – обувь с очень длинным носком. Такие башмаки назывались пуленами, их носили представители обоих полов, и они часто становились эпицентром скандала. Некоторые считали, что такая обувь больше похожа на когти демона, чем на украшение, а король Эдуард IV издал закон, запрещающий носить пулены с носком длиннее 2 дюймов. 974. Ни устрашающих черных зубов, ни невероятно едкого смрада из рта не было у среднестатистического жителя Средневековья. Кариес встречался редко, в рационе людей сладкое практически отсутствовало. Однако была другая существенная проблема – износ эмали из-за хлеба. Из-за каменных мельничных жерновов в муке оказывался песок, который затем попадал в хлеб и повреждал зубную эмаль. 975. Средневековье часто называют немытым, но это несправедливо. Во многих городах еще долгое время работали термы, оставшиеся со времен Римской империи. В XII веке в Британии на месте таких терм за церковный счет были построены общественные бани. Общественные комплексы для мытья появлялись по всей Европе вместе с ростом городов. Рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали пошлинами наподобие мельниц и кузнец. 976. 24 мая 1987 года мост «Золотые ворота» отмечал 50-летие с момента открытия. По этому случаю на мост вышли 300 тысяч человек и находились там в течение нескольких часов. Из-за огромного веса средняя часть моста прогнулась на 213 сантиметров, и это при том, что на мост хотели подняться еще 500 000 человек, но должностные лица заблаговременно закрыли сооружение. 977. Муравьи спят по 8 минут каждые 12 часов. Причем активность мозга рабочих муравьев остается достаточно на высоком уровне даже во время сна. 978. Только 2 части тела растут в течение всей нашей жизни – нос и уши. 979. Рис в действительности не нуждается в таком большом количестве воды. Но поскольку он может расти в таких условиях, а сорняки не могут, то вода является естественной защитой от них. Кстати, рисом питается более половины населения всего земного шара. 980. Когда кто-то, кого вы любите, вас отвергает, то ваш мозг реагирует точно так же, как и на физическую боль. 981. Исследователи установили, что летучие мыши умеют обращаться друг к другу индивидуально и часто вступают в споры. 982.
В 1999 году группе ученых под руководством Лене Вестергард-Хау удалось снизить скорость света до 17 метров в секунду, а затем 2 года спустя та же группа исследователей полностью остановила свет, правда всего лишь на несколько долей секунды. Напомним, что скорость света почти 300 миллионов метров в секунду. 983. Парень по имени Энди Джордж решил лично произвести все ингредиенты для обычного сэндвича. Для этого он сам выращивал пшеницу и овощи, добывал соль из морской воды, доил корову, делал сыр и масло, молол муку, собирал мед. Ему даже пришлось самому убить курицу. В итоге для того, чтобы самостоятельно с нуля сделать все продукты для сэндвича, у него ушло полгода и $1500. 984. Анализ истории почти 200 стран мира показал, что в мире всего 22 страны, куда бы в разные годы не вторглись англичане. Вот, кстати, страны, которые не подвергались вторжению англичан: Андорра, Беларусь, Боливия, Центральноафриканская республика, Бурунди, Чад, Конго, Гватемала, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан, Санта-Мэ и Принсипи. 985. В Канаде сосредоточено более 2 миллионов больших и малых озер, которые содержат около 20% мирового запаса пресной воды. Озер так много, что даже нет точных данных об их количестве. 986. Кремниевые полевые транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества. Например, только в 2003 году было произведено столько транзисторов, что на каждого живущего на Земле пришлось бы примерно по 100 миллионов экземпляров. 987. Согласно некоторым данным, малярия за все время существования человечества унесла жизни примерно 50 миллиардов человек. Это при том, что, как подсчитали демографы, за все время существования нашей планеты было рождено около 100 миллиардов человек. 988. В 2017 году в американском городе Санта-Клара произошел забавный случай. Воры украли GPS-трекеры у компании Roomba Corporation. Естественно, этой крупной IT-компании не составило никакого труда отследить местонахождение их устройств и сообщить об этом в полицию. Спустя всего несколько часов злоумышленники были пойманы. 989. Китай – самая нерелигиозная страна на Земле. Опрос Американского института общественного мнения Gallup, проведенный в 2015 году, показал, что 90% ее жителей являются либо убежденными атеистами, либо не являются религиозными. 990. В современной истории есть промежуток времени, когда на счетах компании Apple было больше средств, чем у американского правительства. 991. А знаете ли вы, что каждый человек в среднем тратит на еду 5 лет своей жизни? 992. По данным статистики, 70% мужчин ежедневно принимают душ, а вот у женщин этот показатель чуть ниже – всего 57%. 993. Все знают о том, что легкие обеспечивают нас воздухом, но мало кому известен тот факт, что площадь поверхности легких можно сравнить с теннисным кортом. 994. Каждый из нас за всю жизнь проходит расстояние, которое можно сравнить с 5 экваторами Земли. 995. У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков. 996. Земля – единственная планета Солнечной системы, которую не назвали в честь Бога. 997. Ночью Млечный Путь выглядит как вытянутое туманное облако, состоящее из более чем 200 миллиардов звезд.
998. Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно написать практически ни одного слова. 999. Мандарины замедляют процесс старения. 1000. В XVIII веке в Англии можно было продать свою жену на ярмарке. 1001. В 2014 году в России, на берегах Дона, был обнаружен невероятный образец архитектуры ледникового периода возрастом 25 тысяч лет, построенный из костей по меньшей мере 60 шерстистых мамонтов. Археологи пока не знают, для чего был построен этот объект диаметром в 12 метров и как он использовался. 1002. У фильма «Не угаснет надежда» был только один актер и 17 продюсеров. 1003. Аферист Энтони Женьяк выманил у богачей $8 миллионов, притворяясь саудовским принцем. 1004. В 2002 году Marvel выпустила ограниченную серию комиксов Marvel Comics The Ultimates, где в качестве прототипа обновленного Ника Фьюри художник использовал внешность актера Сэмюэла Джексона. Джексон узнал об этом и собирался подавать в суд, но от Marvel поступило предложение. 1005. В канун нового 1999 года Брэд Питт арендовал мексиканский курорт, чтобы отметить праздник с друзьями. В самый разгар вечеринки, в полночь, неожиданно отключилось электричество. В кромешной тьме появилась полиция и арестовала одного из друзей по обвинению в хранении запрещенных веществ. Гости были напуганы и расстроены. Оказалось, что это был тщательно продуманный пранк, чтобы разыграть друзей. 1006. Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку в голливудских фильмах по комиксам Marvel, так боялся этой роли, что был вынужден посещать психолога и пройти курс терапии, чтобы решиться. 1007. Морган Фриман носит золотые серьги в дань древней пиратской традиции. 1008. Вигго Мортенсену, исполнителю роли Арагорна во «Властелине колец», предложили роль в кинотрилогии «Хоббит», но тот отказался. 1009. Самое дорогое платье из когда-либо проданных принадлежало Мэрилин Монро. Недавно один миллионер расстался с $4 800 000 на аукционе, а взамен получил легендарное блестящее платье, в котором Мэрилин поздравляла президента Кеннеди с днем рождения. 1010. Слюна содержит муцин, вещество-слизь, которое обволакивает зубы и защищает их от действия вредных бактерий в течение дня. Но во время сна слюна не выделяется, поэтому на ночь наша ротовая полость остается без естественной антибактериальной защиты. Вот почему чистить зубы вечером перед сном очень важно. 1011. 60–80% потребляемых нами калорий расходуется на основной обмен веществ, дыхание, поддержание температуры тела, работу сердечной мышцы, функционирование внутренних органов, производство новых клеток, психическую деятельность и тому подобное. На спорт организм способен выделить не более 10–30% полученной с пищей энергии. 1012. Большое количество волос на теле мужчины говорит о его высоком интеллекте, показало исследование. 1013. Омега-3 приписывают множество полезных функций, от увеличения объема вашего мозга до улучшения вашей памяти. Но нет достоверных доказательств того, что омега-3 жирные кислоты делают хоть что-нибудь для наших мыслительных способностей. 1014. Оказывается, что игры для мозга не оказывают на него никакого влияния, в них может быть интересно играть, но в конечном счете, несмотря на все обещания, вы получите нулевое благоприятное воздействие. 1015. Это правда, что определенный процент нашего интеллекта связан с генетикой, сколько именно, практически невозможно оценить.
И об этом идут ожесточенные споры, но не существует никакой, так сказать, математической части мозга. Азиатские страны преуспели в математике потому, что их культура культивирует это свойство. 1016. Существует разновидность генетической мутации, из-за которой плотность костей человека в 8 раз превышает нормальную. Люди с такими мутациями редко получают травмы, имеют больше шансов выжить в автокатастрофах, но плавать они, как правило, не умеют, тонут как камень в воде. 1017. Если в организме не хватает кальция, кости разрушаются специально, чтобы восполнить дефицит. 1018. Кость обладает большей устойчивостью к давлению и большей несущей способностью, чем стальной стержень той же ширины. 1019. Всем известно пристрастие поп-дивы Мадонны к жевательной резинке. Однако мало кто знает, сколько прибыли принесла ее любовь к жвачке уборщикам сцен. Резинка может перекочевать изо рта певицы на пол прямо во время выступления. Иногда она выбрасывает жвачку в мусорное ведро до концерта. Но и там артефакты находят приспособленные уборщики. Их настойчивость не безосновательна. Впоследствии они продают каждый резиновый комочек за $100 на eBay. Да, фанаты готовы отдавать такие деньги за абсолютно бесполезную вещь. 1020. Монахи из Южной Азии, особенно Тибета, заявляют, что научились контролировать температуру тела, используя древнюю форму медитации под названием Туммо. 1021. Анонимно известная как «Смотри, эта женщина» страдает от неизвестной болезни, ставшей причиной полного разрушения ее миндалин-мозжечка, части мозга, контролирующей страх. СМ, мать 3 детей, не может чувствовать страх, какой бы пугающей ни была ситуация. В исследовании, изучавшем ее способность к страху, СМ смотрела самые страшные из фильмов ужасов и касалась языка змеи. 1022. Вьетнамский фермер Тайн Гок перенес лихорадку в 1973 году, которая сначала не показалась ему ничем необычным. Но когда лихорадка прошла, у него произошел тяжелый случай бессонницы. В надежде, что она пройдет за неделю, Тай не придал этому большого значения. На данный момент он не спал уже в течение 40 лет с той ночи, когда перенес лихорадку. 1023. Чтобы получить подарки побогаче и пообильней, некоторые из татар начали притворяться особо сильно пострадавшими от войны. Они говорили Ивану Грозному, потеряли все свое имущество и остались без средств к существованию. В результате этого и появилось выражение «сирота казанская», первоначально обозначающее прибеднявшихся татар. 1024. Немецкую актрису Марлен Дитрих задержали сразу после прибытия в Париж за то, что она была в брюках, а их ношение женщинами было запрещено во всей Франции. Кстати, закон действовал вплоть до 2013 года, однако мало кто его соблюдал. Снимок сделан в 1933 году. 1025. Хоакин Гарсия, испанский государственный служащий, не появлялся на работе в течение как минимум 6 лет, и это обнаружилось только тогда, когда пришло время вручать ему награду за 20 лет добросовестной службы. Все эти годы Гарсия вовремя получал зарплату и отпускные, несмотря на то, что даже его непосредственный начальник никогда не видел его на рабочем месте. На суде выяснилось, что коллеги считали, что Гарсия временно приписан к какому-то другому ведомству, поэтому никого не беспокоило его отсутствие. В итоге суд оштрафовал прогульщика на 27 тысяч евро, что эквивалентно его годовому окладу после уплаты налогов. 1026. Мяуканье состоит из инстинктивных звуков, которые котята используют для общения со своей матерью. Когда котенок переезжает в новый дом, он пытается издавать те же звуки, что и его братья и сестры. Если питомец слышит, что мы отвечаем, он продолжает свои мяу.
Но если мы будем регулярно игнорировать его забавные звуки, Пушистик в конце концов прекратит их издавать, потому что подумает, что люди – это глупые животные, которые их не понимают. 1027. В Северной Америке есть озеро Верхнее. На этом озере есть остров под названием Айл-Рояль. На этом острове есть озеро. На нем тоже есть остров. На том острове есть пруд, а на том пруду редко из воды появляется подводная скала. Учитывая, что озеро Верхнее самое большое по площади среди всех пресных озер мира, получается, что эта скала, когда пруд мелеет, является самым большим островом на самом большом пруду на самом большом острове на самом большом озере на самом большом острове на самом большом озере в мире по площади. Есть, правда, одно сомнение в существовании этого подводного валуна, который якобы изредка появляется на том пруду, превращаясь в остров. 1028. Возможно, вы наблюдали, либо в реальной жизни, либо в документальных фильмах о природе, как очаровательные пушистые морские выдры, каланы, мастерски используют инструменты для добычи еды. Как известно, эти существа используют камни, чтобы вскрывать раковины своей любимой пищи. Обычно это беспозвоночные, такие как крабы, моллюски и улитки. 1029. В Западной Европе в XVI-XVII веках считалось, что купание и пар открывают поры для попадания заразы, поэтому мыться значит подвергать здоровье риску. 1030. Во Франции закон запрещает пользоваться мобильным телефоном как за рулем автомобиля, который движется, так и в припаркованном на обочине, даже если двигатель заглушен. 1031. В 2013 году, сначала в рамках государственной программы, а потом и благодаря частным инициативам гражданам Дубая, пытающимся похудеть, полагался 1 грамм золота за каждый сброшенный килограмм. 1032. Пчеловоды на северо-востоке Франции были весьма озадачены, когда пчелы начали производить мед неожиданных цветов – синего и зеленого. Оказалось, что пчелы питаются цветной сахарной глазурью с конфет M&M's на фабрике, расположенной неподалеку. 1033. Самки шимпанзе в детстве играют в дочки матери. Они находят палки размером с детеныша, носят их на руках, баюкают, укладывают в постель и поют песенки. 1034. По задумке сценаристов, странная прическа Мардж Симпсон скрывает кроличьи уши, которые у нее имеются помимо обычных. Тайна должна была раскрыться в одном из эпизодов сериала, но потом от идеи решено было отказаться. 1035. Мышку-гайку из мультфильма «Чип и Дейл спешат на помощь» на самом деле зовут Гаджет. 1036. Известно, что дельфины защищают людей, когда они попадают в беду. Однажды калифорнийский серфер подвергся нападению акулы, тогда группа дельфинов окружила его и благополучно сопроводила на берег. 1037. Когда историческому 400-летнему замку Хиросаки в Японии потребовался ремонт фундамента, его просто передвинули на 80 метров, чтобы без помех провести необходимые работы, а после их окончания вернули замок на его законное место. 1038. В XVIII-XIX веках из Российской империи в другие страны экспортировалось такое количество медицинских пиявок, что торговля ими приносила существенный доход государственной казне. 1039. С 1970-х ученые ведут споры вокруг происхождения кругов фей, обнаруженных в пустыне Намиб. Эти круги усеивают пустынную равнину, будто отштампованные на ровной поверхности. Они представляют из себя ровные проплешины в траве, образованные клочками травы. В диаметре круги могут достигать от 1,5 до нескольких десятков метров. Согласно одной из гипотез ученых, зависимость растений больше зависит от наличия влаги. Анализируя пространственное разделение трав с высокой и низкой жизнеспособностью,
используя датчики влажности для проверки почвы. Команда обнаружила, что более здоровые и жизнеспособные травы систематически чаще объединяются в круги, чем слабые растения. 1040. Одним из самых лучших мастеров по маскировке является геккон. Если вы никого не видите на изображении, то присмотритесь получше к ветке. 1041. Торт, именуемый Наполеон в России, известный как миллефеуил, 1000 слоев, в Италии и Франции, называемый ванила слайс в Великобритании, тампоус в Бельгии и Нидерландах, а в Венгрии киралий франсиа кремс, в переводе французский королевский кремеш, экстремально популярен и любим во всем мире, так как устоять перед этим лакомством, представляющим собой тончайшие листы слоеного теста, пропитанные нежнейшим сливочным кремом, не могут не только дети, но и взрослые. 1042. Многие крылатые фразы из мультфильма «Малыш и Карлсон» были импровизацией актеров. Например, таких выражений, как «день варенья» и «у вас молоко убежало» в сценарии не было. 1043. Еще в советские времена Ватикан покупал советские мультфильмы, считая их очень полезными для воспитания подрастающего поколения. 1044. Мультфильм «Жил-был пес» идет на экране всего 10 минут. А вот сценарий к нему Эдуард Назаров писал целый год. Кстати, в Томске был установлен памятник счастью. А изображает он 200-килограммовую статую сытого волка из этого мультфильма. 1045. Чебурашку знают и любят дети многих стран мира, правда, называется он в разных странах по-разному. Например, в англоязычных странах его зовут топл, в Германии – кулерхен, а в Финляндии – муксис. Но больше всего этот необычный зверек популярен в Японии. В 2003 году японская компания SP International приобрела право на использование героев этого популярного мультфильма на 20 лет, то есть до 2023 года. 1046. В сценарии мультфильма «Приключения кота Леопольда» мышей зовут Митя и Мотя. Правда, в самом мультфильме эти мыши безымянные. 1047. Мультик «Ну погоди», любимый мультик всех советских детей, был запрещен в Финляндии. Кто-то решил, что заяц слишком жесток и волк по его вине постоянно попадает в неприятные ситуации. 1048. Советские мультфильмы очень популярны не только в нашей стране, но и за рубежом. Например, «Ёжик в тумане» в 2003 году критики и мультипликаторы разных стран назвали лучшим мультфильмом всех времен и народов. 1049. Принято считать, что дальтонизм – сугубо мужская участь. В той или иной мере им страдают порядка 8% мужчин и всего лишь 1% женщин. 1050. Если вы будете кричать в течение 8 лет, 7 месяцев и 6 дней, то выработаете достаточно звуковой энергии, чтобы нагреть чашку кофе. 1051. Если самец краба, скрипача в драке, теряет свою большую клешню, на ее месте вырастает новая, более слабая, но зато превосходящая утраченную по размерам. Это позволяет крабу запугивать противников, не доводя дело до драки, и при этом еще больше привлекать самок. 1052. Вода проводит электричество только благодаря загрязнениям. Идеально чистая вода не проводит электричество. 1053. На картинах и статуях Древнего Египта фараонов изображали с церемониальной накладной бородой, указывающей на их божественное происхождение. Изображения женщин-цариц, например, Хатшепсут, часто тоже украшены этой бородой. 1054. В ложке меда вы найдете и витамин С, и витамин Е, и витамин К, и витамины группы В. Кроме того, мед содержит почти все необходимые организму микроэлементы, в том числе кальций, калий и железо. 1055. Если у вас нет термометра, вы можете узнать температуру по стрекотанию сверчка.
Для этого нужно сосчитать количество стрекотаний за 25 секунд, разделить число на 3 и прибавить 4. На этом я бы хотел закончить это видео с 1000 интересных фактов в одном видео. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Самый большой самолет в мире шириной превышает 2 футбольных поля. Он называется Stratolaunch и предназначен для использования в качестве стратосферной стартовой платформы для космических ракет. Вот такими у нас получилось 1000 интересных фактов в одном видео. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.